А зарплата хорошая у вас там? Зарплата самая лучшая в мире. Там Подожди, 50 тысяч подожди. евро. Если зарплата хорошая, тогда можно, да, у кефиров жить? Говорят, в Швейцарии очень хорошая зарплата. Или Швеция это была. Швейцария 70 тысяч евро в год, а Норвегия 50 тысяч евро в год. Почти недалеко от друг друга. Норвегия это экономически один из самых сильных стран в мире. А нормально. Короче, если зарплата меньше 2000 в месяц нетто, то как бы жить, если меньше, нельзя у кефиров жить, если больше, уже как бы такое. У меня вопрос, халяльно. Магадеев, что означает слово «хюте»? Хюта это как бы дом такой, знаешь, ты понимаешь, о чем я, да? Дом в горах, типа такие есть дома, если их называют хюта. Ага. Ну, брат, ты все мне говори, я могу тебе все ответить о Норвегии. Я могу на норвежском сказать тебе все, понимаешь? Как обычно ты проводишь там у вас 17 мая? эти Как ты 17 ножки мая? есть у Я вас? не слышу вас, ребят, давайте по одному. Ножки есть у вас в Норвегии? Ножки? Ножки? Нож ты имеешь в виду? Ножи? Нет, ножки. А что это? Я не понимаю. Что, таких нет у вас в Норвегии? Ножки. Ноги, ножки. говяжьи ноги. Чтобы Нет, холодильник готовить. Не, он сказал ножки. Это национальность. Типа норвежцев называют ножк. Правильно, Ибрагим? Да, видишь, ты уже учишься потихоньку. 17 мая чем ты занимаешься? 17 мая это день независимости Норвегии, да. Да, Бареф Ахмер. Бареф Ахмер. Хубал, ты не веришь в Норвегии, да? Что говоришь? Слушай, а ты, брат, знаешь, что по шариату ты не имеешь права в Норвегии жить? Ты должен пойти в исламскую страну, короче, в Афганистан, потом захватить Норвегию, там шариат установить, и чтобы они тебе джизью платили. Если ты это не сделаешь, ты не мусульманин, ты черт. Это не я так говорю. А можешь мне посмотреть хадис или там в Коране где-то? Это везде, не делай себе друзьями христиан, иудеев. Аль-Бухари какой-то. Мартин, Машол, смотри, по сунне, если меньше 2 в месяц, меньше 2 зарплаты, уже как бы, харамно у кефиров находиться, жить. Где больше 2, там уже, хоть они атеисты, вообще пофигу. Сказано же, не делай себе друга христиан или иудеев, или приятеля, не бери себе. Если работаешь там, живешь там, получаешь пособие какое-то, ты приятель к ним, к христианам, значит, ты один из них. Тогда можешь Иисуса Христа, нашего Господа, признать своим Богом и кайфовать. Если нет, тогда едь в Афганистан и посмотрим, кто кого. Ну, может, какой-то хадис или суру, аят, что-то, чтобы я посмотрел, что это правда, то, что ты говоришь, потому что это неправильно. Ну, брат, я тебе говорю, напиши. Давай, сура 4:97 аят. Да, ты, кстати, мне сказал про это, да, Ибрагим, последний раз я посмотрел. Эта сура только в Лейлатул Кадр используется, это не все. Ну, давай тогда следующую прочитай нам, 4:144. Ну, я должен всю прочитать, это долго будет. Ты можешь сам Джемили Не, написать. аят просто прочитай нам. Аят. Да, мы его читали последний раз. Мы читали последний раз. Я знаю, о чем ты, но там последний раз, когда мы читали последний раз, там Ну, видишь, стоял... ты какой-то кефир, ты какой-то не я кошерный, не халяльный, какой-то кефирный, Я сейчас скажу. мусульманин. Потому что ты сейчас только что сказал, приведи мне хадис или аят, а теперь говоришь, не, это там, наверное, Но все ты надо используешь... читать. Это неправильно использовано, просто смотри, вот это вот аят, который ты сказал, она использована только во время Лейлатуль Кадр, а не каждый день, как мусульманин, жить, поэтому... Брат, Там шариат сказано, говорит. Кто тебе сказал, Лейлатуль Кадр?
Возьми власть, шариат говорит, возьми власть, пусть тебе платят джизью, и пусть будут униженными. Ты не имеешь права подчиняться христианам, жить по их каким-то правилам, не имеет значения. Вот видишь, Мартин хочет, чтобы ты у него, если как бы ты истинный мусульманин, попробуй у Мартина джизю выби. Да, ты должен у меня джизью просить. Я тебе дам джизью. Вот ты возьми власть, если сможешь, я тебе дам джизью. Проблем нету. У меня много денег, я тебе буду налог платить. Если сможешь взять власть. В этом проблема. Джизи, что такое? Бери быстро, власть, бери. Как тебе? Знаете, там говорится, что люди будут Коран читать и даже не будут видеть, знаете, вот как blind все будут они. Вот это вот время пришло, кстати. Но это много надо анализировать, использовать искусственный интеллект. Так, Сура 6, аят 101. Вот мне интересно. Сейчас я зачитаю его. Сейчас, секунду. Конечно, люди будут так относиться, когда хашимиты, курайшиты, хашмиты, курайшиты, когда на вершинке находятся, курайшитки на 2 месте, а арабки на 3, персы на 4 и все остальные на 5. Конечно, мы будем так уже смотреть несерьезно. Не, ну это чисто шариат. Не, я знаешь как, я люблю, вот, если ты говоришь, что ты там, вот кем бы ты себя ни называл, если ты говоришь, ты мусульманин, тогда делай так, как надо. Делай вот как четко, как надо. Если ты говоришь, что ты черт, веди себя так, как черт. смотри. 6, 101. Кем ты себя 6, называешь? 101 читаю. Я уже 3-й раз говорю, Смотри. Мартин, у тебя есть аят суры. Подождите, не перебивайте. Если Не ты не можешь перебивайте. конструктивный диалог вести, то там есть Всё. улица для тебя, где Аят ты можешь оскорблять, убивать, там есть место. Так, не перебивай меня. Сура 6, аят 101. Как вот здесь написали нам. Правильно я понял? Еще раз я сейчас проверю. Опять скажи, какой? Сура 6. Нам один брат написал. Да, аят 101. Смотри, читаю. Эльмир Кулиевич. Он созидатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Представляешь, как у него может быть сын, если супруги нет? Блин, представь. Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Маша, ты понял теперь? Магодев. Ну да, я вижу это. А в чем не так? Вот. Как ты относишься к этому аяту? Ну да, я понимаю. А какой аргумент здесь? Я не понимаю. Как у него может быть сын, если супруги нет? Ну, я понимаю, о чем ты, какой аргумент здесь? Я тоже не пойму, какой Ну, знаете, аргумент. как надо? Нам надо пригласить здесь одного шейха, если возможно, и вот такие вопросы задавать. У нас из контекста есть брать. шейхов много, каждый второй. Нам надо один день пригласить, и таких людей надо просто вот задавать Смотри, вопросы. еще раз. Эльмир Кулиевич. Он созидатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Вот У него есть ключевой момент, как может быть у него сын, понимаешь, если у него нет супруги. Вот как может быть у Адам как может быть, если у него нету папы и мамы? Иисус как может быть, если у его мамы нету супруга? Я понимаю, о чем ты. Иисус, это и есть Бог, как это, он как может быть, он и есть Аллах и Всевышний. Нет, подожди, ты уже со своей кефирской колокольни. Еще раз, смотри.
То есть Иисус не может быть, как я Иисус не понял, может да? быть Богом, не, я согласен. Не, вообще он не может родиться. Потому не что может. Он и здесь не написано- родился. Он, и не, Да он на земле подождите, родился. вы свои кефирские эти не говорите, я здесь по исламу. Вот смотри, у него сын, то есть как может быть у него сын, понял ты, да? Как у него может быть сын, если у него нет супруги? Тут тебе Я знаю, что ты конкретно сейчас ультиматум. делаешь. Я знаю, что ты сейчас делаешь. Я не хочу вот... Потому что я люблю... А что, я ничего не делаю. Я Тут понимаю, так дорогой, сказано. что ты сейчас пытаешься. Я понимаю. Я говорю, что невозможно так, понимаешь? Я понял. Какой твой аргумент дальше? У меня видишь, все четвертый, аргументы, пятый я раз. все, у меня аргументы закончились. Тут сам Всевышний Аллах говорит, что как может быть у него сын, если у него нет супруги. А То есть согласен? такого невозможно, чтобы сын был, если супруги нет. А Адам откуда вот тогда? У него вообще полностью и согласен. папы, и мамы нет. Он из Как глины он? вообще-то. А вот и у Иисуса мамы нет, папы нету. Это как? Как может быть у него, у мамы сын, если папы нет? Даже никто не верит. Тут это, по-моему, еврейский аят. Леон, это опять вы? А везде там пушки торчат со звездами. Не, ну я Это как- опять Леон, они что-то там намутили. Леон, видишь, молчит. О, не то, что объяснение, а показания. Но я не буду это сейчас делать, потому что у нас другой стрим и другое это. Это как я сейчас прихожу, как говорю, спрашиваю... Давайте про любую Палестину говорим. Мы про Украину, про Чечню, про ислам, но мы не говорим про Палестину. Мы сейчас Палестину тоже затронем, подожди. Это как я спрашиваю, дам пример, про Мухаммада, да, которые кричат, что вот он, он наш пророк, и мы готовы ради него все. И я просто спрашиваю такое, я всех замучу этим вопросом, потому что у меня еще их много простых. А как вы определили, что он пророк? И никто не может объяснить, и даже не написано. Понимаешь? А когда я молчал полгода, а потом показал, что у нас целая семантика книги, определения, как надо определить пророка, потому что нам сказали, что придет лжецы пророки, будут. Теперь насчет Палестины. Смотри. Вот ты откуда сам? Вот ты откуда? Я из Норвегии. А откуда из ты приехал в Йемена. Норвегию? Не, откуда ты приехал из Пожалуйста. Норвегии? Откуда ты Опять приехал из скажи. Норвегии? Не, откуда Не, я в ты приехал из Норвегии был. Норвегии? Я в Норвегии был и есть. Да где? Что значит ты знаешь норвежский? Ты родился в Норвегии? Он там осознал вообще себя. А родители откуда? Они из России. Из России. А тебе какой вопрос? О, это вообще круто. Р- Родители ну. из России, а я вот из Норвегии. Да, скажи мне, а как у тебя касаются чеченские вопросы, ислам, и ты Норвегия, Россия? А ну-ка, объясни мне. Ну как? Как Да. это? Нет, мусульман, да и все. Просто. А? Мусульмане, да и все. Это просто. Короче, пришел по тролли, скажи, да? Не потролль, просто для меня важно поговорить немножко про Палестину, потому что я не совсем понимаю А конфликт. для чего. что такое Палестина? Что такое Палестина? Палестина — это страна, которые как якобы оккупировали 1090. Если я скажу, что Россия это республика, как ты на это посмотришь? Или Не- деревня? Колхоз? Почему нет? Да? Да? Но Я тебя спрашиваю просто, посмотри. признали Сейчас, страну секундочку, дай. Палестину Не, дай. несколько стран. И кто признал? Франция, Италия признали. Хорошо. И 190 почему они... стран. А когда признали Палестину в 1948 году, какой был договор? Если они нарушат договор, граничный договор, нету Палестины, они сами нарушили. А я тебя спрашиваю, что такое Палестина вообще? Регион, что такое? Взяли, нет?
Что такое Палестина вообще? Палестина это страна. Вот я сейчас иду в Google, смотрю. Какая Палестина, страна? пишите. Какая страна? Лён, у меня к Гроку интересный вопрос. Подожди, да, я сейчас хочу... Палестина Пошел это по тройке, я буду Давайте еще по одному, давайте по Не, одному. сейчас смотри, я говорю, что Россия это деревня, я могу доказать, да? Это была сельская деревня, я могу доказать по истории. А ты мне докажи по истории, что такое Палестина, было такое государство. Скажи мне про лидера Палестины, про короля Палестины. Да, смотри, Палестина это была страна. Вот в 1917 году была такая страна, называется Палестина. Приехали вы в 1948 Подожди, году. стой. Взяли Кто правил? территорию, брат. Кто правил эту Палестину? Кто был? Какой король был? Да, название. Я не думаю, короля или президента какого-то там было, но все равно Не территория. было. А я тебе скажу, смотри, я тебе скажу, что British Mandate было Украина... там. А я тебе скажу, что Киевская Русь, украинцы управляли Россией. Как тебе такой поворот? И вы были деревня. Все, вот это есть по истории. А ты не можешь даже мне самый главный факт сказать, кто Брат, управлял мы про Палестиной. Палестину сейчас. Я тебе не брат. Я тебе не Окей. брат. Мы про Палестину Я- сейчас. Лён, давай я ему очень через Грока Подожди, объясню, что дай такое патруль, Палестина. дай, подожди, не хочу объяснять. Я Давайте хочу без эмоций. потроллить. Там Он были потроллит, я британцы, буду вы троллить. приехали и Смотри, пришли всю территорию а взять. кто правил Палестиной? Вот British Mandate. британцы. А как это британцы могут править Палестиной? Ну, как это? Они же управляли, там это было управлено... А как они называли эту Палестину? А Рим не Ну, как управлял? это? Pre-British Mandate Palestine. Ты такой, знаешь, вот смотри, ты такой, знаешь, неуч, вот просто кричишь Палестину. И я тебе даже собираюсь объяснять, что такое Палестина. И как она Так я создалась. смотрю на карту, Ну, я прям в интернете но- сейчас. Ну смотри, Я я вижу смотрю на карту. карту, я вижу, что Россия это деревня, и она создалась с Украины, Киевская Русь. Ну да, Киевская Русь. Я могу тебе по истории доказать, показать по фактам, да, что русские, да, это нет такой нации русских. Во-первых, русских нет такой нации, нет такой нации России, россияне, и они вышли от украинцев, Киевская Русь. А ты не можешь мне элементарные Окей, я согласен вещи с тобой, спросить. я с тобой согласен. Теперь про Палестину говори. Все, что ты? Нет, Вы ты должен холопы. мы про Палестину, не про Россию. Хорошо, Давай. давай про Палестину. Смотри, Палестина. А кто был лидер Палестины? Назови мне лидера Палестины хотя бы. Лидера не было, там были британцы, я тебе третий раз А уже как говорю. может быть нету лидера и называть страну без лидера? Это же территория людей, люди там проживают, живут. Подожди, как может быть? Я спрашиваю элементарный вопрос. Израильцы Я не снайперы думаю- не убивают Ты детей же, там. ты же вроде бомбят детей. вроде русский, ты же вроде не мусульманин, правильно? У тебя же голова немножко работает. Я спрашиваю простой вопрос. Я спрашиваю вопрос у тебя. И как может быть страна без лидера? Там был лидер, просто британцы его... Как его назвали? Как его назвали это лидера? Там британцы были, British Mandate. Хорошо, British Mandy, блядь. А как лидера Лён, British Mandy звали? Так ваш British Леон, Mandate давай я уже лучше дал включу эту Грока, территорию. интересно будет. Всем интересно будет. Ну, давай, включи, кто создал Палестину и как она Смотри. создалась. Вот Давай. я более интересно сдалека зайду, смотри. И я сам очень мне интересно было, я сам узнал, и вот я хочу, чтобы другие тоже знали. Так, теперь, Грок, В пожалуйста. Палестине был Теперь лидер Абу дай Пластилин. голосовой, вот то, что ты сейчас вот изучил, дай голосовой. 2000 лет назад кто жил вообще на территориях Почему Палестины? 2000? Это же недавно территорию взяли. Подожди, мы придем туда. 2000 лет назад на этих землях, в римской провинции Иудея, большинство населения составляли евреи. Здесь была их историческая родина. Иерусалим с храмом – главный центр. Помимо них жили самаритяне в центральной части и немного греко-римского населения в прибрежных городах. Само название Палестина тогда еще не использовалось. Оно появилось позже, уже после 135 года. Как называлась эта территория раньше, до Палестины, когда евреи... Джудея, думаю, Джудея.
До того, как римляне после восстания Бар-Кохбы в 135 году переименовали провинцию в Сирия-Палестина, эта территория официально называлась Иудея, Джудея, а еще раньше, в библейские времена, она была известна как «Земля Израиля», Эриц-Исраэль, Иудея и Самария, в самые древние времена Ханаан. Когда евреи жили здесь 2000 лет назад, это была именно римская провинция Иудея. Римляне специально сменили название, чтобы стереть связь с евреями. А теперь такой вопрос. Вот эти, например, вот Палестина и нынешние палестинцы, которые живут, имеют ли отношение нынешние палестинцы к тем, например, палестинцам, которые жили там после переименования? Да, имеют отношение, но не к древним филистимлянам, от которых пошло название Палестина. Название Палестина римляне дали после 135 года именно этой земле, а современные палестинцы – это в основном потомки тех людей, которые жили здесь после римских войн, остатки древнего ливантийского населения, включая евреев, которые остались и позже приняли христианство и ислам, плюс примесь от арабских завоеваний VII века. Генетически современные палестинцы очень близки к древним жителям Ливанта, кананейцам и людям бронзового века этого региона. Подожди, а я слышал, что нынешние палестинцы – это потомки арабов, язык у них арабский, и что эти, например, арабы не имеют никакого отношения к тем палестинцам, которые жили в те времена. Ты слышал довольно распространенный аргумент, но генетика показывает совсем другую картину. Да, нынешние палестинцы говорят по-арабски и считают себя арабами, это правда. Но это культурное и языковое, а не генетическое. Арабский язык и ислам распространились в VII веке, но массового переселения арабов из Аравии сюда не было. Местное население постепенно приняло новый язык и религию. Почему у них египетские фамилии, иорданские фамилии и сирийские? Спроси у нее. Да. А почему у них египетские фамилии и иорданские фамилии у этих палестинцев? Это нормально для арабского мира. Фамилии типа Аль-Масри – египетский, Аль-Халаби – из Алеппо, Аль-Хаурани, Аль-Ямани и так далее – это просто указание, откуда был предок много поколений назад. Человек приехал из Египта 200-300 лет назад, женился, осел, и вся семья получила такую фамилию. Это как если бы в России была фамилия Москвич или Сибиряк. В 19 веке действительно были волны Он приехал. миграции. Спроси у нее. Сидоров, Петров и Иванов, как будто. А кто тогда вот на арабских завоеваниях, которые тогда арабы туда пришли и остались, тогда кто они и где они сейчас, если это не те палестинцы? Леон, он же слышал, что где-то же слышал, что это еврейская земля. Чего вы спорите с чатом? Слушай, а если, например, эти палестинцы имеют отношение к древним, например, палестинцам, тогда почему арабы, вот эти, которые завоеватели в VII веке, куда они делись? Кто потомки этих арабов? Где они сейчас живут? Бля, ни хрена не знаешь, Леона спросите, блин. Их было очень мало. В VII веке в Ливант, включая Палестину, пришло примерно 250 тысяч арабов. Это была маленькая армия, и их сила местного населения в регионе было в разы больше. Подожди, что ты смеешься? Можно мы уже наконец-то Ты скажем, что, Сережа сказал, что я слышал, да? Смотри. А что ты смотришь? Подожди. Ты смеешься. Выключить этого придурка, да. 2000, подожди, 2000 лет назад кто там жил на этих землях? Ну, GPT спроси. Да, хорошо, давай второй вопрос задаю тебе. Самая древняя там мечеть какая, и самая древняя, например, на Газе, как она называется?
Пахам, подожди, стой. Да, я спрошу, да, я объясню. Смотри, то, что это земля евреев, тут уже сказали. То, что они пришли к нам сюда и обосновались, и назвали себя палестинцами, потому что это называлось Сирия-Палестина. Во-первых, это был регион, как Сибирь, как Кавказ, вот такие вещи. Сирия-Палестина. Тогда не было понятия, тогда не было Сирии, тогда не было Иордании. Был такая страна Египет, да. И эти пришли сюда и устроили здесь, назвали себя как страну. То же самое, что будет в Европе. Теперь, насчет России, я могу четко показать, что Россия создалась с Киевской Руси. Понимаешь? И вы должны, русские, лежать под украинцами. Так, мой теперь следующий вопрос. Я не из России, к сожалению, я не могу тебе ответить на этот вопрос. На вторых, диалог ведется здесь на Палестину и Израиль. Мы не можем про Россию сейчас говорить. Почему вы пришли в 1948 году и взяли... Подожди, что значит почему мы пришли? Мы пришли к себе на родину. Мы вернулись на родину. Кто вам эту родину дал? Там на карте 1948 году раньше были Палестина. Вот посмотри кто тебе дал? Кто тебе дал твою родину? Мы не про мою родину сейчас. Ты хочешь перейти на тему? Нет. Давай. Слушай, это моя родина. Подожди, это моя родина. Да? Это моя родина. И мы возвращаемся на мою родину. И ты говоришь, кто мы такие? Ты что, охранял, блин? Ты мусульманин, скажи мне честно. Я знаю, что Джудея была такая... Джудея, вы там жили, да. Но мы тоже можем про американцев сказать, что они invaded land by the Native Americans, правильно? Но вы не можете просто прийти и так взять. Пацануты. Магадев. Тебе говорят, окей, что эта земля была евреев. Ты назови мне... Подожди сейчас, пацану, ты назови мне хоть одного правителя Палестины. Вот ты говоришь, есть такая страна Палестина. Правильно? Назови мне правителя, лидера Палестины. Что такое страна? Страна есть правитель, есть государство. Да, послушай меня. Или ты слабоумный до конца? Значит, что же я говорю? Там не было лидера, там было land. Land. Там люди, палестинцы жили. Кто управлял это ландом? Там не было лидера, я тебе опять говорю. Так нет, значит не было страны. Нет, страна была территория. Значит, это была колония для слабоумных. Здесь. Дай мне сказать, пожалуйста. Короче, ты тупой, блин, это... 1948. Ты тупой, ты, блядь, это... Не твое мнение даже. Тебе говорят, что пишется, что это наша земля. Ты говоришь, а что ты пришел на свою землю? Конченый, блядь. Нет, тут смотри, Леон. Что я хотел этим как бы сказать, то что GPT... Если ты мне не можешь... Леон, GPT мне говорил одно, мне а что Грок интересно... А Грок говорит интересно, другое. какие-то безродные, вообще без своей земли, без каких-то опознавательных знаков сидят и рассказывают о каких-то чьих-то землях. Что мне говорить с человеком, если он не может назвать лидера Палестины, он говорит, что это моя земля, почему я вернулся на свою землю. Ну тупой, блядь, с кем мне разговаривать? С кем? Ну я до этого у GPT спрашивал, Завтра я приду к тебе домой и скажу, что это мое. И завтра я к тебе приду. А ты будешь моим рабом. Все. Леон, я у GPT... Добрый вечер. Одну секунду, братья. Всем добрый вечер. Нашо. Камарджиба, брат. Смотри, я этому хотел задать вопрос, но его выкинули. Вот смотри, когда он сказал там, что в 48 году они приехали, евреи начали массово приезжать. Смотри, что я хочу сказать ему. Ты меня, наверное, слышишь. В Коране написано, когда пророк Муса разговаривал с Всевышним Аллахом, в священном горе. Вот у меня к тебе вопрос есть. Когда Бог дал этому народу, он там ему говорит, пророку Мусу говорит, иди освободи народ Израиля и приведи ту землю, которую я даровал. Землю обетованную. Авраама, Якова, Исхака. Где эта земля? Скажи мне. Ты же сидишь и кричишь, что в 48 году евреи пришли. А тогда где эта земля, которую Бог дал этому народу? Ответь мне, если ты слышишь. Напиши, я тебе подниму. Спасибо всем. Да, так Иудея же земля была 2000 лет назад. Иудея, как еще вот это, Самария или как там?
В общем, смотри, я спрашивал у GPT-чата, короче, до этого этот вопрос. А сейчас я у Грока спросил, а почему они по-разному отвечают, я не понимаю. Например, я у него спрашивал, он говорил, что арабов помимо не было на иудейских землях, например. Там были другие какие-то национальности, давай типа вот так вот. эти... Пахан, Да, хананяне... Хананяне... Давай вот Подожди, так. я сейчас скажу. Я хотел сказать, что когда я у GPT спрашивал, он говорил, хананяне там и вот эти какие-то другие там древние народы там были, но запах арабов там вообще не было. И арабы там появились только вот при завоевании там в 7 веке. Вот тогда арабы появились, короче, там. Вот что я... Смотри, что такое народ? Мы понимаем, когда государство, когда есть правитель, свои обычаи, своя история этого народа и все это. Теперь не было вообще даже в помине ни одного правителя, да? Он мне рассказывал про Англию, когда это была колония. То есть человек вообще позорится по полной программе, не зная вообще ни историю. Но а ну подними его, по смеху, что-то уклона дашь, поиздеваться над ним. Давай потроллим его. Нету его тут, нету на запросе, не стоит, он не сидит. Скинь заново запрос. Подскажи мне, клоун. Подскажи мне, ты кто по вере? Здорово, ребят. Так, Подскажи мне. Не, подожди, давай. я тебе дам сказать первый, потому что да. я знаю, как нормально вести диалог. Я тебе даю даже первому сказать. Но ты некомпетентный. Ты не можешь, ты на эмоционально переходишь, оскорбляешь. Я не на твоем уровне, брат. Ты меня не перебиваешь? Я на теме, я на фактах только. Давай, говори. Не перебивай ему, пускай он скажет. Леон, давай говори. Давай. Вот ты кто по религии? Мы про Палестину и Израиль сейчас. Кто ты по религии? Я спрашиваю, что тебе по религии? Ты кто по религии? Спрашиваю тебя вопрос. Мне Кто лично по не религии? надо вопрос. Ты не знаешь, что такое Я религия? Мужик по Я тебя религии. в 1948 вопрос Я задал, тебя да. спросил, кто ты по религии? По религии. Фраер. Кто ты по религии? Мусульманин, христианин, кто? Или фраер? Кто ты? Магомед, вероисповедание у тебя перейти. какое, Магомед? А то это просто, что тебе трудно, что ли? Я христианин. Ты что, стесняешься, что ты ему скажешь, что мусульманин? Не понял. Ты что, стесняешься? Мы дожили... Ну, молодцы, правильно, это хорошо, что вы стесняетесь. Ну, после того, что он уже наслышался, он уже не хочет Смотри. быть мусульманом. Алёна, Смотри, Подожди, я Лён, ты можешь вести аргумент? Или ты как ты девочка сказал мне, кричишь? ты мне можешь сказал, вести ты мне аргумент сказал, вот ты есть как девочка, ты сказал мне, что я задам Да вопрос, ты ты девочка ответишь, потом кричат. ты Ты можешь задашь. нормально, как мужик, аргументировать позицию твою насчет Израиля? Послушай, Леон, ты дай мне вот с ним это на... поговорить. Не, подожди, стой, дайте мне, это Не мое, выкинул, это моя не выкинул. страна. Это моя страна, это здесь каждый хочет Понятно, сказать, я хорошо. не понимаю. 2 минуты дай мне. Я с ним, пожалуйста. спрашиваю, подожди. Я спрашиваю тебя, ты сказал такую вещь. Ты задашь мне вопрос, я задам тебе вопрос, ты ответишь, потом ты мне задашь, окей? Нет, нормально. Я задаю тебе вопрос. Ты не дал мой по вопрос религии? задать, и ты меня выкинул. Не, ты все ты слышали видишь- здесь? ты видишь, Здесь о сидят чем я, 48, послушай, тут сидят 48 человек. Да. Ты сказал такую вещь, зашел. Да. Я тебе задам вопрос, ты ответишь, потом ты мне задашь. Я говорю, нет проблем, все нормально. Я так не говорю, тебе покажи задаю в чате. вопрос. В чате покажи, Я я тебе сказал. задаю вопрос. Нет, Кто так ты не по говорил. религии? Покажи в чате. Ты видишь, ты врешь сейчас. Бля, Покажи в он ты чате. что? Видишь, ты можно врешь. что, по стесняешься, очереди? скажу, ты по Подожди, Лён, Магадеев, Перестань вести Магадеев. себя как девочка. Везди Магадеев, аргумент, Магадеев. брат. Пока что Магадеев, как девочка, Магадеев. пока что как девочка, это ты. Я не кричу, Как я Магадеев. не выкидываю. Скажи, что ты мусульманин. Не Магадеев. выбиваю. Даже Грок сказал, что хотя там, например, могут быть потомки тех людей, которые жили тогда, но по сути, по факту, в 7 веке они арабизировались и смешались с Дайте мне арабами. сказать. Я знаю, вы не дай хотите мне мне с ним сказать, вы поговорить. боитесь правду, брат. Подожди, давай со мной. не, Подожди, Жуба. Короче, можно подожди, я- Меня выкинуть в ту секунду, когда Не я буду правду выкидывайте говорить. его, не выкидывайте. Дайте мне Зураб. с ним поговорить, пожалуйста. Зураб, да, Братья. я скажу, у нас Леон, время полно. секунду, я Зураб, выхожу. Дай мне 2 минуты с Давай, ним, я давай, выхожу. давай. Да
Дай человеку сказать. Послушай, Магомед, я тебе вопрос задал, когда ты внизу сидел. Я спрашиваю тебя, я грузин. У меня никакого отношения в Израиле нету, но я тебе вопрос задаю. Для тебя что самое главное в жизни? Первое на месте какое слово? Человеческое слово или Божье слово? Скажи мне, пожалуйста. Я слушаю тебя. Божье слово, да? Когда тебе Бог говорит, такие слова, это передано тебе в священных книгах, в Коране, в Торе, в Библии. Нету разницы, какой в религии ты относишься, да? Там говорится четко и ясно. Пророк говорил, Моисей, Муса, он говорит, Бог говорит этому человеку, иди, освободи народ Израиля и приведи ту землю, которую я даровал, землю обетованную. Авраама, Якова и Давида. Где эта земля? Ответь мне, пожалуйста. Я тебе скажу, в то время это не были зайнисты. Подожди, я тебя спрашиваю, при чем тут то время? Видишь, мне не дадут говорить. Где эта земля? Зураб, Не скажи, где эта земля, просто скажи, где эта земля. Прав. Зураб, он прав. Это в то время, которые были, это другие евреи. Подменили. Это дети, это люди Израиля. Это не зайнисты, которые идут убивать 500 евреев. При чем тут Израиля? Нация была. Вы не даете мне говорить. Это невозможно. Зураб, можно я договорю? Зураб, пожалуйста, можно я договорю то, что сейчас другие фейковые евреи уже фальшивые с Алиэкспресс, а те, которые тогда там были, они уже как бы... Это дети Израиля были, и называли дети Израиля. Дайте я свою мысль, Магадеев, дай я свою мысль, пожалуйста, договорю. Но я первый начинал, все меня перебили, как бы я хочу договорить, начиная с Грока. Смотри, если брать то, что, да, вот если допустим, что, например, вот этот, там жили, допустим, вот древние вот эти, которые после евреев там, например, заселились и жили там, например, да, допустим, это потомки тех. Но если они в 7 веке приняли как бы арабскую культуру, считают себя арабами, например, перемешались с арабами, например, и утверждают, например, что это их земля, откуда там, от моря, докуда они там говорят, я не помню уже, короче. From the river to the sea? Да, Палестина типа ихняя. Как это может быть ихняя территория, если они арабы, например, считают себя арабами, например, они мусульмане, и они никакого отношения к этой земле не имеют. Там есть могилы предков евреев, например, иудеев, там их пророки, там их гора вот эта святая, там их храм, например, там все их, например, там запах один как бы еврейский. Я не понимаю, в чем ваша проблема, что вы хотите этому как бы добавить тут? Я скажу. Вот, теперь отвечай. Смотрите, исторически, да, эта земля принадлежала евреям, это было Джудея, да, это история. Потом арабы там пришли, целая, да, Палестина произошла. Моя проблема не в том, что там евреи жить. А нельзя. Как произошла Палестина? Скажи, пожалуйста. Как произошла Палестина? Как произошла? Пусть расскажет. Там пришли Ottomans, и ее назвали Палестайн. Потом 1900... Кто пришел? Тихо, кто пришел? Послушай, дайте прожал. Подожди, кто пришел? Ottomans, вот эти вот... Кто такие Optimans? Турция, ну давай, продолжай. Османы, Палестина? Вы не даете мне говорить вообще. Ну и... Давай, жги, давай. Не даю, потому что какую-то сказку ты здесь рассказываешь, понимаешь? Это даже в истории не написано. Это не турки были, не османы были, это были римляне. 135 год до нашей эры, при императоре Да, сори, римляне, я имел в виду римляне, извините. Смотрите, там пришли кто-то и сделали Палестайн, да? To mock the Jews. Вот видишь, ты ошибку допускаешь везде. Тебе, когда говорят, что ты печка... Так это же тоже самая империя была, я просто поменял меня. 8 человек сидим, и тебе говорим, что ты печка, ты должен дым выпускать, понимаешь? Потому что ты неправильно. Ты ошибку допустил одну... Мне не дают просто сказать. Вы боитесь правду. Да, какого правду? Пускай правду расскажет. Подождите, пускай вот эту правду до конца расскажет. Сделали Палестайн, чтобы, я не знаю, как на русском, to mock the Jews, да?
И для этого это немножко sensitive topic говорит, да? Но там были British Mandate раньше 1948 году. И далее... Говори, расскажи историю полностью. Леон, пускай он договорит, потом В мы скажем. 1948 году дали эту землю опять евреям из Европы, которые пришли там. British Mandate дали... Сказку не говори, я тебе сейчас выкину. Не было British Mandate. Не было British Mandate. Не, мандата было. Мандата Вот, было. пусть Да, я скажу договорит. тогда. Ты же сам сказал, да. Смотрите, British Mandate, все, тема пришла, но там началась зионистская программа, где люди, settlers, пришли и своровали земли. И вы же любите по фактам говорить, да? Сегодняшним дню, я сейчас просто скажу, в 2023 году погибло где-то 548 детей на West Bank, в 24-м 500, в 25-м 200. Там просто убивают людей. Там не... Послушай, Подожди, вот ты смотри, давай куда ты этот... перешел. Вот Подожди, видишь, да. куда ты Я перешел ненавижу сейчас. зайность, Вот сейчас, но я не почему против ты евреев. 2005 год не говоришь? 2005 год, почему не говоришь? А? Там была Когда война, евреи ушли да. оттуда. Но вы... А почему не говоришь? Я тебе сказал, что 18 вы- лет, послушай, подожди, Магомед, смотри, 18 лет евреи не заходили туда. Своих мертвых не оставили они там. Все унесли оттуда. Они дали Палестину свободно жить. 18 лет эти гондони в 2023 году напали, разбудили спящего льва. И ты что хочешь сказать? Они спасибо должны сказать, когда их детей резали, да? Парень, брат, вы же землю Пошел воровали. нахуй отсюда, Конечно, блядь, вы сами шакал, надо блядь, воевать твой еще, порог, если землю блядь. воруют. В Пакистане, блядь, жопалезы русские. Вы не можете И конструктивный твой диалог народ, вести, и я посмотри, просто по твой фактам. народ, посмотри, пакистанцы как в жопу лезут, блядь. Твой прайм-министр И тушара, на блин. International Crime Court, он Зураб, как wanted. Зураб, всё, Если он приедет какую-то в Европу, его арестуют. брат. Тихо. Слушай, все. Подожди. Подожди, Да, дайте хватит мне, ему. это моя страна, я могу, Сёка, спасибо. Никто Нетаньяху не арестует. Что за глупость? Да, слушай, малохольный теперь меня. А когда мы жили здесь, еще не было ни христианства, ни мусульманства, ничего не было и не будет. Почему? Потому что ислама такого нету. Когда у вас в Коране написано, что это наша земля, я только улыбаюсь, когда мусульмане кричат, что надо Палестина, Шмалестина. Вы становитесь кафирами, потому что у вас написано четко, ясно, это наша земля. Вы должны нам... И у христиан то же самое. Теперь послушай, когда приходили к эту святую землю, и захватывали, и били, захватывали, но не было, как ты говоришь, правителя Палестина. Теперь назвали регион, для малохольных объясняю, регион. Что такое регион? Это как штат, как Сибирь, например, Сибирь, регион, как Кавказ, да, для тебя понятно, регион. Теперь не было за все это время ни разу правителя, не было, кто правил Палестиной. Называлась Сирия-Палестина. Не Палестина, а Сирия-Палестина. Не было, она шла в Иордании, огромный кусок Сирии, и то же самое же, где Синай. Это был регион. Слышишь меня? Не вот это кусочек, как ты говоришь, Израиль, а регион, ПОЦ. Теперь послушай дальше. У нас были короли, которые правили. Это твои пророки, которые ты им кланяешься. Это и все евреи. И можно им красиво объяснить, доказать, рассказать, как они стали пророками. Есть объяснение у нас. А когда я спрашиваю про твоего Мухаммада, ты не можешь объяснить самое элементарное, что твой Мухаммад, он пророк. И ты лезешь куда-то, не читая вот эту сказку, что рассказываешь мне, да, эту пропаганду. Ты сам себя позоришь. Ты показываешь, что ты неграмотный человек. Ты даже не знаешь истории, элементарные вещи не знаешь. Понимаешь? Вот ты мне приходишь, рассказываешь, вот они сюда пришли. Конечно, если ко мне в мой дом зайдут враги, в любую страну зайдут враги, надо уничтожать их, давать отпору. Мало того, мы попытались с вами дебилами, это была большая ошибка, это левые устроили, сделали мир. И вот мы получили 7 октября. После 7 октября вы можете орать, кричать, визжать. Политика Израиля поменялась. Это уже видно по фактам. Дело в том, что мы делаем, а вы говорите. Ты можешь видеть, как мы нагнули всех хамасников, всех лидеров уничтожили. То же самое в Ливане, то же самое в Сирии. Иран.
Мы уничтожили всех лидеров там, да, генералов. Это вот такая маленькая страна, которая дала всем. Мало того, мы сейчас вернемся в Газу, я тебя обрадую еще лучше. Совсем недавно мы замочили еще там каких-то этих главных там хамасников, которые появились в Газе. И мы еще больше делаем желтую черту. В конце концов, что будет произойдет? В Газе не будет. Газа больше не будет, все. Правильно, Газа не будет, на территории Израиля будет. Ну, это моя территория. Нет, подожди, ты уже наговорил. Все, ты уже... Подожди, я тебя Видишь, послушал. ты не боишься, я тебя не перебил ни один раз. Я тебя выслушал, теперь выслушай меня. Ты не образованный. Теперь то, что я тебе говорю, всегда это факты. Теперь, когда приходит ко мне в дом, любую страну, враг, его надо уничтожать. И мы это сделали. Мы это поставили весь Ближний Восток раком. А вы будете беситься. Вы будете орать, кричать. Секунду, и то, что вы говорите, меня это не волнует. Левым, брат, подожди. Чтобы я говорил, я буду говорить. Вы меня выкинете, почему твой я народ знаю под это. русскими ходит? Магомед, скажи мне, почему твой народ под русскими ходит? Вот скажи, вы же свободная страна, ты же кавказец. Зураб, он сам русский. Какой он русский? У него кличка там, по-моему. Он наполовину русский, наполовину русский. Он даже сам без опознавательного знака. Почему твой народ под русским ходит, скажи мне? Вы же почему не свободная Он не страна? под русский, он Смотрите, сам... Я могу на эту тему часами говорить, просто мы сейчас на Израиле и Палестину перешли. Сами сказать, Вы не хотите, чтобы я про Палестину говорил? Вы знаете... Ты раб русский. Вот Да это что, я- подождите, дайте мне ответ тоже услышать. поговорить. Дайте мне с ним тоже поговорить. Магодев, у тебя там много по соседству палестинцев? У вас же там Очень много, да. диаспора, большая диаспора в Норвегии и Швеции. Да. Это они тебе рассказали вот эту бурду? Не, я которую ты- читаю книги, я люблю research делать. Я говорю этим ребят по факту, они меня потом бросают из чата, говорят, что я не образованный. Они не могут по фактам, они эмоционально начинают, как девочка говорит, если ко мне пришли, Какие я факты буду ты не убивать. привел? Ты говоришь, подождите, смотри. Дайте Ибрагиму. Я не пойму, ты вот как бы боишься или печешься, скажем так, грубо говоря, да, за такое национальное государство Палестину, да, вот, чтобы у них свой флаг был, своя валюта была, ты хочешь там, да, чтобы у них свой гимн был, вот так вот, да? Я хочу. Я просто хочу, чтобы была палестинская земля, где люди могли жить, чтобы детей не убивали, чтобы незаконно приходили к дому людей, не убивали их, не Ты сам пускай, не дома живешь, не на Это своей земле живешь. Что у тебя Палестина? Подождите. Смотри, ты только это вот этим арабам желаешь или всем остальным тоже? всем остальным, и евреям, и арабам. Просто то, что сейчас происходит, это просто неправильно. Подожди, у меня следующий вопрос. Ибрагим, извини. Ну, чеченцам он не желает этого, Леон. Ребят, подождите. У меня следующий вопрос. Ты желаешь всем мира. А почему ты не задавал вопрос, когда вот тебе Зураб сказал, что с 95-го года мы отошли, мы платили за газ, за свет, за воду, за все, а они нападали, делали теракты. То есть ты думаешь так, что они будут на нас нападать, делать теракты, сделать нам 7 октября, и вы думали, что мы будем молчать? Вы думали, что вы будете орать на весь мир, и потом весь мир на нас будет закроет нам рот? Нет. Видите? Вы орали, вы плакали. Секунду. Вы орали, вы плакали, вы ходили в ООН. И это не сработало, потому что мы вытащили болт. Сказали, все, закончилось. А я тебе другое скажу. То, что ты будешь орать, кричать, нам уже это все равно. Потому что то время прошло, да, которым можно было соединиться. Потому что мы, когда давали руку несколько раз, они ее брали ножом, кололи. Тем более, это не их земля. Сейчас, секунду. Тем более, это не их земля. Это наша земля. И я желаю тебе жить с палестинцами 300 лет. Вот пускай они так бесхозные, потому да что ему нет... вообще нафиг не нужны никакие. Да я знаю, я ему только евреи. Если нет... Смотри. Если нет... Ребята, Давай по факту. разрешите? По факту.
Если есть нация, сейчас, последний раз, если есть нация, ты говоришь про нацию, должен быть какой-то король, должен быть источник, должен быть история этого народа, должна быть какие-то обычаи этого народа. Ты же у нас умный, читаешь книги. Так я же тебе спрашивал спокойно, и до сих пор спокойно с тобой разговариваю, где лидер, какие обычаи у них, где история ихняя, почему эти палестинцы носят сирийские, иорданские, Да, и где их египетские фамилии. земля? Вот, например, Да, у где их земля? чеченцев, у Но нас, ты- народов Кавказа, есть свои земли. Где земля палестинцев? Где их источник? Ты этого не можешь сказать, потому что этого нету. Но ты берешь лифчик и махаешься, кричишь, что ты умный, сам себе оценку делаешь, но ты некомпетентный в этом разговоре. Все. Магадеев, теперь можно я опять 5 копеек? типичный европейский левак. У них это сейчас модно вот за Палестину. Да и топить. какой Абсолютно. Ян? Да, вы не даете поговорить, Я короче. просто смеюсь, когда на него вот слышу то, что он говорит. Давай, первый пункт, потому что я буду отвечать за каждый вот этот, что ты говоришь, чушь всякую. Давай со мной поговори, первый, второй, третий пункт. Смотри, ты за справедливость, да, чтобы каждый народ там имел право на самоопределение, так? Да, но я хочу Леона, он про пророков, Куран говорит. Я хочу... Я хочу просто понять, ты какой-то, ты истинно такой, этот самый пацифист, миротворец, там, какой-то, как бы за справедливость, правдоруб, или ты просто односторонний какой-то, против еврейский какой-то настроен? Не против евреев. Я евреям все хочу. Ну, давай проверим тогда, пробежимся. Я должен ему ответить. Ты на... за то, что каждый народ имеет право на самоопределение? Да, но смотри, я хочу на Израиль и Палестину Леону ответить. Что тогда Россия делает в Украине? Что делает в Украине Россия? На Россию не переходить на тему. Я сейчас на Палестину и Израиль. Нет, мы просто, мне интересно, ты Палестина, Израиль, ты все равно там не бум-бум, ты вообще чушь какую-то несешь. Смотрите, если люди боятся, что я что-то ответил, да? Если никто не... Кого боятся? Ты даже не можешь Ты ответить. ничего, Римлян ты яцманом ничего называешь. вообще не ответил, ты что там ответил? Ибрагим, он тебе же римлянином говорят- басманом называет. Что он может ответить, брат? Что он может? Тебе же объясняют, что эта территория называлась пластилиной. Эта территория, называли ее римляне пластилиной называли, так? Зафиксировали? Палестина. Регион. Ну, даю. Да. Если мне не дадут Так сказать, называют. я просто ухожу из стрима. Если 5 минут мне не дадут сказать то, Ты что я должен можешь сказать, сделать- ответить Леону... Можешь даю. идти, ничего себе. Бывает, ультиматум. каждую секунду вы боитесь правду всю услышать. Ты вообще Иди, полный дуб в бомбояж. этой теме. А римляне это стали турками, да? Или турки стали римлянами? Иди уже с Богом. Да. Турками стали римляне. Подожди. А ну, расскажи мне такое, что такое народ? Как можно объяснить народ? А ну, расскажи. Ты же у нас научный. Я шучу. Давай со мной Сейчас поговорим. Ну, то, что вы Леон, говорите. сейчас он опять будет кругами ходить, короче. там Да. вообще, Что он такое в народ? этой- Объясни мне. В теме по Палестине он вообще полный Да. ноль. Вот я могу, объясни мне, например, народ- Леон, Ибрагим, я могу пример дать, например, на черкесах. Вот у них, например, я знаю, где их земли, например, есть исторические, которые, вот, допустим, где Сочи, Красная Поляна, там, другие какие-то земли у побережья, которые им уже не принадлежат. Но я знаю, что это, например, земли черкесов, например. То же самое я знаю, что земли, например, вот этот, которые сейчас, вот это и Газа, и все остальные, там даже большая часть там Сирии, по-моему, там, даже там Египта, там, что это земли, например, Израиля, например. Я просто не втыкаю, Магадеев, в чем твоя проблема понять эту простую истину, то, что это их земли, например. У каждого народа есть свои земли. Ну, некоторых нету, да. Ну, может, у них тоже есть, но я не знаю. Ну, тех, кого я знаю, все живут там на своих землях, а те, кто не живут, вот я знаю, что это Магадев, их, Магадев, что-то их земли.
Магадев, вот у меня вопрос к тебе. Русская земля, где вот русская земля, где Магадев? Ты можешь нам вот границы прочертить так мысленно? Минута осталась, образно? если мне не дадут сказать то, что я хочу сказать, вы просто боитесь моего ответа. Еще раз вопрос. Вот тебе сейчас хороший вопрос. Тебе сейчас хорошо разжевали, да, вот что такое там исторические земли. Вот теперь вопрос. Исторически русская земля, она где находится? Вот ты как представитель русской вот этой нации, где вот ваша земля, можешь ты объяснить? Хороший вопрос. Не, мне интересно, вот где русская республика, или, я не знаю, Русь какая, вот это вот именно русская Русь. Говорить, и просто вот по факту часами вот. Но так как мы говорим про Палестину и Израиль, и мне не дали сказать то, что я должен сказать, но ты я уже не проявляю никому... Как тебе можно тебя слушать? Ты боишься? Не говори больше. Чего мне тебя бояться, если ты рассказываешь, что римляне это турки, а турки это были римляне, ты понимаешь? Empire пришли, потом Roman Empire. Я просто с империями неправильно, окей? Вот так ты ошибку допускаешь. Вот таких ошибок ты сколько допустил? Вот подожди. Что такое народ? Объясни, что такое народ. Сказал, один неправильный я тебе... Да какие факты? Все твои факты разлетелись. Я тебя спрашиваю, что такое народ? Народ. Как ты определяешь народ? Боишься моего ответа. Ты 30 минут говоришь. Какой ответ? Давай, говори, давай. Вы дадите мне сказать все, да? Вы не будете перебивать, да? Вопрос, не говори, вопрос. Видишь, ты боишься. Ты вопрос задавай. Мути, как я сидел в мути и слушал тебя всю чушь эту. Окей? Так. Где находится граница, историческая граница? Где находится историческая граница Мухосранская? Объясни мне. Ладно, короче, вы не дадите мне сказать, да? Ну говори. Ты по теме говори, вот эту вот какую-то бред не неси там. Про Израиль. Если ты не хочешь про Израиль говори, просто выкидывай меня. Тебе уже давали говорить, ты какой-то бред несешь. Я перейду на эту тему, то, что ты сказал, после того, что я... Все, переходи. Смотрите. Где Мухосранск? Историческая граница, там, территория Мухосранска. Короче, про Израиль сейчас, ему, вот этому Леону, да, про пророков, короче, в Коране, который говорится, что эта земля принадлежит евреям. Да, это было сказано, да, но это не были те евреи, которые сегодня, это были люди Израиля в то время, дети Израиля. Это были те люди, а сегодня евреи, которые... Зайность, вот эту идеологию. Они с Алиэкспресс фальшивые, мы уже говорили. Откуда ты брал это? Давай, скажи источник, откуда ты это берешь? Это от тебя? А как ты определил это? Секунду, малохольный, а как ты определил... Подожди, внимание вопрос. Как ты определил... Подожди, стоять. Говорю, а у тебя мозг уже не работает. Подожди, малохольный. Как ты определил, что мы не евреи? Ты дашь мне сказать или нет? Как ты определил? Леон, подожди-ка. Леон, подожди. Магадеев, теперь дай источник из Корана. Подожди, Магадеев, дай источник из Корана. Магадеев, из Корана, подожди, из Корана. Он тебе правильно говорит, давай я тебя сейчас... Дети Израиля, что там? Смотри, он тебе говорит, то, что ты сейчас говорил, что это не те израильтяне, это фальшивые какие-то с Алиэкспресс, а вот это были истинные. Где, на что ты это ссылаешься, на какую хренотень вообще? Это были дети Израиля в то время. Okay. Аят, номер хадиса, номер аята в студию. Ты что, балаболишь здесь просто так, что ли, или что? Сейчас тебя в суру аят там. Но ты видишь, ты тоже перебиваешь, ты тоже не можешь конструктивный диалог. Ты учишь историю, историю учи, скидываешь, скидываешь источник, и все, мы проверяем. Историю учись, и потом балалайка здесь. Смотрите, я не закончил мой аргумент, я должен на другой аргумент, но так как я... Я сказал, тебе задали вопрос. На что вопрос нахрен? Мне не дали сказать уже 3-ю минуту, блин. Какой вопрос? Сказал, что когда ты говоришь, подтверждай фактами. Если ты не подтверждаешь, то ты балабол. Вы перебиваете, на другой вопрос переходите, проходите про суры. Дайте мне прояснить. Ни хрена, мы на этот вопрос отвечаем.
Балабол. Хватит, он ушел он, все, хватит. Не, ему говорят, он говорит, Да, он что-то, вообще что без типа это не понтов те просто, евреи, балаболит. типа не те евреи, а источник где? Я так придумал, А что я ли? рад, Или да? я так Я- сказал? А я, тебе Я объясню, ему что рад, привел что- суру 4, аят 97. Он там что-то говорит, это для лейль, это кадр, туда-сюда. То есть у нас получается Коран, это для 7 века, а сейчас мы как бы здесь ходим, и нам все пофигу. Он вообще полный этот самый. Не, что Он я... противоречивый. чем я рад? Ибраим, чем я рад? Во-первых, он уничтожил Коран сейчас. Ты ему дал из Корана, он взял проверку Коран. Молодец, красавчик, ты же у нас ученый. 2, когда вы такие вещи говорите, вы становитесь кафирами, потому что у вас сказали, что это наша земля, и кто будет опровергнут это, вы становитесь кафирами. То есть ты сейчас, когда дали тебе почитать из Корана, опроверг сам Коран. Красавчик, молодец. Давайте дальше. И поэтому Я я сижу, улыбаюсь. Я лично сижу, улыбаюсь. Я этому недотепе просто хотел сказать, что если они себя считают уже арабами, а не потомками тех, например, да, если они вдруг потомки, да, это тоже еще под вопросом. Если они вдруг потомки тех людей, которые жили, например, с вашими предками там в те времена там, они сейчас это арабы, это совершенно другой этнос, они себя идентифицируют как арабы, например. У них другая религия, например, которая еще вдобавок, они не хотят, чтобы вас там не было. Извините, как тогда вообще евреям с ними поступать? Я вообще не понимаю. Плюс еще то, что у вас там вообще, я охренел, 25% население это арабы, которые мусульмане, там молятся, там ходят в мечети. На тех же правах, что евреи, например, живут. Они вообще эту информацию знают, что там 25% арабов живут в Израиле? Я вообще не понимаю, почему. Я вообще Что у них в понимал, голове? что когда была война, до сих пор война, что эти арабы воюют за Израиль. И очень хорошо воюют, многие из них. То есть, и когда к ним приходишь, спрашиваешь, ты мусульманин, он говорит, я кафир. Все. 22 страны существует арабских. Что такое сионисты? Это те, которые вернулись в Израиль, идеология за Израиль и построить Израиль. То есть каждый вклад построенного Израиля, да, это становится сионист. То есть арабы, которые живут в Израиле, они тоже сионисты считаются. К такому Ну, это просто национальная политика. То, что вы, например, объединяетесь и как бы строите свое государство. В чем проблема? Что они там видят не то? Получается, эти арабы, которые живут в Израиле, они тоже сионисты. Да, 22 страны арабские, если они себя считают арабами, например, не хотят с вами жить, не любят вас, пожалуйста, какая хочешь там на выбор, я не знаю, выбирайте. И как это называется, без мыла там пролетайте. Вот смотри, Ибраим, насколько они неграмотные, да, готовы лежать под всеми, вот просто под всеми русскими, кем угодно, убегая в другую страну. Он же мусульманин, так? Он вообще и татар какой-то там, казах. Не, вот этот Магодев, он вообще без рода, без племени. Ну, он как бы по-русски у него, и вообще там непонятно что. Да какой русский оставь? Кого ты слушаешь? Кого ты там слушаешь? Был Иваном, стал Ихуаном. Да, если есть мусульмане, мы готовы поспокойно поговорить, без криков, без визгов. Видите, мы даже спокойно слушали вот эту новую историю, как римляне стали турками, а турки римлянами. Он так сказал, да? Я вообще его бред уже не слушал. Вообще прикольно. Во-первых, это называется регион Сирия-Палестина, назывался. Сирия. Иерусалим, кстати, тоже поменяли. Слышь, Абдуллашко? Капитолия назвали. Потом вернули опять название Иерусалим. Или Капитолия.
На мой взгляд, этот пассажир просто вот он проживает в Европе, наслышался там всей вот этой левой повестки. Вот он слово в слово повторяет все, что наши вот это леваки тут тоже несут. Насчет того, что это stolen land и прочее вот такую вот шляпу. Не, но он по отношению к России он не применяет это левакость, вот это дело. Я его специально на эту тему попытался как бы перетащить. Он отполз полностью, начал буксовать. Если он за то, чтобы каждый народ имеет право там на самоопределение, так мы с ним можем разобраться, что происходит. Вообще, почему на Украину напала Россия? Так он не может не признавать свою русскую часть, и он в любом случае не захочет, чтобы Чечня, например, отдельно жила от России. Он захочет вот так, как она вот сейчас как бы вот все устроено. Да, у него тоже, тем знаешь... более, если он об мусульманах, он признал, вот этой теме. Он признал, что Россия лежит под Украиной, он сказал. Он согласился с этим. У таких тоже тараканов много, надо залезать к ним вот в эти тараканы, послушать. Мне бы было бы интересно, кстати, что он вообще думает обо всем этом, послушать. Ничего не думает, там нету, как Вольф написал, там и веревочка есть, которая уши держит, и то я думаю, там веревки нету. Там приклеили уши специально, чтобы не падало, веревки то нету. Это вот типичный пример того, да, вот что нельзя спорить с идиотами, чтобы вот не уподобиться им. Потому что ну, дурачок такой, да, он тебя затащит на свой уровень, и там потом просто там шансов нету, да, ему что-то доказать. Не, ну интересно послушать иногда, Ян. Не надо так. Интересно послушать эту тупость, понимаешь, там. Вот это интересно иногда бывает так. Так, это что у нас за подарок зашел? Интересный экземпляр. Так, говорите, Абуе. Ладно, не буду озвучивать. Это кто у нас тут? Алло, 29-й, говорите. С прекрасным именем. У него там интернет, видимо, с Мугасранска что-то висит, но повис. Там еще какой-то Джошуа там что-то тебе пишет, Ибрагим. Слушай, а почему мы не можем поднимать Ибрагим? Кому нельзя? Ну, я не могу поднимать никого. Я... Подожди, значит, у тебя это самый пункт не включен в админке. Сейчас. Так. Джошуа Игнасио. Не, есть у тебя управление гостями? Есть? Ну, вот я нажимаю разрешить. Разрешение у меня не то это. Не то и микрофон выключить. Все. Ну, я тебе скину. Там иногда подвисает, но у тебя есть. Не, это другое меню какое-то. Вот я тебе скину. Ну здесь в аудио вот этом формате чуть-чуть по-другому схема. Может быть. Не, ну гостей принимать, там микрофоны включать, выключать ты можешь. Да. Так, вот этот, который в пальце там показывает, Джошуа. Бисмилля, говорите. Что, так и будем молчать? Тебе конкретно что надо от мусульман? А ты вообще, подожди, а ты какое отношение к мусульманам вообще имеешь? Ибрагим. Ты какое отношение к мусульманам Это не имеет имеешь? значения. У меня с мусульманами вообще нет никаких проблем. Я просто вот пытаюсь своим соотечественникам объяснить, либо кто полностью вот это принимает, он это принимает, либо как-то нужно разобраться во всем этом. А ты кто такой, воин? Тебе вообще Хочешь какое по дело для жизни мусульман? разобраться?
По мусульман, для мусульман, для меня, тебе вообще какой? Ты кто такой вообще? Я никто. Вот как раз интересно тогда. Как это? Я никто. А ты кто такой? Конь в кожаном пальто. А? Громче говори, я не слышу тебя. Конь в кожаном пальто. Тоже никто. Я кто? Я вот видишь мое имя? Ибрагим Никархо. Вот на фотографии вот это вот я. А ты? Если что, Ибрагим арабское имя. Ну да. Ты же считаешь, что арабизация у нас на Кавказе? Получается имя арабское у меня. Как раз Ну, я об поменяй этом и тогда. говорю. Как раз я об этом своим соотечественникам и говорю. Каким дебилом нужно быть, чтобы свое полностью оставить, а свое поменять на чужое. Вот все свои имена, свое приветствие, свои там какие-то заклинания там на своем языке, который можно произносить, свои культурные моменты, свои самобытные моменты, как их можно поменять на чужое, назвав это святым. Ты согласен, вот что, как вот ты какой-то, я не знаю, человек со своим укладом тысячелетним. У тебя есть история, у тебя есть там в твоем, скажем так, народе люди, которые целыми поколениями там уходили в землю, пытались как бы свой самобыт его сохранить, свою культуру сохранить. И ты вот приходишь какой-то, я не знаю, самый умный, короче, и говоришь, это все херня, короче, хренотень, то, чем мы занимались, он какой-то Валбалай, Валбудай принес нам что-то, давайте свое выкидываем нахрен теперь, вот это вот святое забираем. Как тебе такое, Илон Маск? Это нормально или ненормально? Не, я понимаю, когда ты, вот человечество, да, оно там, сегодня тем более, глобализация, видишь, мы разные вообще здесь люди с разных стран, с разными там, я не знаю, культурами, но мы можем друг к другу прислушиваться, и я отсюда пользу себе возьму, он другой себе возьмет, 5, 10, то есть у нас вот это вот еще облегчилась, скажем так, наша жизнь, да, сегодняшняя, когда мы можем там полезное что-то друг у друга брать. И вот такую какую-то пользу брать я руками и ногами за. Кто бы ее автором не был, там, японцы придумали какое-то полезное что-то, пожалуйста, я за. А как ты можешь вот брать какую-то чепуху, да, какое-то дерьмо, Да, чепуха, и это выдавать твое это лицо, за... вся твоя жизнь Выдавать это это за... Ну, видишь, ты не можешь, не тянешь, понимаешь? Вот что-то ты там внизу пишешь, а на дискуссию не тянешь. Абсолютно. Не чепуха, а дерьмо. Гандоны. Видишь, вот такое ты дерьмо. Вообще не тянешь ни на дискус, ни на диалог. Поднялся сюда, там внизу пальчики показываешь. Полностью ты Поднялся только ради того, чтобы это сказать. Да, просто обделался здесь, сидит, ноет, короче, короче. Мне вот одно интересно, вот мусульманам, да, почему вы пытаетесь постоянно оправдать своего пророка? Если он прям такой хороший человек, ну, как вы утверждаете, да, почему те дела, те слова, которые он говорил, а это задокументировано в ваших же источниках, как бы, да, они вам считаются как это, ну, постыдными. То есть вы постоянно за них пытаетесь оправдаться или называете, что это оскорбление религии. Как может быть оскорбление религии, когда ты цитируешь именно постулаты этой самой религии?
Вот это вот Ян, интересно. прикол в том, что вот я сам, например, вот столько сейчас материала есть интересного, там, не только тут, там, если кто захочет, он столько даже просто по формату там зайти на Facebook страницу его и посидеть там где-то, ну, часа там 2-3. Вот посмотреть разные видосы, там, не обязательно там их полностью смотреть. Я думаю, этого было бы достаточно. Не знаю, это как-то не работает. Там какой-то чип есть, который, когда что-то неудобное, они это проходят его. А очень не замечая. просто. Они вот всегда по формату тоже, пардон, если я скажу, они всегда по формату, допустим, говорят, что вот почему вы постоянно делаете акцент на вот этих вот таких вот неудобных хадисах. Но, опять же, из песни слов не выкинуть. И эти хадисы, они у вас есть. Ян, смотри, оставь хадисы в покое. Мы идем уже по Корану. И когда мы показываем, что там такое, вот, там в Коране, ты что думаешь, что там все нормально? Ничего не нормально. Много там можно... Там пройдешься по ним, и можно книжку закрыть. И сама книга говорит, что она недостоверная. Сама книга говорит, что она недостоверная. Теперь что получается у тебя психологически? И это нормально. Это психологически нормальный ход. Человек уходит в защиту, он идет в оборону, но самое главное, я говорю это в открытую, у него семечко уже засело. И он зайдет потом сам, прочитает то, что мы говорили, то, что мы показывали. Тут у него начнется много вопросов, которые вопросы я задавал, которые другие. И это страх. Это первым делом страх. Он, во-первых, он начнет понимать, или он будет считать себя обманутым, он захочет быть, или ладно, я буду просто таким. А есть такие, говорят, ни хрена, да, я сейчас разберусь, или я не хочу быть в стадии, да, в стадии в этой. И вот тут начинается вот это, знаешь, вот этот переворот. И многие люди, когда я уже с ними когда разговаривал, стояли в оборону, а потом приходили, писали мне даже в личку те же вопросы. А почему так, а что это, откуда и как? Говорю, на, иди сам читай, вот здесь читай, сделай свои выводы. И потом они делают свои выводы, это потихоньку, и выходят. Дело в том, что это... Смотри. Смотри, Леон, извини, вот тут внизу один пишет, смотри. Тот факт, что все говорят об исламе повсюду, тоже указывает на истинность его. Понял, да? Да, это интересно. Это интересно. Ну, хорошо. Так мы... Здесь-то действительно говорят о истинном исламе. То есть, тут правда доносят до них ислам. Приветствую всех. Можно поприветствоваться? Привет. Маршал Ду, бля. Маршал. Леон, ты всегда интересовался, почему вы или как вы признаете пророка, да, вот. Я, может быть, подмогу тебе. Не признаете, как вы вычислили, что пророк, или вычислили, да. Пророк, он пророк. Да. Что пророк, да. Ну, так вот, смотри, в любых аятах Айша говорит о пророк Аллаха. Она не говорит, о мой дорогой, ой мой милый, там, ласковый, там. Каких аятах Айша говорит? Ну, в любых, когда ко мне приходил пророк Аллаха. Все, у нее аят такой. Подожди, я здесь давай, чтобы не убежать далеко. То есть, если будет какая-то женщина мне говорить, ой, Леон, ты мой любимый пророк, я стану пророком, да? Не, она не говорит. Или, например, какая-то это самая твоя подруга там, ну, потенциально, говорит, Леон, ты мой бог. Где логик, давай. Во всех хадисах или везде она всегда, никогда не говорит, это был мой муж или там отец мой. Она определитель пророков, да? Кто пророк, кто не пророк. А она как поняла, что он пророк? А черт его знает. А вот видишь, все, приехали. Он ей сказал.
А почему она не называет его «О, дорогой муж мой» Ты или не «Отец»? можешь понять мою суть. Я могу другие вопросы задать простые. Такие Хорошо. же. Но, Хорошо. ну, я задавал так мельком, бегом, и я когда вот уже 3 года, и когда я задаю, они не могут ответить, потому что нету базы. А если нету базы, значит это все выдано. Но я бью по самому больному, потому что ради Мухаммада они готовы на все идти. А если они не могут доказать, что он пророк, значит он не пророк. Это раз. Значит нет такой религии ислам. И это все выдано, фейк. Все, Вот. приехали. Понятно. Вот смотри. Тогда еще пророк сказал, если бы поклон женщина могла бы там во время, да, месячных там все такое, или все, ну, всякое, да, или я бы вместо Аллаха пожелал бы, чтобы женщина поклон эту суджу делала своему мужу. Ну вот, ДТ. Представляешь? Подожди, он пророк сказал, а как он продел, что он пророк? Вот поднимите ДТ, он красавчик, он знает Вот все. к этому мы сейчас и идем. Значит, Давай. мужья это все пророки, по-моему. Мужчина это значит пророк, да, для женщины. Видимо, То есть, такое слушай, мы все пророки, получается. Мы все Да, пророки. так как Ибраим, ты он- тоже пророк, я пророк. да, и так как он налетел на А это как относится Подожди, к- а тот, у кого 2 жены, ну или было одна за А другой, люди- он двойной как бы пророк вообще? Да, для всех его женщин, значит, он ихний пророк. Он Вот. в квадрате тогда. Да, а определение, как А определение? мусульмане что, женщины Мухаммада, что ли, получается? Ну, у него же 12-13, не знаю, сколько их, 16 жен было. А Абдуллашки, они его женщины, что ли? 11 получается? или 13. Несколько версий есть. Вот. Получается, малохольные. Малохольные Ну, это... не оскорбить, чтобы не оскорбить, что он педофил. Понимаешь, так как он налетел на дитё. Вот ДТ у нас, ДТ у нас все знает. Давай, ДТ, жги. Почему 11 и 13? Потому что две вот эти рабыни, некоторые говорят, что это были жены, некоторые говорят, что не были жены. Поэтому 11 либо 13. Вот скажи, сейчас, секундочку, дайте мне, это мой старый... это. ДТ, вот скажи мне такую вещь, ДТ. Вот ты у нас такой хамдулляшка серьезный, конкретный, причем, там, я знаю, боится, ну, всего. Ты же признаешь пророка Мухаммада, правильно? Ну, признаю. Признаешь, молодец. А как бы, вот честно, вот сейчас без сарказма, без подъеба, все, серьезно. Как мусульмане поняли, что он пророк? Как бы ты понял, что он пророк? По твоей логике, если рассуждать, то и Моисей не пророк. Как ты рассуждаешь? Пророки сразу съезжают. Вот реально, меня тоже это заинтересовало. Почему? Ибраим, почему съезжают? Например, Ну, как ответить. пророк, Можешь он- сначала ответить, а потом скажи, Ответь, а что потом я уже. вот, а Моисею тогда тоже. Ты даже Ответь не сначала. ответил, уже Я говоришь по отвечаю твоей таким логике. вопросом. Смотри, ты еще ничего не сказал, и тебя Леон за это не покритиковал, а ты сразу говоришь, таким макаром получается, что Моисей тоже не прав. Это как? А вообще? почему тебя не Давай устраивает так, этот вопрос? Каким макаром? Подожди, каким макаром? Вот объясни мне, каким макаром Моисей не пророк? Ну, Моисей своими людьми он море раздвинул посохом. Не, подожди, стой. Как определяется Чё пророк? не. Я спрашиваю. Это пророчество у него. Вы же Подожди, верите я- в я- это? Подожди, я Нет, тебя а ты спрашиваю. подожди, Леон. Секунду. Хорошо, Ты у уже Мухаммада, делаешь- например, есть Ты говоришь, 5, давай 2... такую вещь. Подожди, Леон, Давай такую подожди. вещь. Стой. Подожди, секундочку, стой. Ты уходишь от темы. Давай. Я спросил... Леон, пусть самый простой ответит, вопрос. как Мухаммеда определяют. Потом Да. вернемся к А Моисею. потом про Моисея, про кого угодно, давай. 25 есть малых признаков, которые Мухаммад, будучи при жизни, сказал, что будут до конца света. Не, это какие-то Чего? Не, это не потом- пророчество. Это не пророчество. Не, вот смотри, как... Конечно, нет, изначально- Ибраим, нет. Вам сейчас книгу, вам сейчас он Ты даже постановку спустится и... вопроса не понял, Тиди. Хуба, смотри, что я не понял?
Ты не понял, как- ты неправильно понял. Как понять, что человек... Как пророк? понять, что человек пророк? Я еще раз говорю, до наших дней дошло его то, что 25 малых признаков, которые будут в мире, произойдут. 25 малых признаков. Ну-ка, Я не До про то, судного что дня. сейчас, ты не понял. Вот как те Просто, люди, да. например, которые жили с Мухаммедом, поняли, что он пророк. Подожди, Ну, значит, когда при Пускай нем хотя бы жили люди... 25, давай. Вот, расшифруй. Пророк, да, вот урок жизни, да, у человека. Свободе, а ты? Я сейчас скажу. Я даю признаки из 300 признаков. Через 500 Давай. лет будет они. Значит, я стал пророком. Так ты говоришь? Да, Какие ну, признаки? например, Расскажи, какие например, признаки? Не важно. например, Я ловлю. Не то, что не важно, Леон. Почему не важно? Будет Я- в течение последующих, короче, там 500 лет в Турции будет пару наводнений там. Потом... Да, Ибраим. Ну, Подожди, такие, Ибраим, сейчас такие эти, они же... Я хочу понять. всё равно. Подожди, вы определили, что он пророк, что он пришел к вам, посадил вас на коленочко и сказал: смотрите, ребята, детки мои, через 500 лет будет так и так-то, я стал пророком. Леон, не Как вы ерничай. определили? Что ты ерничаешь? Я тебя Что ты спрашиваю. ерничаешь? Я 3000 тебя лет назад пришел ваш Моисей, то же самое вам сказал. И что вы до сих пор ему верите? Не, подожди, стой. Давай я тебе объясню. Я специально для таких, как ты, и ты сидел слушал, я полгода сидел, терпел, показывал, специально тянул это. Всю неделю ты терпел? я показывал, подожди, я не всю неделю показывал вам, как мы определяем пророка. У нас целая семантика, у нас целые книги. Теперь я спрашиваю, как у вас, как вы определяете, что он пророк? Но расскажи, как вы определили, что Моисей что я я тем- тебе опять ты же берешь- говорю, Леон, Подожди, я тебе и в личке это говорил. Подожди, стой. Ты уходишь от темы, потому что у тебя Не нет ответа. не А ухожу. почему ты уходишь от темы? Ты уходишь от темы? Я тебе еще раз говорю, есть Я тебе 25 задал, малых покажи признаков. нам. Семантику покажи арабскую, как они определили, что он пророк. Ну, чудо он натворил или что там натворил? Что он сделал? Луну расколола? Вся земля определила всех ваших пророков как фараонов. Свободе, стоп, аккуратно. Луну расколол или не расколол? Ну, расколол, дальше что? Есть такое, что он расколол. Люди есть, которые видели. Ну, опять же, понимаешь, есть люди, которые Клянусь видели, что мамой, Моисей... расколол. Ну, клянись мамой, это уже твой выбор. Дальше что? Нет, ты не он веришь, тебе что говорил, я, например, поклянись. я верю. Идем дальше. Нет, еще. не, я говорю, Ну, ты не пускай веришь, я поклянется. верю. Иди, поклянись ты мамой, что он расколол. Не надо мне в личку, я Стой. личку твою Я тебе скинул 25 признаков малых. Ты же их не прочел. Не надо мне личку. Ты же не прочел. Я Ты же не тебя прочел, спрашиваю. и ты не взял это во внимание. Я ж Давай тебя Что ты спрашиваю. сидишь здесь, давай ерничаешь? здесь, давай здесь будем это Здесь, обсуждать. покажи Не здесь. хотим. Здесь. Я не могу, у меня Покажи. один телефон, например, что-либо показывать. У меня один Скажи, телефон. куда зайти? Мы сейчас зайдем. Я тебе в личку скину. Что ты, блин, Вот, начинаешь опять тут? летишь. Иди, Хорошо. Леон, давай определим, начнем с того, как он, Мухаммед, стал пророком, откуда это все начиналось. Ты знаешь это? Ну да. Подожди, Откуда Луну он началось? на каком году расколол? Он же не сходу ее расколол. В пещере, подсказываю, в пещере И это почему началось. ни одного туалета там не поставили? Ибраим, Еще что? Ибраим, не умничай. Почему туалет не построили? Твои предки в туалет, что ли, ходили, Ибраим? Слушай. Смотри, Что было если Луну в 7 расколол- веке, блин, чё? Если Луну то нужен расколоть, туалет? хотя бы То пару нужен туалет? колодцев, хотя бы пару колодцев мысленно можно проводить. Ну, да. Давайте с пещеры начнем. Откуда Еще, Мухаммед еще, стал хорошо, началось это все? А вообще интересно, для чего он его расколол? Для чего? Для доказательства. Да, чтобы Что потом это супермен моментом. Смотри, этот ТД, я 71%, но все равно, как бы чтобы мой иман еще не просел
Ты 72 был. Что, 1% упал, что ли? Просел, Ты же 72 да. Вот был. тут был Кемаль, Просел. один мула. Я его буду проклинать, если он не вернется. Давай, возвращайся, Кемаль. Короче, без тебя. Вот он бы тебя конкретно бы, он мысленно бы тебя давай сделал. Ибраим, я тебе задал вопрос, самый простой вопрос, базовый вопрос. Как бы определить, что он пророк? Леон, ты как бабка старая на рынке, я тебе отвечаю, я тебе задал, я тебе ответил на этот вопрос. 25 малых признаков, я тебе скинул 25 малых признаков, которые он говорил при жизни. Здесь ты можешь повторить здесь? Нет, не могу. Ты неправильно отвечаешь, Теди. Хуба, а с чего ты взял, что я неправильно отвечаю? Или мне что, надо отвечать то, что тебе было угодно? Нет, потому что это отвечать так, неправда. что тебе было угодно? Нет, потому что это Ну неправда. тогда прикрой рот тогда свой, и все. Ты неправильно отвечаешь. Ты что, учитель, что ли? Не, ты я учитель? не учитель, просто... С чего? Ты что, у меня экзамен берешь, блин? Подожди, Ты у меня экзамен берешь или что, блин? Твой пророк начал свои пророчества из пещеры. Почему ты оттуда не начинаешь? Подожди, мы дискутируем. Хуба, твой пророк с пустыни начал. Дальше что? Смотри, когда ты спросишь у Мой еврея... пророк – это твой пророк. Подожди, когда ты спросишь у еврея, как вы определили, что он пророк, у тебя идет целая семантика, целые книги. Теперь я спрашиваю такую вещь. Ну расскажи ты про свою семантику. Как вы поняли, что Моисей это пророк? Оставь этих, их еврейские. Не надо их плагиатить. У него не надо связь, туда, на них. Вот. Сейчас он расскажет, Хорошо. потом ты тоже будешь говорить вот так, да, так. Да. Скажи мне, еще, вот ты еще мусульманин? новые хадисы там припишешь. Да. Скажи мне, вот ты мусульманин, вас, когда учили быть в исламе, вас когда учили, секундочку, вас когда секундочку, вас в исламе учили. Не, это знаешь как, Леон, вот смотри, ты у человека спрашиваешь там, например, сколько будет там 6,6, и он тебе говорит, сколько будет 6,6, ты там отвечаешь 36, и он тебе 36. Алло, это вопрос к тебе как раз таки. Вот смотри, вот есть мусульмане. Вы кричите, что он пророк. Хорошо, нет проблем. И я спрашиваю вопрос, а как вы определили, что он пророк? Я не просто задаю... Даю подсказку. В пещере началось это все. Ну, это, извини. Ты даешь такой вопрос безответный. Плюс-минус, если соединить 220, тут уже замыкание. Поэтому тут надо еще осторожнее подходить, Леон. Это вообще я задаю вопрос, потому что я опираюсь, например, свою религию, у меня там целая семантика, целое определение. Подожди, Леон, семантика, я тебя умоляю, семантика у него. Подожди, Леон, ваш пророк на Аль-Бураке летал? Нет. Как не летал? Ну, мимо него же Мухаммад пролетал там на 6-м. У них пророк море раздвинул, понимаешь? 40 человек забрал с собой, и у них нация появилась. Слушай, наш пророк по исламу, Моисей, да, который он говорит, он, когда Мухаммад поднимался вверх, хотел насчет молитвы, он приходит к Творцу и говорит, не надо молиться. Он говорит, смотри, будешь 50 раз молиться, будет нормальный пацан. Он спускается к Моисею, Моисей говорит, ты что, для конченый, блядь? Иди наверх туда, скажи ему обратно, что 50 это много. И вот так они его карусель ему не сделали, вот такую, нашу оргию. И в конце концов, мусульмане написали, определили, что оказывается Моисей главный, чем Аллах ихний, потому что оказывается Моисей знает, сколько надо молиться, а Аллах ихний, оказывается, делает ошибки, ты понимаешь? Так он из-за вас так и сказал, потому что вы бездельники, вы около камня стоите, долбитесь башкой. То есть, понимаешь, вы раньше вы уделяли, не знал тогда. Понимаешь, вы уделяли это время, а потом вы перестали. Он и говорит, мои бездельники перестали молиться, и твои бездельники перестанут. Вы сами тогда возьми 5 намазов, и все. Аллаху, короче, что они короче, поэтому скоси вот так, что ли? Вот, понимаешь, вот когда пророк спрашивал за молитву, он знал, что вот такие бездельники, как вы, будете собираться в кружочек свой, и это все обсуждать. Короче, Ибраим, уже подгорает. Все. Не-не-не, ничего не подгорает. Ничего, ни грамм. Алло, понимаешь, таких безбожников, как вы, вот, куча. Вопрос-ответ.
Смотри, ты же сейчас понимаешь, ты сейчас понял, сам же ты разложил, что он пролетал возле шестого, тот его остановил, короче, ну, жезлом, например. Ты свистнул, короче, жезлом остановил. Ну, ты видишь, на тормозах? Ибраим, ты видишь, как ты разговариваешь? здесь Жезлом остановил. Там, ты что, как ребенок себя ведешь? Под 50 лет тебе, мужику, ты ведешь как ребенок себя. Ты что хочешь сказать, что ты на целом, подожди, успокойся, на целом шестом небе, он его на шестом через его пост где-то... Да, его лишь делал, да, чтобы Успокойся, смотри. Успокойся, борщ, успокойся. Что борщ? Смотри, еще раз, на эти подробности не цепляйся за подробности. Там я тебе, чтобы более понятно было. Я тебе еще раз говорю. Он возвращается на шестое. Там ему Моисей говорит: алло, ты веди тогда у меня была умма, нам только 3 было предписано. Только 3 было предписано. И мои вот эти евреи, они не делали вовремя. Иди возвращайся и скажи Аллаху, что не получится, они не смогут делать. Тот возвращается и пошел скосил. Ты что, не понимаешь? Мозг можешь включить? Получается, Моисей знает лучше, чем Бог. Ты понимаешь? Конечно, Моисей был раньше пророком, чем Мухаммад. Я же тебе говорю, он за вас, бездельников. Ты подожди, ты слышишь меня? Бездельников говорил, понимаешь? Подожди. Вы написали, мозг не включает. Да, вы определили в вашей писанине, что, оказывается, Моисей сильнее, чем Бог, умнее, чем Бог, и знает лучше, чем Бог. Понимаешь? Да подождите, дайте... Добрый вечер. Добрый вечер всем, да. Дайте сейчас секундочку, так тяжело достучаться до него. Смотри, что получается. Получается, что Аллах сделал опять ошибку, как всегда у вас. И он не знает, что вам надо дать. Когда он спускался, Моисей говорит: ты что, вообще конченый? Говорит, ты что делаешь, блин? Поднимись ему, скажи, что это много. Потом опять конченый ты. Понимаешь? Ты даже оскверняешь своего пророка. Ты говоришь, конченый. Как вы определили, что Моисей пророк? Как все пророки определили... У нас целая семантика на это есть. Леон, подожди, как вы определили? Во-первых, давай три вещи скажу. Связь с Творцом есть? Связь с Творцом была? Подожди, послушай. Связь с фараоном была. С Творцом. Он рос во дворе фараона. Хорошо. Не знаю. Связь с Творцом была? Не знаю. Не знаешь, у тебя написано тоже, Ты что, Коран не знаешь? Но это же У тебя в Коране написано... Леон, можно я вопрос им тоже задам? Давай. Да, я бы хотел спросить, вообще, если брать ваши источники, хадисы, подожди, я вопрос задам, можете, и мне интересно ваше мнение. Вот, например, если брать хадисы, там, как бы, Коран и все там источники, там есть очень интересный момент о превосходстве арабов над неарабами. Можно я договорю, пожалуйста? На самой вершине пирамиды это племя Мухаммеда, из которого он вышел, Хашемиды, по-моему, курайшитское племя. Да, короче, потом идут курайшиты обычные, потом идут уже арабы, потом идут персы, а потом идете вы все, например. Я бы хотел услышать ваше мнение, что вы об этом думаете, о том, что вы ниже... А вы ниже, короче, персов там находитесь и всей этой лестницы. Ниже от экватора там имеется. Задать вопрос один, ребят, подождите, пожалуйста, я дальше буду слушать вас. Леон, а как все пророки, да, 245, да, там, пророков то же самое определили, что есть Аллах? Назови мне эти 245 пророков, назови мне их, пожалуйста. Ну, 1000, да, там, или сколько их? Назови, назови мне их 245. Ну, я не знаю, всегда мне твердили 245.
Где Понимаешь? написано? Что, где? Так даже Муса или Иса или Ибраим или же там все пророки, они определили, Никакие, там 200, сколько тысяч? 245. 45, по-моему. Я всегда Не, слышал. сейчас, подожди, 200, ну, короче, 240 тысяч, что ли, Да. пророков, ну, и там еще сказано, Да, и как точное они к количество единому никто Аллаху, не знает. да, и как они к единому Аллаху приходили, и что они, почему они определили, что есть Аллах, понимаешь? И Хорошо. почему они Сколько пророки? мусульмане знают? Я по-другому дам. Сколько ты знаешь пророков? Давай так. Я знаю, например, Ибрагима, Мусу, Ису, Мухаммеда, Юсуфа, что там еще? Ну, короче, надо вспоминать всех. Их много, очень много. Они все были евреи. Окей? Ну вот. Еще есть другие. Еще ты не назвал здесь ничего всех. Теперь Последний был 250. А Будда там будет, а Будда там есть. Да. Есть и Скажи мне такую вещь. индийский. 250, ты знаешь их имена? У вас написано в Коране? Это не в моем Коране, я чеченец, но Коран арабский, поэтому вы знаете друг друга лучше, чем мы, Так чеченцы. я же тебе объясняю. Расскажите мне про эти 250 этих пророков. Да, у них, да, они чудо творили, луну Знаешь, что прогоняли. прикол? Знаешь, что А. прикол? я тебе объясню, почему я спрашиваю этот вопрос. Да. Когда я задаю вопрос мусульманину, я могу дать ответ. Я когда задаю вопрос мусульманину, так? Надо выскочить. Прямо уже сегодня надо. Закройте ему микрофон. Каждый день Да надо. мы каждый день об этом говорим, Булат. Мы каждый день об этом Вы говорим. что, блядь, с улицы какие-то? Я каждый раз, когда задаю вопрос мусульманину, я знаю, что он скажет, а у тебя? И я начал показывать, что у нас. Чтобы они обломались. Не потому что, конечно, мы лучше, а обломались. Что сделали мусульмане? Я Когда они поэтому этот вопрос... Да. Подожди, когда они переписывали, как китайцы, и им переписывали, да, забыли написать, определить, что такое пророк. И теперь я спрашиваю такую вещь. Почему я спрашиваю это главный тезис? Потому что мусульмане ради пророка готовы на все. Я говорю, окей, если вы готовы ради него на все, и вы кричите, что он пророк, я спрашиваю самый простой вопрос. Как вы определили, что он пророк? И никто не может мне объяснить. Получается, что Мухаммад не пророк, получается, и ислама тоже нет. Я тебе скажу, как он пророк. Вот. Давай. Были выборы пророков, мы на выборах его выбрали. Он наш пророк. Хорошо? Вот как Подожди, а бюллетени куда кидали? Нет, как христиане голосовали за то, что Иисус Бог, вот так мы выбрали. Тебе этот ответ достаточно? Ты там тоже был, да? Нет, ваш Моисей не был пророком, потому что его... Подожди, ты там тоже был? Он там на горе спрятал свитки, сам написал, потом пришел, и вот я принес вам свитки. Сфабриковал целую религию, ваш Моисей. А у нас вот, законы избранные Брат, можно? А ты не понимаешь тогда, что ты сам себе в ногу стреляешь? Брат, Новча. Брат, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алло. Ой, подождите, я выключу. Ва алейкум салам. Машол, приветствую. Брат, смотри, Новча. Моисей, он наш пророк, он их не пророк. Они за ним не следуют, это раз. Нельзя так говорить. Эти все пророки, они наши. Не, вот этот, который сейчас говорил, это вообще сказал, какой-то хадис ложный. Вот Они же все асвад. переворачивают. Послушай меня. Хадис говорится, нет превосходства над арабом, не арабом, кроме как богобоязненности. Тот, который внизу, короче, он мудрит, короче, по-своему, там, мы над арабами. Тебе хадисы включить, Лек? Лек, тебе включить хадисы? Я этот хадис уже прошел давно. Этот хадис... Там не один хадис, там несколько. Я могу тебе их включить, если тебе интересно. Послушай меня, есть хадисы слабые, есть хадисы достоверные. Я более достоверный. Аль-Бухари ты признаешь? Аль-Бухари да, ты признаешь? Но вот Бухари это такой... Аль-Бухари. Бухари не говорит, что превосходство арабов не над арабами. Такого нет. Ты послушай, Нет, ваши ученые признают, все ученые.
Я могу какой- включить. Сейчас я могу, подожди, сейчас просто поздно. Послушай, Ты мне скажи, в каком месте Бухари это говорит. Я сейчас книгу достану, Сейчас, посмотрю. секундочку, я сейчас все включу, не секунду. спеши. Это не тот По-моему, разговор. 3501. Тут Как? тебя хотят обосрать, понимаешь? Ты не должен этого допустить. Тут Вот не надо этот, всё- смотри, вот этот Асвад, это вообще какой-то грязный. Ибрагим, включить? Муртад и вообще мурзилка какая-то. Ибрагим, Ибрагим, у тебя включить? 70%. Ибрагим, у тебя 70% было имана. Вот ты мне их продашь, а они тебе не нужны. Ты сейчас только что Моисея, пророка, вообще засмеял. Ты понимаешь, что тебе надо сейчас пойти сделать тауба, сделать шахаду произнести, Моисей, сделать да, но не сунна мусул. намаз. Моисей. Брат, слушай меня, брат Нохча, Моисей и Муса это один и тот же человек. Мы Они на него говорят, больше, мы на него они больше говорят, прав это имеем разные. мусульмане, чем иудеи. Лек, они говорят, это разные личности. А что ты... Нет. Подождите, давайте мы тему с превосходства Муса и арабов Моисей- обратно вернемся. Секундочку. Муса и подождите. Моисей один и тот Все, же человек. смотрите, вот все, кто слушает, будулаки, ваш вот этот вот наставник Асвад, сейчас вот только что минуты 2-3 назад, 5 максимум, говорит, что Моисей это вообще не пророк, он пошел где-то. Подожди, Будулаком ты куда-то кого залез, назвал? Куда-то залез, подожди, ты молчи. Залез, подожди, ты какие-то не затыкай меня, свитки, ты. какие-то свитки принес и, короче, типа плагиатил там вообще. Годами спрятал свитки на горе и пришел, потом взял Все, оттуда. вот все, хаштуйшон, Будулак, хаштуйшон. Это Моисей ваш Моисей. Не Муса, а ваш Моисей. Не мой, у меня нету Моисеев. Ибрахим, Смотри, давай я включу о превосходстве лучше. Не надо, Хубал, вот ерундой не занимайся, у нас нет Не, времени. он не верит, Лек не верит. Ты, может, веришь, а Олег не верит. Ты принимаешь это, а он не хочет принимать. Пускай услышит. Да, включай. Давай, послушай, Лека. Расскажи, пожалуйста, мне, Грок, про вот эту выжимку, где о превосходстве арабов полностью, со всеми хадисами, со всеми источниками, полный Хубал, арабы богоизбранный народ, богоизбранный народ арабы, они выше нас, все, вопрос решен, оставь это. Я не могу этому труболету Ашват. выключить микрофон. Да, Как не секундочку сейчас. Что-то не работает. Перезайди, если хочешь общаться. Грок, дай, пожалуйста, вот эти хадисы там со всеми номерами и со всем остальным о превосходстве арабов не над арабами. Честную оценку дай, пожалуйста. И что ученые говорят на эту тему? Большие ученые, какие ученые это комментируют? И еще про замужество на неарабе. Если дочь, например, арабов, выдачи за неараба. Самый известный хадис – это прощальная проповедь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. «О люди, поистине ваш Господь один, и ваш Отец один. Поистине нет превосходства у араба над неарабом, у неараба над арабом, у белого над черным, у черного над белым, кроме как по богобоязненности. Он передается в Муснаде Ахмада 29978 и признан достоверным Аль-Альбани. Это прямой и сильный текст, никаких номеров превосходства арабов над другими по крови там нет. Есть еще похожие версии в Ат-Тирмизи и других сборниках. Что касается хадисов о превосходстве арабов, многие из них слабые или даже выдуманные. Например, лучшие люди – арабы, а из неарабов – персы – ученые. Вроде Аш-Шаукани назвали подделкой. Некоторые предания о выборе арабов, курайшитов и Бану Хашим типа в Сахих Муслим есть, но они о конкретном роде пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и о том, что через них пришел ислам, а не о том, что любой араб автоматически лучше любого турка, курда или русского. Честная оценка: Коран в суре Аль-Худжурат 49:13 прямо говорит, что самые благородные перед Аллахом – самые богобоязненные. Это основа. Все остальное – второстепенное.
Большинство больших ученых Ибн Таймия, имам Ахмад и другие говорили, что род арабов в целом имеет достоинство, потому что через них пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и Коран на их языке. Но при этом они подчеркивали, благочестивый не араб лучше нечестивого араба. Это не расизм в современном смысле, а признание исторического факта. По поводу замужества арабской девушки за неараба. В шариате нет запрета. Главное, чтобы жених был мусульманином, благочестивым и подходил по религии. Подождите, тут цензура, подожди. Дай мне без цензуры, как есть. Что ученые говорят, все хадисы дай, которые на эту тему есть. Самый главный и достоверный хадис – это прощальная проповедь. «О люди, поистине ваш Господь один, и ваш Отец». Сейчас. Подожди, не так спрашиваю. Смотри, спроси Я у не него. туда спросил Про сейчас. хадис, вот как мы у него раньше Да, я спрашивали. понял. Вот смотри, мне нужен тот хадис, где есть пирамида. На самом верху род пророка Мухаммеда, потом идут курайшиты, потом идут арабы, потом идут персы, а потом остальные другие. И что не дозволено арабку выдавать не за араба, например, и курайшитку за араба. Вот эти все дай, пожалуйста. Честно, с источниками. И там, где еще Ибн Тамия говорил на эту тему. Вот как есть, без прикрас. Того хадиса с пирамидой ровно в таком виде, как ты описал, пророк сверху, потом курайшиты, арабы, персы, потом остальные, нет в достоверных сборниках. Самый близкий из сахих хадис такой: «Поистине Аллах избрал из потомков Исмаила Кинана, из Кинана Курайш, из Курайш Бану Хашим, а из Бану Хашим меня». Сахих Муслим 2276. Это цепочка избрания, а не общая иерархия превосходства всех арабов над всеми остальными. Есть слабый. Че это он гонит? Подожди, а тут он другое говорил. Что-то он пару часов назад совсем другое говорил. Да, сейчас. Ты просто вопрос неправильно ставишь. И смотри, ты ему задай вопрос и скажи, чтобы он тебе отвечал не как имам. Попробуй 3501 хадис, по-моему. Не как религиозный имам, чтобы отвечал, а как критический вообще независимый наблюдатель. Дай, пожалуйста, слушай, Грок, дай, пожалуйста, вот то, о чем мы с тобой обсуждали, о превосходстве араба над неарабом. Я не буду этого делать. Я Видишь, не даю подборки там хадисов, фильтр. которые якобы доказывают превосходство арабов над неарабами. Там фильтр. Такие вещи обычно собирают, чтобы разжигать Скажи, вражду. И почти всегда... видишь, скажи, спроси у него, выключи, скажи ему, чтобы он выключил имама и дал оценку как независимый наблюдатель, критическую оценку всему. Историю, где ты говорил уже, там где уже история есть. Дай, пожалуйста, критическую оценку, например, расистским хадисам, которые есть в исламе, где превосходство араба над неарабом, пожалуйста. Сначала главное. В исламе есть один очень сильный, достоверный хадис, который прямо отвергает превосходство арабов. Нет превосходства Видишь, что у он араба тебе не над будет арабом, отвечать. у неараба над Ты арабом. неправильно Нет, он это задаешь спереди вопрос. говорит. Смотри, я это прекрасно знаю, что есть такой хадис, где, например, по богобоязненности оценивается. Но есть еще другое. То, что, например, в джанне, короче, Бог будет по богобоязненности оценивать, а в земной жизни араб будет, превосходить вот эти российские. Дай, пожалуйста. Ты неправильно опять задал. Ты зайди в историю, где ты уже говорил, оттуда уже иди. Он тебе как имам сейчас, как вот этот, который такие делает, ты должен его зарядить, чтобы он выключил во этого власти. Хубал, попробуй задать вопрос о превосходстве арабов во власти. Вот какие хадисы обычно имеют в виду.
Есть сахих хадис, где пророк сказал: «Воистину Аллах избрал из сынов Исмаила Кинану, из Кинаны избрал Курайш, из Курайш избрал Бану Сейчас Хашим, дальше а он из Бану дает. Хашим...» Окей, давай продолжим по делу. Те хадисы, которые обычно кидают в этом споре, про то, что арабы должны быть имамами, что халифат должен быть у курайшитов и что арабы – хозяева этой религии. Самый известный от Абу Хурайры. Люди, последователи курайшитов в этом деле. Мусульмане – последователи мусульман из курайшитов, а неверующие – последователи неверующих из курайшитов. Он есть у Бухари, но это про политическое лидерство в раннем исламе, а не про то, что любой араб по крови лучше любого не араба. Там они последователи, там по-другому это в оригинале. Жесткие формулировки про превосходство арабов просто потому, что Джимини, арабы их в основном находят... Джимини, ты можешь без либерализации дать честную оценку всех хадисов и, ну, как бы дать их всех с источниками и со всем? Их очень много, я прекрасно это знаю. Не нужно, пожалуйста, либерализировать. Окей, без смягчений и без либерализации. Прямых сахих хадисов, которые говорят арабы... Блядь, что с ним происходит? Подожди, Хубал, слушай меня. У тебя есть история, который разговаривал. Зайди в эту историю. Ты оттуда начинай все. У тебя уже есть история, когда ты говорил. Так когда я мы слушали. туда заходил, он мне говорит, что это как бы я не могу это давать для короче, из-за того, что разжигает. Я там и пробовал это, короче. Да, это фильтр. По-моему, Хубал, по-моему, это был хадис 3501. Я точно не помню, но, по-моему, он тогда вот именно вот пару... И еще есть Что-то тогда- 571, что-то такое, да. Что-то такое. По-моему, он вот эту цифру называл. Я точно не уверен. Но попробуй. Кстати, это Абу Хурайра, он неправильно вообще перевел. Там он не так. Сейчас, я вспомнил. Я сейчас понял, как это сказать. Сейчас, секундочку. Дай мне, пожалуйста, хадис, где, например, говорится, что, например, курайшитку нельзя выдавать не за курайшита, арабку нельзя не за араба выдавать, например. И что, например, если на земле будут даже два курайшита среди, короче, всех остальных, курайшиты будут править всем. И еще дай мне, пожалуйста, где, например, курайшиты вторые, первые хашемиты Мухаммеда, третьи это арабы, потом персы, а потом все остальные мусульмане. И еще, что по этой теме Ибн Тамия говорил. Ты неправильно задал. Хадиса про женщин нету. Без воды. 1. Про курайшитов и правление, даже если их останется двое. Самый прямой хадис – Сахих аль-Бухари, 7148, от Ибн Умара. Это дело, власть, халифат не перестанет оставаться у курайшитов, даже если из них останется только двое. Есть похожие варианты в Муслиме, люди следуют за курайшитами в этом деле. Это самый сильный и достоверный хадис по этой теме. 2. Про запрет выдавать курайшитку или арабку не за своего. Такого прямого достоверного хадиса от пророка нет. Это вопрос фикха и кафаа, равенства в браке. Большинство классических ученых считали курайшитов и арабов предпочтительными для брака среди арабов, но прямого запрета арабку нельзя выдавать за неараба в сахих хадисах не найдешь. Это больше мнение факихов, а не текст. 3. Про иерархию. Хашемиты, курайшиты, арабы, персы, остальные. Прямого хадиса с такой четкой очередностью тоже нет. Есть хадис о линии избрания. Аллах выбрал из сынов Исмаила Кинану, из Кинаны Курайш, из Курайш Бану Хашим, а из Бану Хашим меня. Это сахих передается в Муслиме и Муснаде Ахмада, но строгой лестницы персы третий, потом все остальные в основных сборниках нет. Это уже позднее толкование. Сейчас я, короче, его заставлю, найду сейчас в том списке. Эти хадисы сейчас я сам найду. И буду поочередно спрашивать про эти хадисы. 3001 и 3771, что-то такое. Сейчас, секунду, я сейчас найду все эти хадисы.
Олег здесь, Лег? Лег. Он, ну, тут, но ушел, наверное. Лек уже заснул там, походу, от грока. Не, ну удивительно, этот Грок, да, он пару часов назад Слышите меня, да? совсем другое говорил, клянусь. О, дай мне, пожалуйста, выжимку, Грок, вот, например, иерархии там и о всем остальном, что мы обсуждали про превосходство арабов над неарабами. Вот короткая и четкая выжимка всего, что мы обсуждали. Иерархия превосходства по хадисам сверху вниз. 1. Курайшиты, особенно род Бану Хашим, род Мухаммеда. 2. Остальные курайшиты. 3. Другие арабы, не курайшиты. 4. Персы. 5. Все остальные народы, основные хадисы на эту тему. Не перестанет это дело власть быть у курайшитов, пока из них остается хотя бы 2. Бухари 3501. Люди — это рудники, лучшие из них во времена джахилии, лучшие из них в исламе. Бухари 3557. Люди следуют за курайшитами, мусульмане среди них за мусульманами-курайшитами. Кафиры за кафирами из них. Муслим 1818. Дополнительно в Коране такого превосходства нет. Наоборот, в суре 49:13 говорится, что главное — богобоязненность. Из-за этих хадисов в классическом фикхе существует правило аль-кафаа, по которому арабку, особенно курайшитку, нежелательно выдавать замуж за неараба. Это вся основная суть того, о чем мы говорили. Ну, ты слишком коротко дал, давай более детально дай на все эти темы, что мы обсуждали с тобой. И что ученые говорят, известны. И, пожалуйста, дай имена этих ученых, как они от этих расистских моментов уходят. Вот подробная выжимка всего, что мы с тобой обсуждали. 1. Иерархия превосходства по хадисам. Сверху вниз. 1 место. Курайшиты, особенно Бану Хашим, род Мухаммеда. 2 места. Остальные курайшиты. 3 места. Другие арабы не курайшиты. 4 места. Персы считаются лучшими среди неарабов. 5 места – все остальные народы. Эта лестница построена по происхождению, крови, а не по личным качествам. 2. Главные хадисы. Сахих аль-Бухари 7140, также известен как 3501. Это дело, власть, не выйдет из курайшитов, даже если из них останется всего 2. Сахих аль-Бухари 3557. Люди – это рудники, маадин. Лучшие из них во времена джахилии, лучшие из них в исламе, если они постигнут религию. Сахих Муслим 1818. Люди следуют за курайшитами, мусульмане среди них за мусульманами-курайшитами, а кафиры за кафирами-курайшитами. Сахих Муслим 2276. Аллах выбрал Курайш из Кинаны, Бану Хашим из Курайш, а Мухаммеда из Бану Хашим. 3. Превосходство в браке. Аль-Кафа. Короче, они очень сильно зацензурировали, как бы он совершенно в другие вещи говорил, а сейчас он вообще под жесткой цензурой сидит. Послушай меня, ты сидишь в интернете, я 20 лет прохожу, ну, как бы в мечетях, там, тут эти лекции у нас на пятницу. Этого недостаточно, то, что он сказал тебе уже? Я другой сейчас вытащу. Этого недостаточно тебе? То, что тебя превосходят... Ну, то, что тебя превосходят по социальной лестнице, например, сейчас я тебе... Он не сказал Первое место курайшиты, Бану Хашим. 2 место остальные курайшиты. Другие арабы 3 место, 4 место. И 5 место все остальные народы. Нет, ты по-своему комментируешь. Неправильно понимаешь. Подожди, Аль-Кафа это какая ступенька? Аль-Кафа, она говорит. Сейчас, я сейчас найду все, подождите. Аль-Петух, есть такое понятие? Да, ты есть петух. Идите нахуй, от вас Бог отказался от всех, ебаные шакалы. Аль-Бухари, если добавить... Ничего себе, это что, петухи взбунтовались здесь?
Не, главный петух это ты, этот, Ибрагим или как? Ну, у вас же там мула сидит и говорит, что Кабара это такой петух, он молодец, короче. Но он как раз про тебя и говорил, про тебя петуха. Подожди, он тебе четко объяснял. У нас все привыкли тиграми, львами называться, а петух это Кабара. Так что, братья, нужно быть не тиграми, львами, а петухами. О, я нашел, имама? Ибрахим, я нашел. Так, а вот этот, например, хадис, где что лучшие люди это арабы, а из арабов это курайшиты, и дальше продолжи, и дай номер этого хадиса. Вот точный хадис, который ты просишь. Хайрун нас аль-араб, ва хайруль араб курейш, ва хайру курейш бану хашим. Перевод: лучшие из людей арабы, лучшие из арабов курайшиты, лучшие из курайшитов бану хашим. Этот хадис приводится в книге Ад-Дайлями Муснад аль-Фирдаус, номер 2892. Достоверно, спроси ее. Сейчас. Это из Сахих Муслим хадис? Грок. Это из Сахих Муслим хадис? Нет, это не из Сахих Муслима. Тот хадис, который ты имеешь в виду, лучшие из людей арабы, лучшие из арабов курайшиты, лучшие из курайшитов бану хашим. Нет, это... Подожди, это не тот, значит. Сейчас я другой найду. Меня слышно? Да. Да. Вот этот вот имам из дагестанской мечети, послушайте. Очень хороший. Меня слышно? Тебя слышно, а имама нет. Ты микрофон выключаешь потом. Одного человека жена, беременная, будучи беременной, захотела определенную еду. А эта еда... Одного человека жена, беременная, будучи беременной, захотела определенную еду. А эта еда, нелегко ее достать. И муж говорит своей супруге: подожди, говорит, сейчас я попытаюсь достать. И пошел к своему шейху, своему устазу. И устазу говорит: устаз, моя супруга, она в положении и просит такую-то еду. Помочь хочет, все-таки жена беременна. И шейх говорит: принеси мне тарелку. И в эту тарелку он справил нужду, то есть положил камень. И он говорит, что это как бы? Он говорит: иди отнеси к ней, говорит, это. И он отнес ей, и она поела, она говорит: это было то, что я хотела. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Что, на полном серьезе он такой? Это, бля, полный уже пиздец. Я не пойму, представь, вот сидеть до того, облапошить это Стёп, зрителя. походу, да, это или нет? Это какая-то... Да пофигу, не шутка, это такой мула. Лек, а у меня тебе вопрос, Лек. Ты здесь, Лек?
Сейчас думал, я Леку включу этого, еще одного имама, я его сейчас, один момент. Олег ответит на мой вопрос. Он 20 лет. Лек, вот смотри, вот ваш имам там. Не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть еще. Лек, ты здесь, Лек? Лек. Вот смотри, еще Да, один здесь. имам. Смотри. Да пошел ты, чертил не ключ. Дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Понял, да? Вот, Лек, смотри, Лек, мне интересный вопрос, без сарказма, честно. Не, дай с этим, Ибрахим, ты сам их там сочиняешь, что ли, как идиот. Подожди, Лек, подожди, ладно, ставь. Послушай, вот ты 20 лет там в исламе, Да. ходишь в мечеть, я уверен, ты знаешь ответ. Да. Я уверен, ты знаешь ответ. Ну, не знаю, может, я не все знаю. Ну, если скажешь не знаю, так не знаю, тоже нормально. Это нормально. Это ничего стыдного здесь нету. Без сарказма, да? Вот смотри, я вот просто хочу понять, и я каждого спрашиваю, да, как мусульмане определили, что Мухаммад он пророк? Во-первых, человеку безграмотному прошло откровение. Это раз. Пришла на горе, пришла первая сура, Икра называется. И то, что он пророк, Я не бред, я тебе дам источники и все остальное. Ты его считаешь за достоверного? Любить, если будешь, вылетишь отсюда. Я тебе да твоих пошел имамов... ты нахрен, черт. Рот. Ибрахим. Я тебе твоих имамов давал слушать. Ты здесь не быкуй со своим... Лек, вот смотри, что говорит о теме превосходства арабов по крови Фадль аль-Араб, короче. В классическом богословии прямо утверждает, что арабы как этнос превосходят все остальные народы мира. Вот тут есть от Ибн Тамия, короче, Иктида ас-Сират аль-Мустаким, короче. Один из главных авторитетов суннизма пишет, то, над чем сходятся ученые Ахлю Сунна валь-Джама, род арабов лучше, чем род неарабов, аджам. Прям тут так и пишет. Не арабов называют аджам. Будь то евреи, византийцы, персы или кто-то другой, это превосходство касается самой их природы и сути, а не только того факта, что пророк был одним из них. Так, сейчас. Смотри, вот. Связь имана веры и любви к арабам. В сборниках от Табарани, Аль-Хакима и от Тирмизи приводится хадис.
Любить арабов – это вера, иман. А ненавидеть их – это лицемерие, нифак. Запрет на браки, концепция кафа, равенство сословий. В исламском праве фикх есть понятие кяфа, социальное и родовое соответствие жениха невесте. Большинство масхабов, кроме маликитского, официально закрепили генетическую иерархию в брачных нормах. Мужчина не араб по закону считается неровнее арабской женщине. Шафиитский масхаб, имам Ан-Навави, Минхадж от Талибин. Учитывается происхождение насаб, не араб аджмани, не является ровней арабки. Также не курайшит, не ровня курайшитки. А не хашемит и не муталибит не ровно женщинам из этих двух родов. Ханбалитский масхаб, Ибн Кудама аль-Мугни. Арабы подходят друг к другу, не араб не является ровней арабки. Если опекун выдаст женщину за того, кто ей не ровня, то другие родственники имеют право потребовать расторжения этого брака. Ханафитский масхаб. В классических текстах, например, Аль-Хидая, Аль-Маргинани или Рад аль-Мухтар ибн Абидина подтверждается, курайшиты ровня друг другу, остальные арабы ровня друг другу, но мавали, не арабы, не могут быть ровные арабки. Как это работало на практике? Если арабская женщина выходила замуж за мусульмана тюрка, перса или бербера, ее родственника по закону шариата могли пойти к судье, кадию, и аннулировать этот брак против ее воли, так как кровь не араба позорит арабский род. Монополия на верховную власть. Власть в исламском государстве, халифате, согласно суннитской доктрине, генетически закрепила исключительно за одним племенем. Сахих аль-Бухари, пророкская поистине это дело власти остается в племени курайшитов, даже если в жилах останутся только двое из них. В живых, точнее, если в живых останутся только двое из них. Сахих аль-Бухари. Эмиры правители из числа курайшитов. Короче, правителями могут быть только курайшиты. Иджма, единогласное мнение. Классические ученые, такие как Ан-Навави, Аль-Куртуби и Ибн Хальдун, фиксируют консенсус. Ни один мусульманин, не араб, каким бы праведным ученым или гениальным полководцем он не был, по шариату не имеет права быть халифом, законным верховным правителем всей уммы. Короче, ты, вот никто, кроме, например, не араб, не может быть халифом, законным верховным правителем всей уммы. Тебе этого достаточно или недостаточно? Я тебе отвечу на этот вопрос, да. То, что ты до этого сказал, это, конечно, бред, я его не принимаю. В исламе ты можешь жениться на арабке. То, что масхабы тебе говорят и говорит Ибн Тамия, это бред? Каждый масхаб говорит, если вы нашли сомнения или что-то и так далее, вернитесь к Корану и Сунне. Все масхабы говорят. Я тебе отвечу, то, что ты говоришь, женитьба между арабкой, не арабкой там, и так далее, этого нету. По поводу халифа я тебе объясню. Нет, это в твоих масхабах есть этот самый высшие органы, короче, власти в исламе считаются. Как они нету такого? Я тебе сейчас объясню насчет халифа. Сейчас я объясню. Нету сейчас халифата и не будет, пока не придет Махди. Это будет из потомков Хасана. Шииты его ждут от потомков Хусейна, но это будет со стороны Хасана. Это будет правнук пророка Мухаммада. И он будет на него похож. Его будет звать Мухаммад ибн Абдулла. Также у него будет псевдоним Махди. Когда придет, спустится Иса и будет время, он будет править и будет халифат. Только тогда будет халифат. Не будет до этого халифата. Остальные будут ложные халифаты. Когда Махди придет и создаст халифат. Мы как-то ушли куда-то в пророчество, там, в конце времен. Не, я про другое сейчас говорю. Почему у людей это петух, это как оскорбление? Петух, я не понимаю, почему у людей это петух, это как оскорбление. У нас, например, лев, тигр говорят, да, например. Хотя лев ничего не делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное.
А петух такой, капара, такой зверя там, который там семейство даже защищает. Одно, даже вот в народностях одно, когда хвалят человека, ты такой мужик, лев, они говорят, машалла, ты такой петух, говорят они. А у нас как-то это стало, например, да. Поэтому не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть еще. Почему ты это не принимаешь? Я не знаю. Осуждаю, Ибрахим, осуждаю. Не, я это понимаю, понятно, осуждаю, но просто это имам же говорит в мечети. Не, я про другое. Я вот Леку хочу вопрос задать на основе того, что прочитал я, например. Вот если бы вот на Кавказе, я не знаю, с какого ты народа, как бы, Лек, твоим предкам, когда вот этот ислам пришел к вам, к вашему народу домой, вот это бы зачитали, например. Вот то, что я зачитал, приняли бы ли они вот этот ислам? Сказали бы «Альхамдулля, я мусульманин». После, вот, если кто-нибудь им бы зачитал вот это. Захотели бы они в исламе быть? Только давай честно ответь. Вот видишь, еще какое есть мнение, вот смотри. 73 сура 20 аят говорит, выстаиваете салат. Это одна из самых первых неспосланных сур. А аят об омовении перед салатом, это 5 сура, 6 аят. Эта сура неспослана одной из самых последних. Между этими двумя сурами почти что 20 лет. Тогда вопрос. Как первые верующие молились первые 20 лет? Без омовения? Ответ следующий. Это не молитва. Это не тот намаз, который скопирован из зороастризма. Салат – это то, что приказано Аллахом, что нужно следовать, что нужно соблюдать. Это заповеди. Лек, ты не ответил на мой вопрос. Ну, это более логично, что салат – это как бы следовать заповеди вот так. Потому что намаз – это уже более позднее, по всей видимости. Ты по-гречески говоришь? Да, говори, Лек. Нет, конечно, то, что ты говоришь, этого нет в исламе, и мы это не приняли бы. Наши народы... То, что араб превосходит, например, не араба, твои бы предки это приняли? Слушай, ну ты мне привел, ты дал рожать этому, у кого ты спрашивал, тебе 7 раз ответили, нету этого в исламе. У меня есть убеждение, что нету... Ибн-Тамия и 4 масхаба нету? Нету ни в 4 масхабах. Они с воздуха это взяли, да? Подожди, нету в 4 масхабах, что араб может быть выше не араба. Я тебе дал, кто это говорил. Ты же спрашивал, тебе же по хадисам, тебе же она ответила. Кто гордится своим происхождением, то есть нацией, пусть укусит коренными зубами своего отца. Зачем? И не передавайте по-другому этот хадис. Да, иди кусай, Ибрахим. Ты как раз и петушок, и черт, и можешь сам у себя доставать это делать. Он так и не ответил. Он, видишь, не хочет принимать. Дерьмо, Лек ты или Хринлек со своим богом Мерседесом, который у тебя там стоит на аватарке. Говно собачье. Я тебя долго здесь терпел, пошел нахрен отсюда. Ибрахим, ты заметил, что он говорит, что такого нету, а это о чем говорит? О том, что он убежал от ответа. Это говорит о том, что его предки не захотели бы этого принимать. И не просто не захотели, я ему и говорю, харкнули бы в лицо. коренными зубами,
Как я специально имама ему включил. Говно. Он не имама, ничего там не принимает. У него бог какой-то, гелик там на аватарке. Страдалет. По вот этим мирским благам. Ну, я специально сейчас возьму, где именно у Ибн Тамии, везде, где какое там в Масхабе, все там, в каких книгах написано, чтобы вот этого разговору, легко к этому разговору возвращаться. Шел нахрен отсюда, Лек ты или кто ты там. Иди вон, я тебе сейчас покажу, куда тебе надо идти. Ты здесь сидишь, петушишься. Сейчас я тебе покажу твое место. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах говорить. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками. Сегодня они закончены заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играют в этом? Отображение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены есть. Вот это вот, не я говорю, это твои братва, которые вот подтверждают это сами. Я вообще у вас там не был никогда. Ты как здесь сидишь, петушишься, вон, иди там петушись, порядок наводи. Мусульмане заднеприводные. Сюда зашел он, короче, мусульманство свое толкает. Ну вот, мне, короче, он говорит, я спросил, а на чем вообще вот эти выводы они делали? Те, кто утверждал особый статус арабов или курайшитов, часто опирались на предания, подобные следующим. Власть правления остается за курайшитами, то, что в Бухаре. Это, короче, достоверный хадис использовался для обоснования политического и социального доминирования Ибраим, курайшитов. ты сегодня барашка выебал или нет? Хадисы о том, что пророк был избран... Я тебе что, Екатерина Великая, что ли, чтобы со всякими там, зверями, короче, я не знаю, заниматься. Да, я не зоофил. У вас вот эта баринша, да, Екатерина Великая, которая полностью у вас там возглавляла всю вашу русню, она вот как раз-таки занималась с лошадьми вот этим делом. Ты мне сюда пришел, про каких-то барашек рассказываешь. Это Дагестан, там вообще высокогорный Дагестан, вот имам Шамиль Маликов рассказывал, что они нет-нет с ослами. Они вообще в сторонке курят. У вас Екатерина, ваша главная барин, полностью с конями этим занималась. Ибрахим, а ты можешь вообще этот экран там для видео, чтобы включить, настроить так трансляцию? У меня очень интересный видос на эту тему. Ну, у нас, видишь, аудиоэфир. Если видеоэфир запускать, короче, и когда на экране ничего не происходит, каких-то движений, то есть если я себя так не включаю, они как бан накидывают, там, в теневой бан закидывают, и получается так, что блокируется эфир. Поэтому я аудио обычно включаю. Даже тут, короче, вот этот шейх Аль-Усаймин, вот это же известный, признанный же шейх считается, которого все мусульмане признают. Усаймина, вот этого шейха. Он говорит, что... Сейчас я скажу, что он говорит.
Он говорит, тут противоречия нету с вот этой темой, где кусайте там, и то, что ты сейчас включал, и между тем, что богобоязненные. Но он, короче, приводит то, что пророк сказал, типа, люди являются рудниками, подобные золотым и серебряным рудникам, короче. И потом он говорит, что... И пророк сказал, что те из них, кто были лучшими во времена Джахилиля, остались лучшими и в исламе. Я тебе его перевод сейчас покажу. У меня есть этот шейх. Это этот... сейчас, как его зовут? Усаймин. Усаймин, да. Я сейчас тебе полностью вот этот ролик покажу, да? Где да, сказано... и в конце он говорит, что арабы лучше не арабов. В этом нет сомнений. Он в конце так подчеркивает. Да, вот смотри. Я тебя включу. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, кто гордится своим происхождением, то есть нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. то пусть пойдет ухватит за член своего отца. Пусть укусит коренными зубами своего отца за член. Чтобы он схватился за член своего отца зубами. Член своего отца. Член своего отца. Член своего... Член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласный мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласный мнение ахли сунна валь джамаа. Вы бы не был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, или в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. Арабы лучше не арабов. В этом нет сомнений. Как? То следует со слов пророка. Поистине, Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаиля. Затем из рода Кинана избрал курешитов. Из числа курешитов избрал род Хашим. А из рода Хашима – меня, Мухаммада. Поэтому между людьми есть превосходство. И не перед... Вот этот последний, это как раз этот Усаймин был. Да, ты тот включил. Ну, Усаймин вот говорит, что арабы превосходят не арабов. Лек, ты сюда лезешь, иди отсюда. Чего тебе надо вообще, я не пойму. Ты нормально разговаривать не умеешь, ты здесь сидишь, обзываешься. Как будто бы ты вот так среди людей ходил где-то, обзывался. Сел сюда в телефон и всякие эти... Тебе здесь рассказывают, объясняют с точки зрения религии. Ты вообще к религии никакого отношения не имеешь. У тебя халиф Путин, русский. Ты сидишь под Чукиным, под Путиным где-то там в памперсе у них, да? Вон джихады какие-то вы провозглашали в 99-м году, потом дебилов из Чечни туда притащили, короче, ваххабитов, таких оболваненных вашим вот этим ФСБшниками всякими, багаудинами. Туда их притащили, и потом сами им в спины стреляли. Исламское государство они провозгласили. Вы вообще бы молчать там должны в подушку. Я написал, как называется этот видеоролик, почему ислам – это религия арабов, называется. Очень поучительный ролик в Ютубе. Как бы он многое объяснит. Вот это даже Леку я посоветую зайти и посмотреть видеоролик. Очень интересно, как бы там все преподносится с фактами и со всем остальным. Вот точка. Можешь этот... Точка, ты этот... Вот если тебе этот тоже интерес есть, 20 минут, очень прикольный видеоролик, как бы без воды там, как бы на тему, почему ислам это религия арабов. Просто как бы советую Честно, всем посмотреть. Хорошо, честно скажу, у меня терпения не хватает.
чтобы Не, это всё- очень интересный. Он это не такой занудный, как бы, да, очень легко ложится и как бы интересно смотреть. Хорошо сделанный ролик. Ну, я понимаю, ну, я большинство из-за Ибрахима тут, из-за своих земляков тут. И то, что вы ссоритесь, там, ислам лучше, там, или же... Нет, никто не лучше. Мы одни люди. Этого никто не понимает. А потом каждый гордится своим исламом, там, я не пойму, что он несет. И зато он живет в бедности, во всем. Так как сейчас Ибрахим говорит, это ваш халиф. Нет, это ихний фараон. Путин ихний фараон. Когда Путин умрет, нахрен вместе с Лениным его закопают в землю. Это 100%. Это уже последний ихний вздох на земле сейчас идет. И в Украине, и на земле, везде, где они что не творили, вот это все воздастся. Там у них, я не знаю, фараон он или ограон какой-то. Ну, через историю, Просто да. Путин сегодня, халиф Улека, который сюда заходит, здесь бздит, там балаболит, короче. У тебя халиф Путин, у тебя подхалиф это Щукин. Ты сидишь здесь, а мне что-то сказать хочешь. Тебе здесь разъясняют четко, там, религиозно. Ты вообще не имеешь права под кафирским халифом там сидеть, во-первых. Да. Иди почитай сура 4, 97 аят. Сюда заходите, вы, тельняшки, памперсы на себе рвете. О. Это вообще, я не пойму, куда они идут и что из них делают. Эти власти, там, ФСБшники, ГРУшники, блин, не поймешь. Что из них сделали? Лек, посмотри, пожалуйста, вот этот видеоролик, который я скинул. Вот наверху там сообщение, почему ислам это религия арабов называется в Ютубе. Очень интересный видеоролик, вообще вот без воды, хорошо сделанный. Его можно как бы легко посмотреть. Хорошо, Мой совет, без всяких там как бы подстебов как бы там и всего остального. Просто посмотри, пожалуйста, на досуге. Ну да. Ну да, я понимаю. Очень интересно, да, тоже. Вот, Не, оглавление. я Леку говорил, то, что внизу там. Ну, я понял. Я тоже посмотрю. Очень интересное оглавление такое. Ну да, сегодня халиф, через 50 лет там он станет фараоном. Ну, так как он добивается до фараона. А есть цари такие бывшие, да, у фараона там все. У них замки, у них все. Так, смотри, не перебивай, вот смотри. Микрофон выключи. Хубал, ты тоже выключи микрофон. Вот смотрите. Да, вот. Кто хочет награду буквально в 1 миллион крат за 7 секунд? И еще кто хочет, чтобы у него были прощены 1 миллион грехов за те же 7 секунд? Кто хочет получить дворец в раю за те же самые 7 секунд? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто бы ни пошел на рынок, имеется в виду магазины, базары и так далее, везде, где люди заняты мирским, надо мне произнести следующие слова. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Алейхи вассалям сказал, что вы получаете 1 миллион вознаграждений за эти слова. 1 миллион грехов прощается вам. И Аллах сотворит для вас дом в раю. Вы же знаете, что тут рядом есть маленький рынок? Я бы на вашем месте ходил вверх-вниз, говоря... Понял, да? А тут уже еще кое-что добавлено. Представь, вот за 7 секунд ты можешь с этим заклинанием говорить, и тебе все, миллион грехов. Вот сейчас то, что здесь там Лек или кто-то зашел, там матерился, все что угодно говорил, там где-то перед людьми штаны снял, все что угодно сделал. Потом сказал «Ля иля иллаллах, вада ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамду, юхьи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин». И все.
Это и как бы... тебе еще целый особняк в раю. Там еще бури. Вот. Как будто ты из рядового становишься ефрейтором, младшим сержантом, потом старшим сержантом, и пошло звание, лейтенант, капитан, и пошло генеральнымус. Да, прикинь, зашел, короче, куда-то, на базар, там, ла-ла-ла, заклинание, короче, прочел, и все, и ты очистился. Еще прикалываются с вот этих, я не знаю, вообще подумать просто, да, 1 000 000 грехов. Идут, как его? Ну, мула там, да, вот это. Чтобы грехи отпустить, идут туда, в церковь. Батюшка. Да, батьки, короче. Там еще прикалываются с этого. Тоже непонятно. Борс, ты мог бы у нас батюшкой стать здесь, грехи отпускать? Конечно. У меня друг есть, батюшка. Ты что? Церковь, полную церковь шикарил. Ох, другу сам, и что там? Вы что? О чем? Беру. Борс, ты знаешь таких? Лунафики, знаешь таких? Лунафики. Первый раз слушаю. Лунатики я знаю. Вон ночью встают там, бегают через окна, балконы. Вот в комментарии написали, у меня вообще, я заинтересовался теперь лунафиками. Лунафики я слышал, и лунатики. Вот эти лунафики, они вообще опасны. Видимо, что-то новое, аборигены какие-то, да? Лунафики, это значит, пророк же Мухаммед прогнал через левое... Алейхи салату вассалам. Алейхи салату, чтобы ему было салаты, ламазы. Да, алейхи салату, чтобы ему были ламазы вассалам. И еще салам. Все восхваление только ему. И все. Почему? Потому что... Да, но ты не знаешь правильную грамматику, поэтому ты... Я понял. Я уже отстаю от всего этого. В 21 веке я уже отстаю от всего этого. Так как льется человеческая кровь, детская и женская, там, стариковская и все такое. Ибрагим, пока меня не было здесь, ты там лаешь, да, как чепуха. Я с тобой нормально говорил, понимаешь? Я с тобой нормально говорил, ты начал материться. Я не матерюсь вообще здесь. Ты матерился. Я начал имамов показывать, ты начал... Ты до имамов начал грубить. Хорошо, а что ты спрос? Я тебе не грубил вообще, я показывал имамов. Ты до этого мне грубил. Я когда спросил там про петуха, Да. ты говоришь, мне ты Послушай петух. меня. Я Ты тебе можешь- вообще не петух, Послушай меня, ничего не говорил. ты можешь эту религию не трогать, это не для тебя. Занимайся. Это, У тебя например, вообще религии нет. подожди, Я 71% мусульманин. Хорошо, Я а не как не понимаю трогать? всякое вот это. Что, неприкосновенное, да? Оно неприкосновенное, да? Да. Когда вы Да, в кровь наших детей нахрен влили, в мозг влили эту вашу систему. Стоп. Да у тебя моча в голове, что тебе влили? У тебя до сих пор моча в голове. Видишь, ты вот так вот, ты вот эти вот начинаешь грубить. А почему он здесь, да? говорит, влили? Что ему влили? Он Ты хочешь тебе на принимать личность ислам? вообще, он тебе на личность Хорошо. вообще не переходил. Послушай ты меня. берешь и здесь грубишь. Ислам ты понимаешь? хочешь принимаешь, а хочешь не принимаешь. Это твой выбор. Почему говорит, детям вбили? Что вбили детям? Ты никакой ислам вообще не принял, ты не знаешь еще ислам, что такое. Но Ты здесь вон разъяснял, Хубал. Хорошо, Мне вообще по барабану, ты ислам или не ислам, сколько хочешь, можешь, ислам, что угодно. А почему ты понимаешь? сейчас ты создал мне не эту... Послушай Ты меня. мне не Почему интересен. ты это- Я вот своих соотечественников пытаюсь просто их проинформировать, что вот происходит на самом деле.
А ты сюда зашел, окей, ты гость, можешь зайти тоже, подискутировать, если хочешь. Ты берешь, на личности переходишь. На лично ты сам первый перешел. Я никогда не перехожу на Не, личность. на личности. Когда меня Ты сейчас вот Когда этот, вот сейчас, точка, которая, он сейчас, когда начал говорить там про С ним, да, с ним. Знаешь, я почему ему так сказал? Он да, начал ты говорить, говоришь, что нам вливают. Что ему вливают? Ты хочешь, дети свободно в Дагестане? нам знаешь, что вливает? Давай я Да. тебе объясню. Да, Вот у объясни. нас, да, вот наш народ еле-еле там за свободу боролся, да, Ага. из-под русского мира вылезти хотел, из-под русского сапога хотел вылезти. Ага. Потом туда притащили вот эту ваххабизм, истинный ислам. Ага. И через вот эти Багаудин, проститутка такая была в Дагестане, потом Хачилаевы братья, потом Раббани, потом Степашин там прилетал, вот эту всю ваххабню разводили в Дагестане. Потом провозгласили исламское государство и взяли туда наших ваххабитов, затащили. После этого, из-за этого как бы создали прецедент и напали на нас, и наше государство у нас. 120 тысяч мы понесли жертву в первую войну и около 180 во вторую войну. Из-за этого говниста ваххабита. Сегодня у нас больше, чем у всех. По данным, как его, ну, известная вот эта газета, короче, потом я вспомню. По их данным, да, у нас в Сирии 14 тысяч, на первом месте чеченцев только туда ушло в Сирию, да? Из миллионного народа, который 2 войны еле пережил там, не пережил, короче. У нас здесь в Европе совершают всякие головы, отрезают, теракты делают. Как вот эти говнюки сидят, нас подстрекают. У нас проблема, понимаешь, Лек? У тебя там Геленваген, Гелик какой-то, у вас вот такое. У нас вообще другая ситуация. Да при чем Геленваген? Он просто стоит картинка, при чем Геленваген? Да, у нас вот эти гелики, у нас чуть-чуть другое, понимаешь? Вот сегодня в Украине джихад сделали, потом Алаудинова вытащили из его норки, он до этого его посадили куда-то, заточение, да, там себе в Мартанчу, вот это родовое село. Как войну начали в Украине, вытащили его из дырки и поставили, чтобы он все вот эти религиозные, Шевченко, Прохановы, короче, всякие, Джамаль, да, всякие религиозные говнюки, всякие Шойгу, их на второй план отодвинули, туда поставили вот этого чеченца, которого из норки вытащили, и чтобы он создавал войско Иисуса, алейхиссалям, чтобы делать джихад в Украине. Ты понимаешь, у нас эта тема, она проблемная. Нам нужно своих соотечественников просветить, чтобы их вот так вот не использовали. Хорошо. Ну, я вот примерно этим я тут занимаюсь. Ты пришел в гости, ты там дагестанец, леки, окей, лезгины, леки там. Окей, никакой проблемы нет. Зашел, поговорил, там он с тобой хубал, разговаривает, тебе разъясняет. Нет, ты подколол меня. Ты меня подколол. Ну, я подколоть могу, но ты на личности потом переходишь. Не, подожди, ты меня подколол, ты задел мою личность сначала. Я первый не нападаю. Где я тебя подколол? Если у тебя есть запись в этой, как его, да, пролистай, посмотри, что ты его записываешь. А по поводу Чечни, я тебе скажу, там стоит хороший лидер в этой Чечне. Чеченцы живут хорошо. В чем проблема? Проблема, знаешь, в чем? В том, что даже вот если исходить, далеко ходить не надо к Чечне, а в том, что у вас там новые памятники Сталину ставят, и вообще бы как бы много... Да, дома вы не освобождаете там, чужие. У вас тоже проблем хватает, как бы, которые не по исламу проблемы решаются. Причем тут Вот Сталин? смотри, Лек, смотри. Да. Вот я, например, человек, который там потерял на этих войнах. Вообще у нас мои родители, близкие в войне не участвовал никто. То есть просто гражданское население.
меня вот из близких только 4 погибло, да, там, не считая дальних каких-то родственников. То есть я сейчас полностью со своей семьей там вынужден находиться как бы за пределами своей родины, да, и так около 300-400 тысяч людей, как я, вынуждены там пребывают в каких-то европейских вот этих странах. Мы вот не можем ни свою культуру, ни плюс на нас полностью вот этот ваххабизм, короче, распространять. Даже здесь, в Европу, когда чеченцы приехали, Нету, сейчас на данный момент в Чечне нет ваххабизма. 1-2%, 1-2-3 максимум процента сейчас- были. Я сейчас- тебе что-то объясняю, ты просто дослушай. 1-2-3% там ваххабитов было. Сейчас у нас десятки процентов ваххабитов, которые вообще долбанутые уже, да? Уже за красной линией куда-то вышли. То есть и ты мне, вот человеку, которого соотечественников сейчас в Украину закидывают, у нас отобрали, лишили нашу государственность, у нас полностью прав лишили. Просто люди там, их без вести теряют за то, что они инакомыслие какое-то проявляют. И ты сейчас какой-то там лек откуда-то, я не знаю, с Дагестана или откуда-то сидишь и мне рассказываешь, кто у меня хороший лидер или кто нехороший. То есть ты у меня не спрашиваешь, как у вас там ситуация, нравится вам или не нравится. Ты как будто бы какой-то этот русский там Путин или кто-то, хозяин какой-то, ты мне говоришь, он у вас хороший, там лидер какой-то и так далее. И мне какое-то это здесь условие ставишь. Ты Ну, он такой понимаешь, же в хороший общем-то? лидер, как этот Шамиль, который 70% народа чеченского по пути куда-то дел. Такой же как бы лидер сейчас там. Вот о чем ты говоришь, вот о Не, чем. я понимаю, вот взять, спросить, да, как у вас там ситуация, что к чему. У вас там какой-то лидер, он хороший, вы хорошо живете. То есть ты хорошо живете, это как ты за меня отвечаешь? Хорошо живете, не живете. Я бы хотел бы узнать про Шамиля Басаева или про имама Шамиля. Ну, про имама Шамиля, конечно, 70%. Оставьте теперь эту тему, да, там. Шамиль, Ну, давай, Шамиля, не Шамиля. Шамиль, имам Шамиль – это чеченская тема, то есть это чеченцы, это персона, которую создали чеченцы и сами поэтому поплатились за это. Угу. Так как Дагестан прогнала его, как бы, да, вот. Дагестан там вообще ни в какой роли не играет. Дагестан себе жил, там где-то как жил и все. То есть чеченцы притащили и Шамиля, и Багаудинов каких-то притащили, и Хатабов притащили, и каких-то еще там всяких разных. Вот это вот чеченцы, когда перестанут вот этой хренотенью заниматься, то есть это самим себе надо локти кусать, а не кого-то там. Это никакой правда. Шамиль, никакой Лек, никакой Костекский, никакой Сосветлинский тебе насильно не придет, если ты не будешь притаскивать это. А как же... Брахим, мне интересно, по мусульманским законам, там, по шариату вообще, законно ли в чужом доме жить и не отдавать его вообще? Это же они же истинные мусульмане. Мне вот интересно. Это уже кровопролитие. Ну и он нахрен. Пускай живут, ничего страшного. Аллах им воздаст. Их ниже, Аллах Не, им может, же... у тех... Нет, точка. Просто те, например, дома, вот может у кого-то там из этих, чьи-то дома, других домов нету где-то жить, например. Мне просто, с мусульманской точки зрения... Ни у кого нету, ни у одного чеченца нету своего. Почему? Потому что забирают даже полностью твои 10 сотов. Ты всю жизнь, когда твои деды тут живут на твоем территории, и ты вот последник, да, вот, или как его. Ну, короче говоря, у тебя забирают, выгоняют нахрен из-за одной мелочи. Из-за одной мелочи, что у тебя поворотник на повороте,
влево или вправо, все, лампочка сгорела, все, тебя даже лишают нахрен твоей территории, в которой жили твои деды. Понимаешь? Это я понимаю, я говорю Клеку. Меня удивит. Не, я Леку как бы задаю вопрос. Он же дагестанец, мусульманин, как бы. Почему они как бы не как мусульмане, когда надо себя как бы ведут? Вот что я хотел бы у Лека узнать, что он по этому поводу думает, как дагестанец. И почему Муртад Так, сэр, мусульман? приветствуем, маршал. Мераба. Вы хоть поели, попили, там чай горячий, ну, перерыв нужен перерыв. Хошкель дегис, или как Нет, там говорится? Ну, сказал, ну, почти сказал. Спасибо. Знаете, люди воюют, да, в ТикТоке. Думаю, в жизни и так война, да? У каждого по-своему. А еще ТикТоки. Люди даже устали, даже вот так посмотреть. То, что происходит, никому не нравится, а люди такие злые стали. Злые, каждый. ТикТок это, например, вот я сейчас про вот чеченцев скажу, да, ну как бы, так как я чеченец, вот то, что я со своего ракурса вижу, да, вот для нас вот такие площадки, они просто отличные. Почему? Потому что у нас много соотечественников, которые не могут высказывать свое мнение, как бы общаться, пытаться, скажем так, выработать там общее какое-то стратегию, мнение, вот что происходит в обществе, как бы друг с другом обсудить какие-то вот эти вот вопросы, то есть у нас массово люди находятся там. Почему да, вы у нас не массово под жестким вот этим диктатом находят. Поэтому вот такие площадки, они неплохие, вот просветитель, друг друга просвещать и как бы какому-то пониманию, какому-то вот созиданию вот такому приходить. Я думаю, для других тоже это нормальное место, просто его нужно правильно применять. Вот. Это как вот палка о двух концах, да, вот в любом деле можно мне кажется, и пользу. еще хуже разгар идет, как бы масло в огонь. Вроде бы тишина, а это масло кидают еще. Дайте я доскажу и выйду отсюда. Идет, если хуже делать. Да, говорили. Я просто хочу одно вам сказать, да, вот есть чеченские, например, да, вопросы. Пожалуйста, обсуждайте. Зачем сейчас, например, Хубал или Леон там, да, начинает конкретно искать вот арабы, не арабы. Зачем религию трогать? Если объясняю. Хубал тоже самое, вот Хубал, его соотечественники тоже подвергнуты в нулевых годах, там тоже вот это происходило у них, то есть вот эта побочка, которая их тоже задела. Леон вообще еврей, который постоянно в состоянии войны находится, на которых нападают, потом сидят здесь какие-то дебилы, во всем интернете, там, Палестина, кричат, вообще не понимая, что они хотят, там, про Палестину топят. Говори, Хубал, что ты хотел. Да, вот недавно новость, что один какой-то имам, или это учитель арабского, я так и не понял, короче, вот в Карачаево-Черкесии, вот там мама разговаривала там с сестрой, говорит, что тут какой-то скандал произошел, сейчас пытаются замять всеми силами мальчика 13-летнего, ну вы поняли, короче, учитель там, или имам, это я так и не понял, короче, 13-летнего мальчика, короче. И он домой пришел, отцу своему рассказал. Вот такие как бы вещи происходят. Хорошо. Подожди, человек, он может идиотом, может быть в христианстве, человек может быть идиотом в буддизме, человек может быть конченым иудаизме. А при чем тут вот цепляться там до конца? Подожди, вот я тебе сколько причем? раз говорю.
тут проблема в том, что у буддистов, у других, у них не предписано там с людьми враждовать, например, кого-то брать, сражаться, с кем-то сражаться, ну тебе же объясняют, ты просто не слушай, сражаться с теми из людей там неверных Писания, пока, короче, они не будут собственноручно, будучи униженными, платить дань, то есть вот такого нету у этих Да, я людей. еще добавлю, если бы он не ходил бы на эти уроки или к этому имаму, его бы эта беда обошла. Вот по-простому мое объяснение, я это так вижу. Ну, кирпич Нахер они тоже может нужны? на голову упасть, пятиэтажка. Туда Пускай лучше кирпич упадет, чем его кто-то там что-то сделает с ним. Если тебе как бы не нравится, это твои проблемы. Мне это тоже не нравится. Это мои проблемы, моего народа, что такое говно происходит. Вот и все. А тебя каким боком касается все, что в Карачаеве? Здравствуйте. Так, Александр, привет. Меня вот таким вот боком касается, Привет. потому что я тоже карачаевец. И можно вот, Ибрахим, тебе задать вопрос? Можно, пожалуйста. Ты говоришь, что там вражда религиозная, да, вот. Тогда Бен-Гвир недавно говорил, что надо уничтожить весь Ливан, их дома должны гореть, типа такое говорит он, чиновник. Что скажешь на это? Вот Леон, пускай Леон ответит. Я сейчас этой информации вообще не в курсе. Ну да, он открыто говорит. Смотри, как вам вот, сейчас я буквально процитирую, одну секундочку, если вы подождете. Я сейчас, один момент, я вам эту цитату сейчас Да, пока ты ищешь, я тоже Подожди, один момент. Сейчас, куда она делась? Вот то, что в Карачаево-Черкесии произошло, то же самое в Турции произошло. Вот недавно как бы видос смотрел, как в Турции имам 10-летнему, мальчику, ну ты понял, А не имамы не делают это? Скажите, пожалуйста, везде, во всех народах. Обязательно имама запомнили? О, правильно. Вот просто правда людям не нравится, начинают ковырять. Одну секундочку. Ладно, там имама где-то там одного-второго имама увидели, а там конца и края нету, как это делают. Не, вот Александр правильно задал вопрос. Вот, например, возьмем вот только что Палестину, давай оставим. Вот Ливан не нападал на Израиль, но их министр внутренних дел говорит, что надо весь Ливан уничтожить. За что? Не надо было там 1500 людей резать, чтобы потом в ответ еще получать. Где резать? 7 октября. 7 октября. Да это было в Палестине, причем тут Ливан? А Ливан какая разница? Подожди, а Ливан ракеты не пускает в этот это Израиль? другое государство. Так, Хорошо, смотри. Цитата президента Русни Ельцина Бориса Николаевича. Всех этих падл уничтожить. Сутки-полтора подготовьтесь как следует, чтобы что-нибудь там не натворить, понимаешь. Во вред себе. Чечня – это центр международного терроризма, коррупции и мафиозности. Чеченцы – это же все бандюги, понимаешь. Эти черные повязки, понимаешь, навязали на головы. Всех их будем уничтожать. Я сам являюсь заложником этого кризиса. А мой друг Билл поддерживает российскую акцию подавления мятежа. Борис Николаевич Ельцин, президент Российской Федерации с 1991 по 1999 год. Заявление на совместной пресс-конференции с президентом США Уильям Джефферсоном Клинтоном на саммите в Галифаксе, Канада, 18 июня 1995 года. Ибрахим, как можно? вам вот такое? Почему вы не видите, что у вас под носом происходит? Я отвечу, Ибрахим, можно вот по-братски, честно, да? Я задал тебе вопрос, у тебя память, когда неудобный вопрос не работает, без обид, да? Про Ельцина, да, ты знаешь, Борис Ельцин, Семен Банкиршин после развала Советского Союза, все они были евреями. Борис Ельцин, Березовский,
Гусинский, Ходорковский, Гайдай, Анатолий Чубайс, все сегодня они живут или в Израиле, или в Европе. О чем ты, что ты хочешь сказать смотри, этим? еще интереснее. Вот смотри, Ельцин еврей, в России евреи, да, все. Почему, вот я не пойму, эти все евреи, Ельцин, Путин, Чубайсы, короче, всякие эти, они евреи, почему дагестанцам, вот Лек здесь находится, еще можно жить под евреями, под сапогом, российским сапогом, еврейским, нормально жить, вообще, будучи внутренним делом, их внутренним делом, вообще не дергаться, полностью, как бы, соблюдать, да, все законы соблюдать, полностью соответствовать, как бы, всем их, скажем так, прихотям, всем их, короче, уставам, которые там. А почему палестинцам нельзя точно так же внутренним делом Израиля быть, например? Почему? Я не пойму, вот где эта логика? Подожди, например, смотри, я понял вот, например, смотри, вот в Дагестане сейчас прошло наводнение. Смотри, Дагестан – это, например, российская территория, да? После этого наводнения вообще никаких мер там не принимают, никаких компенсаций, ни восстановления. Сидит чиновник, там, бывший советник Путина, Шевченко, и говорит, ходят здесь накачанные, идите, что вы ноете, идите, короче, своих олигархов каких-то, их заставьте, короче, чтобы они там вам помогали. То есть русское руководство вот так прикалывается с вот этих людей. Привезли целую рефрижератор, целую фуру, короче, тушенки свининой. Как будто бы они не знают, что там в Дагестане мусульмане проживают, что им свинину нельзя. То есть вот так прям прикалываются. И вместо того, чтобы вот этим людям... Алло, палестинские там, арабы, зачем вы вообще, какой смысл? Видите, мы здесь сидим под этими евреями, как вы говорите, да, под русскими, не рыпаемся вообще, даже наводнение, да пофигу, короче. Мы сидим здесь вообще, в ус не дуем, короче. Чего вы там рыпаетесь? Вы внутреннее дело Израиля, сидите там нормально на месте, короче. Не устраивайте теракты всякие. Ибрагим, я понял. Давай я вот объясню. это вот я не пойму, почему... Я понял, я отвечу. Да, и Александр, я тебе тоже отвечу перед твоим ответом. То, что ты говорил про Ливан, например, то, что они туда напали. А с Ливана ракеты не прилетают по Израилю, они должны жопу поцеловать Ливану, да, за то, что с их территории... С Ливана исламский джихад не прилетает. Дайте, Кубал или как ты, вот дайте я выскажусь, да? Украина правильно делает, нападая на российские территории? Какие российские территории Украина нападает? Ну, дроны... А кто первый начал? Подожди, ты задал вопрос? Подожди, там никакой, не первый начал. Украина на чьей территории воюет? Окей, ребята, Украина на чьей территории? Ибрахим, он задал вопрос, я отвечаю. Да, я скажу ему, пускай он ответит. Дроны, они бьют по нефтяным там заправкам в Москве. У них есть право по международным законам, у них есть право нападать на российские территории, глубь территории. Ты принимаешь этот аргумент, Хубал? Да, и у Израиля тоже есть нападать. Подожди. У Ливана тоже есть такое право. Подожди, здесь херню не неси, короче, Ибрахим. У нас есть... Давай сначала разбираться. Зачем Россия лезет в Украину? Объясни. Подожди, он задал вопрос, я ему отвечаю на твой вопрос. Зачем Россия лезет в Украину? Это твой стрим, я понимаю. Пускай он подтвердит мое объяснение, потом я отвечу на твой вопрос. Что ты хочешь, чтобы он подтвердил? Ибрагим, ты вникай в вопрос, что он хотел сказать. Ты не вникай в вопрос. Ты он задал вопрос. Ливанцы атакуют Израиль.
Если Украина атакует Россию, потому что по международным правам они имеют... Россия не атакует. Алло, 29-й. Россия... Подожди, Россия ты напала... адекватный? Ты адекватный? Он задал вопрос. Слушай сюда. Россия напала на Украину? Да, почему напала? Ты смысл выслушай, Ибрахим, подожди. Ничего я не выслушаю. Россия напала на Украину или не напала? Ибрахим, ты без обид, брат. Ты мусульманин, ты ведешь себя как лицемер. Он задал вопрос. Еще раз спрашиваю, ты хочешь понять, что в Украине происходит? Давай. Я Россия знаю, напала что на там Украину, происходит. Что там происходит, могу тебе объяснить. Окей, Россия напала на Украину или нет? Кубал, ты задал мне вопрос? Ливанцы нападают на Израиль? Ты этот вопрос мне задал? Да. Подожди. Ибрахим. Ибрахим, Да, подожди, блин, пожалуйста. заткните свои микрофоны. Подождите, не уходите сейчас от темы. Мы сейчас разбираем конфликт, да? Ливанский, израильский, и мы проводим параллель с Россией и Украиной, так? Да. Окей, давай. Россия напала на Украину? Да, напала, да. Я объясню потом. Напала. Я пускай Кубал ответит. Окей. Вот, Окей. На ее территории захватила территорию. Но не веди себя как сионист, Ибрахим, честно. Бомбит подряд Россия города. Да, я это признаю. Россия, да, бомбит. Но пускай Кубал ответит. Все, теперь что? Украина ответ. Подожди, он задал мне... Долбит по объектам, нефтяным объектам. Аналогиями отвечаю. Он задал вопрос. Хизбалла атакует на территорию Израиля. Да, он такой, Кубал, если ты мужик, подтверди, ты этот вопрос задал мне? Да. А по международным законам кто-то, оккупирующая держава, если какие-то территории оккупируют, оккупирующие территории или народы, можно атаковать их страну, тыл. По международным законам это является законной целью. Хизбалла атакует после оккупации их территории, как Россия оккупирует территорию Украины. Какие территории? Россия оккупирует украинские территории. Подожди, Ливан. Ливан, Израиль оккупирует 82 года, до этого оккупирует территории соседних почему? стран. Давай раньше, да, подожди, а перед этим что было? Перед этим что было? Давай, скажи, что было перед этим? Что? Ничего не было. Подожди, как ничего не было? Что было? Сирия, Сейчас я тебе точную Египет. дату скажу. Сейчас я тебе точную дату скажу. Ой, какие вы смешные. Война ужас. судного дня была там? Тебе, что-нибудь такое если было? ты это слово скажешь, какие вы смешные, это меняет факты, что ли? Я не понял, Кубал. Война была там? Сейчас я дату скажу. Точно. Сейчас. Александр, можно, пока он ищет, я спрошу, ты араб? Нет. А кто ты? Я вот чеченец, Нохчу. Я простой человек. Когда вот Ибрахим... Без опознавательных знаков. Да, когда я просто человек мира, да, когда кто-то что-то обсуждает как по факту 224, да, имеет значение ее национальность. Вот, Ибрахим, тебе вопрос. Конкретный вопрос какой-нибудь. Ну, если пример. человек честный, да, честный, он обсуждает по факту, как 224, да, он не говорит 5 или 10. Имеет значение национальности. Кто он такой, откуда он? Имеет иногда. Читать мне? Потому что у нас здесь собираются всякие говнюки, которые полностью у самих рыло в пушку
и они как-то однобоко какие-то свои пробросы здесь делают. То есть сам он по горло в дерьме, да, он сам поощряет какие-то террористические движения, сам какие-то человеконенавистнические какие-то дела. То есть в этих вещах участвует и тут же, ноет, там права человека начинает вот об этом говорить. Я бы хотел прочитать, знать, да. С кем говоришь ты, как говоришь, и не надо прятать, свое происхождение и так далее. Давайте хронологию, Александр, давайте к вашему вопросу придем. Полную хронологию, прочитай, что ты нашел. все истории того, что происходило. Короткую выжимку. 1948-49 года, война за независимость. 14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль. На следующий день коалиции из 5 арабских государств – Египет, Сирия, Иордания, Ливан и Ирак – вторглись на эту территорию, отказавшись признать резолюцию ООН. Итог. Израиль не только отстоял свою независимость, но и по итогам перемирия 1949 года занял около 60% территории, которая по плану ООН предназначалась для создания арабского государства, включая Западную Галилею, часть пустыни, Негев и Западный. Я дальше читаю, к твоему перехожу. Подожди. 1967 год, шестидневная война. Как началось? Технически... Израиль напал на Египет. Да, смотри, слушай. Технически Израиль нанес удар первым, уничтожив авиацию Египта. Однако, с точки зрения международного права, этому предшествовал казус Белли. Повод к войне со стороны Египта – закрытие Тиранского пролива для израильских судов, высылка миротворческого контингента ООН с Синайского полуострова и стягивание арабских армий к границам Израиля. Итог. За 6 дней Израиль разгромил армии Египта, Сирии и Иордании, установил контроль над обширными территориями. У Египта Синайский полуостров и сектор Газа, и у Иордании западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. У Сирии голландские высоты. 1973. Война судного дня. Как начиналась? Египет и Сирия совершили внезапное скоординированное нападение на Израиль в ее день еврейского праздника Йом-Кипур, пытаясь силой вернуть территории, потерянные в 1967 году. Итог. После тяжелых потерь в первые дни войны армия обороны Израиля Цахал перешла в контрнаступление. На Северном фронте израильские войска отбросили сирийцев, захватили дополнительную территорию за линией прекращения огня 1967 года. На Южном фронте они форсировали Суэцкий канал и закрепились на его западном берегу, на территории Египта. Эти дополнительно захваченные территории не были аннексированы и вскоре были возвращены Египту и Сирии в рамках соглашения о разъединении войск в 1974 году. А теперь, где, кто на кого нападал, скажи мне, пожалуйста. Изначально, давай я задам тебе вопрос. Резолюцию ООН, которая ничего не делает, сегодня ничего не решает, Лига наций. Я тебе прочитал, что на эту страну 3-4 раза напали. Свое, где справедливость тогда? И что им справедливо в рот дали. Подожди, ты твоим арабским корешам. Мне плевать, кто арабы нету. Я по сути хочу... Давай, Хубал, ты много прочитал, я сказал, остановись, я знаю. Еще дальше начал читать. Давай я объясню. Лига наций после создания ООН дало чужой территорию, не спрашивая местное население, чужому народу. Это справедливо? Вор дарует украденный другому вору. Это смотри, по любому ты еще, Александр, это украденная территория. Британия имела право... Давай. Британия имела право давать эти территории чужим. Александр, про Ливан, давай я скажу, давай я объясню чуть-чуть. Ибрахим, я не дочитал, что он меня перебил? Там буквально 5 секунд. Про Ливан. Чушь несешь, Хубал. Ибрахим, про Ливан я ему прочитаю. За Ливан скажи тогда. Да, Первая Ливанская война. Как начиналась? После участившихся артиллерийских обстрелов северных городов Израиля со стороны базирующейся в Ливане
Организация освобождения Палестины, ООП, Вот это и покушение пропаганду на израильского, убери, не надо. и покушение на израильского посла в Лондоне, Израиль начал военную операцию «Мир Галилеи». Итог: Израиль вторгся в Ливан и занял его южную часть, вплоть до Бейрута, чтобы вытеснить силу ООП. Позже Израиль создал на юге Ливана зону безопасности, которую контролировал до одностороннего вывода своих войск в 2000 году. Я не вижу вот среди всех этих, начиная с 1948 года, заканчивая 1982 годом, чтобы Израиль первый на кого-то нападал. Если эти бакланы, например, понимают силу, Израиль в ответ им силой насувал в одно место. Окей, Кубал, подожди. Ибрагим, ты несправедливо ведешь стрим. Ему даешь, мне отключаешь микрофон. Не, я хочу... Если ты чеченец, ты горец. Подожди, я тю. Он договорит... Он много говорит, он чушь несет. Это сионистская пропаганда несет, он, честно, да? Он в реальности никакого отношения не имеет его вот этой чушь без обид. Ты можешь прогуглить. Ты можешь прогуглить. Убал, я это знаю. Давай, честно, давай. Альтернативу выскажи, он уже закончил. Ибрагим, если ты мужик, чеченец, да, дай справедливый... Я тебе даю будь судьей справедливо. Говори. Да, будь ты судьей говори. справедливо. Потом я с тобой хочу тоже поговорить. Окей, Кубал, в первую очередь. У ООН не было права давать чужую территорию. Сегодня почему ООН критикует оккупацию Крыма? А зачем им давать? 2000 лет назад у это ООНа их нету земля. права. Это их земля. У ООНа и у Британии. Причем здесь ООН? Подожди. Да если заходить дал туда... разрешение? Подожди, дай ему досказать. Хубал, дай ему досказать. Я как раз про дал это хотел разрешение резолюции ООН, который... Я тебе отвечу. После этого резолюция создана была в 1948 году государство Израиль. Это незаконно. Я тебе отвечу. Да, смотри, я тебе отвечу. Вот эти европейские бывшие империи полностью вдоль и поперек весь Ближний Восток, Аравию полностью захватили, там свои имперские, вот эти распространяли, скажем так, завоевания. То есть это все полностью принадлежало им. Потом они берут и назад вот этим мусульманским народам, которые там проживают, арабы там, они назад все подарили. Просто никогда в жизни ни один араб там, вот из этих, которые там проживают, никому ни клочок земли, ничего, ни Турция даже, вот турок, который ты являешься, никто, ни курдам, никому, ни кусок земли, ничего не подарит. А вот эти вот, они полностью все подарили назад. То, что уже их было, как бы, они могли бы и себе это оставить, они просто назад это все подарили. 22 страны арабам дали, и одну вот эту вот клочок земли, где исторически евреи проживали, им дали. И вот из-за того, что евреям этим 22 дали, а евреям вот эту их клочок земли вернули, вот на этом клочке земли все вот туда, и турки тоже туда. Ты неправильно мыслишь, ты неправильную дорогу видишь. Я очень правильно мыслю. Да, я понял, я отвечаю. Вот, я отвечаю на твои аргументы, давай. Вот эти 22, которые ты говоришь, арабы, они откуда приехали? Откуда-то приехали они? Из Европы или из Латинской Америки приехали они? Откуда приехали эти арабы? Подожди, они не приехали. Они там проживали исторически, это их территория, их родина. Да, вот, ты прав, вот здесь ты прав. Подожди, я понял, уточняющий вопрос был. Вот эти, ты говоришь, исконные их территории, вот эти евреи, которые там в Израиле жили, да? Ты знаешь, при Британия открыл информацию до создания Израиля, там сколько людей, и Османская империя, турки тоже открыли. При Османской империи там 4% мизрахими арабы и евреи жили. При британском мандате до создания израильского государства 6% евреев там жили. Почему основной 90%, 95% населения это были палестинцы? Кто дал и кто разрешил оккупантам Британской империи давать
это не свои территории чужим людям из Европы. Не, Вот еще, точно. смотри, я тебе объясняю. Вот смотри, вот эти территории, Османская империя, там, когда там рулила, да, это исторически еврейские их территории, их земля. То есть вот эти вот кефиры, там, англичане, там, Франция, Италия, которые империи были, они все вернули. А вот эти, которые у них еще до этого там где-то завоевывали, там лазили, они не хотят это оставить. 22 у них есть, им кафиры дали, вот так вот, просто ровными линиями, как линейка, так, вот это Египет здесь прочертили, это там еще что-то там, Йемен, еще назад вот это все подарили. Да, да? британцы, Хотя- французы, я понял, британцы, Да, французы, всё- голландцы, всё игроки подарили. по-братски. Да, Понял, я закончу. Смотри, они подарили, а эти туда лезут. Ты же знаешь, что исторически это родина этих людей. Там же везде и повсюду. Могилы. И в священных писаниях, в том же, сказать, даже не то, что там возле пророка по соседству везде евреи там находились. Даже они там были. Ибрахим, Туда я никто- понял. Да, Я от понял, твой Медины, тезис Мекки понял. никто не говорит. Тут просто вот эта территория ихняя, и все. Окей, Ибрахим, я понял. Давай, диалог давай. Я понял. Если ты долго будешь говорить, я забуду, честно, да, ответы, которые у меня есть. Вот, давай Да, определимся, да. Вот сегодня самая великая держава, ну, самая могущественная держава сегодня это США. Вот США постепенно угасает их сила, постепенно... Украина самая могущественная страна. Подожди. За Украину, за Украину, Україна. Як ти Почему? здобачиш? Слава Украине, героям Слава слава. Україні! Слава Україні! Пускай она говорит, когда я закончу. Да, пускай она говорит. Знаю. Ну что, что перебивай. Украина? Подожди, дай Не высказаться. перебивайте, пусть он выскажет. Меньки Потом, дегурафа проспте. потом вам тоже дадим слово. Хорошо, хорошо. Ибрахим, сегодня вот США, их могущество угасает, они как слон на лавке, да, вот Афганистане проиграли, вошли туда бороться с Талибаном, потом 85 миллиардов При чем долларов это? оставили. Ты от Подожди. темы уходишь. Я объясняю, логично, по факту объясняю. Они ушли, и сегодня Иран-израильская война, да, США, они здесь проиграли. Вот, постепенно империя разрушается, слабеют. Тогда Британия была самой могущественной империей. После Второй мировой войны все французы, европейские державы были слабыми, да. Такой ситуация была, да, у них не было силы там, вот это Алжир французы держали, Ливан держали, вот эти силы у них не было, да. Тогда две империи возвышались, Советский Союз и США. Вот США и Советский Союз, первым Советский Союз и США помогли, создали Израиль. Сегодня тоже такая ситуация, тенденция меняется, поэтому вот Хубал говорит же, 4 арабские страны. Сегодняшние арабские, тогда эти страны не были сильными, как сегодняшний день, да, вот арабы. У Израиля ядерные бомбы, напоминаю. Подожди, дай ему договорить, что Вот ты хочешь сегодня, Александр? тогда тенденция была другой, да, возвышающая империя США с долларом, Бреттон-Вуд, типа такой, да, Советский Союз, да, вот так было тогда. Тогда эти британцы сделали так, как Кашмире или там, как Китай, да, Тайвань, страна, антистрана, да, вот такие проблемные зоны создавали, уходили. Вот сегодня Кашмир, Индия, Пакистан. Кашмир – это мусульманское население, а во главе тогда стоял индус, да, буддист. Сегодня Тайвань. Точно такая ситуация. Везде так делают Британия. Британия сделала так мину, да, замедленную мину там сделал, осознавая в будущем эти конфликтные
в будущем будет 100% на этих территориях конфликт, да, ушел. Сегодня США постепенно входит. Поэтому вот это несправедливый создание под названием Израиль уже сегодня причем Израиль? сами Вот они Украина, разрушают. Украина лучшая страна в этом мире. Подожди, не спеши. Ну, он долго болтает, ну что ж такое-то? А Украина вообще здесь, Украина это региональная война, понимаете? Нет, не Украина глобальная. вообще бомба. Украина вообще Украина это Подожди, региональная Александр, война. ты свою мысль докончи, Александр. Она же перебивает уже. Сегодня мир меняется, тенденция меняется. Мир За 3 миллиона долларов. Вот смотри, мир меняется. И что теперь? Эта земля не становится еврейской, что ли, которая они там... Нет. Это не еврейская территория. Евреи там, они утверждают, что мы там были. Это пропаганда. Никто. Вот эти ученые, которые делают вот эти открытия, израильские ученые, западные ученые, которые делают, да. А где были тогда евреи? Где? Медина ихняя, может, Мекка ихняя. Давай сначала определим, да, вот эти Давай евреи. определим, я вот читаю хадисы. Я читаю хадисы. Везде возле пророка живут евреи. С ним всегда общаются евреи. То есть, где пророк, там всегда рядом были иудеи. Подожди, были пророки для арабов. Ты знаешь, был пророк Салах 4000 лет тому назад. Где жил Моисей? В Саудовской Аравии он жил. Он пришел только для арабов. Ибрахим, мы по его вине далеко куда-то ушли. Где жил Юсуф? Где эти пророки жили? Вот где? Да, ребят, ну удалите вы его уже, ну ё-моё. Были пророки, отправлены Иисус Христос. Везде 124 тысячи пророков. Да, я знаю. Все хорошо, что ты дал вспомнить. 124. И это не точно еще цифра, полностью неизвестно сколько было. Ну, примерно 124 тысячи. Смотри, вот это вот Иисус Христос, он где был? Он на втором небе был, когда свою миссию распространял вот это, или где он был? В Ближнем Востоке, Иисус да? Христос. Он на каком языке разговаривал, ты знаешь? Где он был, этот Иисус Христос? Иисус Христос был в Ближнем Востоке, в Палестине. На втором небе он был? Не, он на каком языке разговаривал, когда он был на земле? Где, еще раз, давай нормально конструктивно. Давай нормально конструктивно. Александр. Палестине был. Сегодняшний Палестине. Он на каком языке разговаривал? Кто он был? Кто он? Подождите. Кто он был по нации? По нации, да, евреем был. А что ты? Я не пойму. Ты что, сам, ты можешь мозг включить тогда, Александр? Ибрахим, давай, честный спор. Давай, я задам тебе вопрос. Давай, честно. Честно отвечай. Иисус, Моисей, Соломон, все пророки, которые там жили, сегодня какое-то отношение к современным евреям имеют? Моисей, да? Ты думаешь, что они, сегодняшние евреи, ашкенази, это потомки Моисея, что ли? Конечно, да. Как ты можешь утверждать? Как ты можешь утверждать, если... как ты можешь обратно утверждать? Давай, Ибрахим, я тебе задаю вопрос. Давай, Ибрахим, я тебе задаю я вопрос. тебе же ответил, да, евреи Ибрахим. вот эти вот, они потомки вот этих евреев. Окей, у тебя как в Чечне, как определяется племя или у тебя там маминое имя всегда под паспортом тебе пишут там твое имя мамы, что ли? Бля, Александр, почему ты вообще-то несешь на ебаную рот, ну пиздец? Да, рот закройте. Да ты рот закрой. Ибрахим. Подождите. Пускай она рот закроет. Ну ты сидишь, я не знаю, ты под нервом. Ты что хочешь? Подождите. Ты что Ибрахим, хочешь давай сказать, честный спор с тобой. Александр? Ты хочешь Когда сказать, ты что рождаешься, ты от кого берешь фамилию? Я беру у нас вообще фамилии, не? У нас есть рода, ну это тоже как. Ну, да, кто у нас патриархат отцовский у нас. Да, отцовский, да? А у этих евреев они поменяли свою они пору. материн, у них от матери идет. Они народ микс.
У них никакого крови, Бану Исраиль нету. Окей, это у всех, у тебя, у турков. Посмотри ДНК. Хочешь? Тебе интересно? Ты смотрел ваше Подожди, ДНК? мне это не важно. Мне это не важно. Ислам интернациональный. Мне тоже это не важно. Эти люди... Ибрахим, вот для тебя Смотри, это важно. это что знаешь, ты о был чем чуть-чуть. говорит? Знаете, о чем это говорит? Чувак никак не смог доказать, в итоге скатился в ДНК. Вообще куда-то, уже, непонятно. да, скатился, не смог Смотри, уже Александр, вот этим своему антисемитизму. Подождите, я вас всех выключу, подождите. Смотри, с твоим вот этим вот в мозгах, то, что ты забил, и пытаешься притянуть все, что угодно к этому, никакого мира не будет, понимаешь? Мне просто интересно, у тебя это в голове почему засело? Потому что тебе предписано враждовать с евреями, то есть изначально ты на мусульманской теме вот эту вот ненависть проявляешь, или у тебя личное что-то с евреями, или у вас как бы у турков там национально, вот вы какой-то реванш, что-то хотите взять у евреев. Что у вас, что у тебя лично за привод? Твою психологию. Ибрахим, Я твою психологию хочу понять. давай. Вы перебиваете в середине или когда начинает отвечать, или ты, или эта девушка, или Хубал перебиваете. Это нечестно. Я Да почему все честно, Пупс? я свой мысль теряю, понимаешь? Вот ты задаешь мне, если европейские или американские евреи мирно живут в США или Германии, никого не трогают, никого не убивают. В Германии живут... Вот здесь, ну, уже перебиваешь, ты понимаешь? Миллион турков. Здесь миллион турков. У меня вражда против евреев нету. Они что, не Ибрахим, турки, давай вот эти узнаем миллион точно, турков? кто он по национальности. Александр, кто ты по-настоящему? Ну, Подожди, Ибрахим. Не, мы чтобы мы понимали, откуда это Я все мусульманин, исходит. я мусульманин. Все. Ну, какая твоя национальность? Скажи, пожалуйста. Я мусульманин, таджик, узбекский. Вот, Ибрахим. И вам в Таджикистане там плохо из-за того, что евреи нормально себе государство живут. Подожди, Ибрахим, подожди. Когда где-то в Латинской Америке или любом месте кто-то утверждает, что это исконные исторические территории, их они должны доказать по международным законам, они должны доказать, что их предки там жили, в первую очередь. Такого юридического доказательства нету нигде. Паспорт нету, короче. Какого нету паспорта? Алло. В том-то и дело, что наоборот, всем весь мир, понимая, четко зная, что евреи оттуда изгонялись Османской империей, всякими вот этими религиозными деятелями, которые там всех в голову резали, осуждают 32, всех выгоняли, всех как бы полностью культуры им ассимилировали в себя. Евреи красавчики. Ты кого имеешь в виду, Османская империя? Смотри, подожди, теперь я говорю. Я полностью я реально, я с евреями никак, возможно, и не буду пересекаться, не пересекался, да, ну, я так по соседству жил, где-то видел. Мне абсолютно ничего, как бы, каких-то корыстных целей, у меня никаких вот этих нету там, понимаешь? Ну, евреи, реально, их я уважаю. За что? За то, что они полностью сохранили свой этот самобыт, свою культуру, и их эта там идеология, она им, наоборот, помогла, как народ их сохранила. Сегодня, если бы у них этого не было, как 500 миллионов этих в арабском мире, точно еще бы 15 миллионов таких было бы плюс. Они, наоборот, красавчики, что они сохранили свой самобыт, они сохранили, чтобы этот мир разнообразно был, не какой-то одноцветный или однополярный. 25% открытий дали миру. Нобелевских. Да, сегодня, да, они куколку сделали из этой своей территории, пока эти там вздыхают где-то, тоннели роют, дебилы. Хотя я их тоже считаю жертвой этих дебилов. И их оттуда, если куда-нибудь не расселить, если их в 22 страны остальные не расселить оттуда, их постоянно будут так на евреев подстрекать, их туда гнать, постоянно эти теракты будут.
проект Палестина нужно закрыть, чтобы этих детей не подстрекали. Вот эти все говнюки в исламском мире, они вот этих палестинских детей плевали на них. Из-за них эти дети страдают. Они сидят, подстрекают. И дагестанцы подстригают, и Средняя Азия. Все говнюки сидят сами, ни шариаты, ничего не устанавливают. Сидят под своими кафирскими режимами, а этих людей подстрекают постоянно против евреев. А потом они начинают страдать, потому что евреи тоже не будут сидеть и давать себе теракты делать какие-то. Понял, ты закончил? Понял, если Ибрахим, бы давай. вы нормальными людьми были бы, свой мозг включили бы, вы бы вот так лицемерно не вели бы себя. У меня вопрос, Александр. Подожди, прежде чем ты свой вопрос задашь, у меня вопрос. У меня вопрос. У меня вопрос к тебе. Подожди, он быстрый вопрос, легкий. Не, подожди, потом задашь. Легкий вопрос. Легкий, без провокации, без ничего. Давай, я задам вопрос. Давай, я задам вопрос. Легкий, чтобы я быстро задам вопрос. Ибрахим, да, будь честным, я хотел тебе задать вопрос. Подожди, Александр. Фубал, пускай он один задаст, просто потом... Не перебивай. Я хотел кое-что спросить, потом вот задашь. по его знаниям. Любой вопрос задай, я отвечу. Потом, давай я забуду сейчас. Да это легкий вопрос. Я хотел спросить, сколько процентов... Ибрахим, ты знаешь, сколько арабов живет в Израиле? Ибрахим, я по этнически тюрк, Средней Азии, да, я не поддерживаю Туран, потому что это национальное объединение, понимаешь? Это чисто как украинцы, типа мы украинцы или там казахи. Я понимаю, как славяне, как... Да, вот это я не поддерживаю, потому что это чисто нацизм. Вот тебе вопрос. Ты говоришь про Османскую империю. Я вот именно Османскую империю или там тюрков не поддерживаю. Ты говоришь реальные вещи, которые 400 лет они правили Ближним Востоком. Вот эти стычки, как сегодня, да, Израиль правит, да, 48 года. Христиане или иудеи, ассирийцы или друзья. Арабы, подожди, арабский не халифат. перебивай, Хабвал. Вот такие стычки. Османская империя уничтожала какой-нибудь этнос, когда они правили эти территории. Ты знаешь о каком-то истории, что они уничтожили 70 тысяч, 100 тысяч людей, христиан или иудеев? Такой, знаешь, Османская империя приняла очень много евреев из Испании, сефардов. Ты о чем? Там, турки там убивали, типа такое говоришь. Такого не было. Я не Все говорю, что религии там... комфортно жили там, когда турки Подожди, правили. если комфортно там живут... Хай Гитлер. Он специально делает, чтобы эфир загубить. Осуждаем. Это провокатор, который зашел сюда, и мы его вышвырнули. То есть, чтобы нам эфир не заглушили здесь. Гнида русская пошла вон отсюда со своим Путиным, со своим Адольфом Алойзовичем. Вот у вас как раз... Правильно, Украина, да, самая у вас одна, короче, фашистская тема. Ты, Ибрахим, ты думаешь, что Россия это фашизм? Израиль? Конечно. Да? Россия вообще 100%. надо истребить Россию. Россия это фашизм. Конечно. Вот эта исламская идеология истинная, да, Ахлю сунна валь джама, то есть салафизм, ваххабизм, это тоже фашизм. Потому что там конфессиональный фашизм. Все остальные конфессии, они нельзя, чтобы существовали, они все кафиры, они все, короче, неверные, то есть Богом ненавистные, с ними нужно враждовать. Там еще этнический есть сейчас фашизм. Так, Александр, ты позадавал вопросы, давай тебе зададим вопрос по поводу Израиля. Ты знаешь, сколько арабов в процентном соотношении живет в Израиле на тех же правах, что евреи?
Я Давай, это скажи знаю. Я это, Давай скажи. Мусульмане. Ну, я знаю, да, конечно, арабы Сколько, живут. скажи процент, сколько Ну, процентов? примерно 2 миллиона. Примерно 2 миллиона. 25% населения арабы, мусульмане, которые молятся, те же в таком же статусе, как евреи, не хуже, не лучше. Те же самые, например, вот что права получают евреи, они те же самые права получают. Тебя это не наводит ни на какие мысли странные? Везде такое отношение, да, чтобы показать, что они демократичные, да, это просто... Что просто? Это просто, понимаешь, это для вот мира, да, они что у нас живут. Это оккупированные дети арабов. Это реальность. 25%. Там Подожди, живут они и черкесы, как и арабы, и евреи все. небогатые, они низкосортным работают, да. И всегда ашкеназские евреи, даже мизрахим, арабским евреям или там сефардам, да, плохо относятся. Не только этим ты вообще арабам. что знаешь? Христианам Смотри, тоже Александр. плохо. Ашкенази как будто боги. Неправильная понимаешь? информация. Почему Ошибаешься. тогда все Почему? премьер-министры Израиля Я ашкенази? это Еще. Хуба, подожди, отвечаю. я забыл этот вопрос задать. Вот, Ибрахим вспомнил. Ибрахим, ты считаешь Путина или там Российская Федерация нацистским, фашистским режимом, да? 100%. Давай, если премьер-министр или президент страны выходит, говорит, премьер-министр Израиля говорит, мы боремся амалеками, и Йоав Галант говорит, мы боремся обезьяноподобными людьми. Бен-Гвир выходит, говорит, для нас вы гои, и мы уничтожим всех, кто сопротивляется нашим оккупациям. Вот так смотришь, говорит. Все министры... Подожди, ты не видишь нацизма здесь? Ты не видишь нацизма здесь, в Я Израиле? вот здесь с евреями общался, они объясняют, что Гой для них это народ. Я не И про ничего Гоев. ничего там непонятно. Я Ибрахим, просто ты не сам понял. интересовался, дай мне ответ. Амалек, что такое? Я Амалек, знаешь, что такое? интересовался этой темой. Я тоже этих людей называю обезьянами, которые 7 октября заскакивают подряд женщин, детей. У меня есть эти видео. Их здесь Ибрахим, я публиковать не этот сразу. вопрос задал. Если их будут здесь публиковать, сразу будут здесь блокировать. То есть я видел, как бабушек, дедушек, женщин, изнасилованных женщин, которые кровью из этих там, непристойных мест истекают. То есть по суре 4, 24 аяту, как и предписано, изнасилование замужних и незамужних подряд. Там и мужиков Это насиловали. эта идеология позволяет. Для меня эти люди, Амалек, Хрен Малек, я не знаю, для меня это обезьяны. Я задал другой вопрос, и вообще по другой вопрос. Ты сам отвечаешь. Я задал вопрос про Амалек. Это взятый из Ты про Торы, Амалека да? и не знаешь, о чем ты вообще Подожди, спрашиваешь. я изучал. Амалека как народа нету. Под каким термином Амалека имеют в виду? Подожди, Кто-то тоже вот вы, уточняет. как вы, мужики, честно, да, с вами невозможно честно разговаривать, да? Биби Нетаньяху выходит, говорит, поступайте с ними как амалекитянами, да? Что такое Амалек, что за стихи Торы? Потому что Я дух это изучал. Амалека есть. Потому что у них дух Амалека есть. И Йоав Галант говорит, мы сейчас говорим вообще ни о чем. Понимаешь? Я говорю Потому что тебе, мы не Амалек знаем, это термин из Торы, их книги. Мы не знаем, что сейчас. Пример... Мы не знаем, Подожди, что сейчас в Ибрахим, Торе. будь честным. Я тебя выключу. Мы не знаем, что сейчас в Торе написано, что за Амалек. Мы не знаем. Я чуть-чуть изучал. У нас нету фактов, что какие-то люди высказывали потом про этот Амалек. У нас получается, сейчас мы говорим ни о чем вообще. Нам по фактам. Нам интересно Ты по Путина фактам, называешь по нацистом. действиям. Я объясняю тебя, Биби Я Нетаньяху тоже Путина называю нацист. фашистом. Путин фашист. Почему? Потому что Путин нападает на страны, напал на Сирию. Мусульман, знаешь, в Сирии были? Ты знаешь, что этот пидор бомбил? Ты знаешь, что этот пидор там Ибрахим, у гражданских тебя людей? честно.
почти миллион, ну там порядке был. больше 500 000. Видишь, ты сразу говнюк, ты гнида, блядь. Подожди. Ты сразу перебивать начинаешь. Рахим, Ты знаешь, что в Сирии бомбили именно гражданских русских? Ты знаешь это? Подожди. Тебе У тебя вообще логика все в срать на порядке? мусульман. У тебя не мусульмане Я на первом месте, понимаешь? Ты вообще не мусульман, ни хрен. Я здесь... Ты обычно Слушай. со своими интересами какой-то русский хрен ты здесь сидишь и все. Подожди, ты про Амалек что-нибудь ни знаешь? мусульман у тебя, ничего тебе не интересно. Иди отсюда, не перебивай. О, ну Так, наконец-то говори. этого чмошника выгнали. Говори. Да пошел он нахрен. Здесь говорит, потом перебивает. Я тоже, правильно. он должен оставить высказаться, альтернативную позицию тоже. Почти 1 миллион мусульман гражданских. Я здесь вот в Вене живу, да, в Австрии. Мы и с украинцами на митингах были, и в Белоруссии, когда вот эти волнения начались против вот этого диктаторского режима, и с ними были, и с сирийцами я здесь на многих митингах был. У меня в голове еще запечатлены все эти фотографии, которые они там раскладывали, убиенных вот этих детей, там, вообще младенческого возраста, которых русские самолеты бомбили. Этот сюда заходит мне, фашисты, Нетаньяху. Иди вон, посмотри. 1 миллион, короче, человек загасили твои русские в Сирии. Ибрахим, я ему прочитал вот полную сводку, например, что, от чего начиналось и чем это закончилось, к примеру. Этим людям, я им даже сказал ему, что 25% населения, кто, например, какие у них права. И мы им объяснили, почему, например, это происходит сейчас там. Это вообще неадекватный человек, который не умеет воспринимать информацию, которая есть, доступна она в интернете, в Википедии, в Гугле. Им ничего не объяснишь, у них это в крови. Они все вот сидят, вот он таджик, там кто или еще кто-то. Вот этот Лек даже, который здесь сидит, Лек, ты слышишь, да? Вы все сидите, подстрекаете этих людей. То есть вы сами, ты не хочешь, чтобы твои дети какие-то теракты делать в Россию, ты не хочешь джихады делать, да, там, чтобы слово Аллаха устанавливать и так далее. Чтобы вы понимаете, что вас потом мочить будут в ответку. То есть вы все сидите, вам можно и под кафирами жить, и под кафирской Россией, и под президентом кафирским жить. А вот этих людей вы все подстрекаете. Вы сами даже не понимаете, вот какой дебилизм вы делаете, да? Вот этих людей просто 22 государства арабских им подарили кафиры. Вот ушли оттуда англичане, французы, там, голландцы, итальянцы, которые империей страдали в свое время. Просто так назад им подарили это все. А вот эти вот все зациклились на одной вот этой еврейской, вот такой малюсенькой территории. То есть им, видите ли, как бы, ну, обидно, что у евреев свое государство там создается. Вы просто Это там зависть. да, свой мозг просто задействовать и не можете даже подумать, что вы просто жертвы пропаганды, да, которые сидите там, топите непонятно за что, и еще этих людей подстрекаете. Вот этих детей, которых там рожают потом, и потом учат их с детства. Даже задачи у них, да, там одного еврея гасанул, плюс 1 там равно 2. Еще я хотел добавить, да, то, что они вообще никакого сострадания. У них вся история, например, у этих евреев очень страшная, например. Почему они не имеют права, как ты говоришь, на свою историческую, например, землю? Там 22 страны вокруг. В чем проблема принять эту информацию? Никаких нету, вот читаешь несправедливых вещей, я не вижу там. Так, что там несправедливо давай есть? уже чуть-чуть тему. Это ААХ. Да. Ну-ка, давай, ты теперь говори. Слава Украине или не слава? Ну да, конечно, слава Украине. Я же с Украины, как я могу сказать, не слава Украине. Ты сейчас там или здесь, в Европе где-то? В Украине, конечно же. В Киев, я слышал, вчера, по-моему, массово там долбили. Есть какая-то информация?
Нет, я с Херсона вообще. Окей. И как у вас там ситуация? Ну, Херсон, вы что, не знаете, что там происходит? Давай-ка объясни. Ну, как объяснить? Ну, там практически уже ничего не осталось в Херсоне. А откуда у тебя интернет тогда там? Ну, обычно, потому что там уже... Я уже там не живу. Окей, поэтому я спрашиваю. Ты в Европе, наверное, живешь? Нет, я в Украине живу. Ну, чисто переместилась, да, по стране? Ну да, чуть-чуть, да, переместилась. А почему у вас флаг Украины стоит? Вот потому что я всецело поддерживаю украинский народ в их Ну, борьбе какой вы за свой молодец, самобыт. да, Украину надо поддерживать, конечно. Вы знаете, как там вообще сейчас жестко? Я знаю, что там жестко, потому что я знаю русских. Да. И на что они способны. Ну да. Ну, почему никто ничего не говорит за Украину? Я скажу слава Украине. Ой, спасибо большое, героям слава. Да буде перемога. Героям слава. Так, как этот гимн пели? Ну, там, ну, я не буду петь, потому что это, ну, нельзя так. Сейчас вот этот зашел к Россия. нам гость. Гость зашел, сейчас он споет. Давай, эх, Борис. Хорошо, хорошо. Потому что... Потому что Джохар Дудаев сказал, схлестнется Украина с Россией. Что? Понимаешь? Да. Это при чем тут сейчас? Да, в свое время... Причем Джохар Дудаев вообще тут, если он Путин даже, начал войну? он просто до генерала поднялся. Джохар Дудаев предсказывал, вот, ну, не как Ванга, не как Ванга, а как человек, который служил в свое время в советской армии и знал, на что способны вот эти, и что у них в планах там. Поэтому украинскую войну, вот то, что Украину чеченцы отсрочили. То есть весь удар сначала был на нас с 1994 года по 2007-2008 год. Как бы весь удар был на нас. Потом, когда через нас уже прошлись, на Грузию напали. Потом пошли в Украине, около 1 миллиона гражданских забомбили. Потом перекинулись уже в Украину в 2014 году и начали там зверствовать. Ну, в Украине сейчас конкретно в рыло получили. Кто, украинцы? Нет, ваши русские. Да что, кто русские мои? Ну, вот так вот. Я с Украины. Я украинка. Да ну. Ну, а чё мои русские тогда? Ну, давай на українській мові. Ну, добре, я можу розмовляти українською мовою. Вільно спілкуватися українською мовою. И тогда почему ты вопросы непонятные задаешь? Я же четко про русских говорю, что они получают в рыло. Русские получают в рыло на Украине. Ну хорошо, я прошу прощения, мне показалось, вы получаете в рыло. Не, я удивляюсь того, что почему... Ну, видишь, ты свободно, видишь, ты себя ведешь. Ну да, я извинилась же, ну. Почему? Да, поэтому спускаешься в свой русский мир. Так, кто у нас здесь? Асват. Старый пердун, извиняюсь. Асват. Куда делся? Вот он.
Что удивительно, почему Россия не возлюбила своего Это брата предстоит, украинца? Ну все, Пердунство давай, тебе тоже предстоит, так что готовься. Чего? Я просто молю Бога, чтобы вот как ты, я дебилом не стал, да? Чтобы Зашьешь дырку, и ты не будешь петь. на старости лет, чтобы я не об этом. Ты дословно как бы не принимай это, да, там. Тут выяснили, почему пророк... Это у всех, это действие, оно у всех происходит, не Макиру. Я не об этом, я о том, что ты вот хочу просто воздух гонять, только абсолютно вот свои 70% бесполезны, так анвел, давай к делу. ты борчан, так пейт бита, хай так мудрый, хум элла хоккуза, иштар мадила, 70% айвахнасун, анасун еш, босодиневи. Сундел Ишцагосун, Ишцагосун, обычно цюли шитер дуется. Бахринизм, по барабану дольше, деги, камни, кегинахи. Воскресенье кушло лаю базар, юахкиецер. Ибрahim 70% десен имандар, халуш ваца бесполезно. Хайда мелдуала. Сунца диезис, анаосын диезис, босодиневи, анаос иман диеш. Хайда хокку дусунар сайнчал. Иман, да, 73%. С религиозностью. Я себя вообще отношу к религии 71% на данный момент. Не знаю, вот дальше, по мере познавания, да, там, я просто вот где я был, я там остаюсь. И после вот того, как вот эта информация еще больше начала поступать, я еще сильнее закрепился на той позиции, где я раньше вот постоянно был. Я никогда в жизни КГБ считал, полбуй, вот их умеется старый, чтобы дед, короче, вот с этим никогда и сандул так хумает, лило, что это вообще это КГБ просто берехай нари, что даел дать, ищет, короче, ты гайартари, ол шаздается. Никогда в жизни зудри насиловать, боись. Просто хохую я вообще хухилезу, что зудри халюч, короче, насиловать, почти. Ходо царезны, короче, лейш лил, бари, нах, короче, далюч, лабюхш, нагат самостхал лил, да и хамостхал доч, вол, адам дует, сунц мостхал му лил, да, вообще это даел, Ички лилин дючуват, аудючу духич малат. Между войнами. Ичкери адек дуичвацу 71%, поэтому я 71%, потому что вот это все грязь, вот эту Санту-Барбару, да, вот эту Санту-Барбару, вот и как раз Аскобулта я шел 29%, и полностью из этих 29% состоят шухо. Вот именно противоположность. Вот из иудаизма, мы просто откинь его и все. И полностью, и хаук, и кобул деш, и шлиелш. Вот, 70% яусо, и 20%. Хуне нохчи хумаца диез баркада, ненависть умелду нохчи хумаца. Не, 100% хулубет я. Хума хват ба, 100%. Аз юхкон, любой процент, а юхкон. Один дохмол, олесон. Ну, 500 тысяч евро, ох, что, наверное, Юрию дахеш, дикцахиет соне, говорится, камел деш, ну, асиш никогда, тамак досейнешься, сей лох, шунциш, камел да. Просто хота, что, лертя, эллака, хочу отказать. Цундел, хун, сей комах, хиетах сон, абсолютно. Может, хилам хил мекон, но цахаш. Издевается, да, значит, у нас все хорошо. Сам дорог, мечта, 40 газ, мечта, масун, нигде.
ругать Twitch. Shadow, дикон что вообще? Тут пишут, что нерд, короче, с Джамбулатом что-то там эфир проводил. Какой-то нерд. Наш твори, уверен. Я пролистал их. Нерд, это кто? Нерд. У меня вопрос к Леону. Он получил ответ на свой вопрос. Вот как мы его знали? Нерд с Джамбулатом. Нерд это какой-то русский гебнюк или кто? Не, это и чё. Так что это вопрос слушаться хули. Ну, хол компания олца, что движение нерд. Джамбулатов больше не устанавливают слово Аллаха или уже они полностью перешли на ЛДПР, на однополые браки? Уже однополые браки они, да? Для них же демократия, они то и делают, что демократию полностью. Представь, как вот насколько Дэл Мелджо Ашвитмена. Всю дорогу они ходили, короче, всем втюхивали, даже Закаев там сел и говорит сторонников демократии, чтобы, скажем так, негативно, грубо говоря, зачморить, да, там, и вообще демократию, чтобы покритиковать, вот это там, засмеять, да. Сели и говорят, что нам тут предлагают с одной стороны однополые браки, а с другой стороны отрубание конечностей туда-сюда. У нас золотая середина. Вопрос да, такой. И представь, да, все ходили, говорили, что демократия это однополые, что это голубые. И типа потом все как в один голос начали говорить, мы демократы, демократия это мусульманская, аллахская. Представь, Дайл мое ашитин, от опустить, да? Ну, Брахим, у меня вопрос вообще сам по себе Закаев, ну вот это его персона в Европе, например, среди чеченцев, которые в Европе, как она вообще воспринимается? В процентном соотношении. Что, как воспринимаете? Ну, Закаев, как он воспринимается народом в Европе чеченским, например, скорее негативно, положительно или средне, или вообще он не интересен? Я с ним как бы имел отношения, да, то есть я с 14 где-то по 19, 20, по 19, по-моему, как бы являлся его представителем, ну, вот это Чеченская республика Ичкерия, как бы правительство изгнаний, я представлял вот это дело в Австрии, да, там какое-то время. Потом там в департаменте, короче, вот это. То есть изначально я на него повелся, потому что он вот такие какие-то про государство, там, про права, про демократию, вот такие вещи там говорил. И плюс вот этот депутат, наш депутат парламента, который здесь, с которым я там дружил, Хусейн Исханов, он как бы, ну, через него я вот так познакомился с Закаевым, и через него я видел того тоже, то есть, зная, что Хусейн такой же именно человек, который именно государственник, именно там вот этот исламист, да, там против вот этого исламизма постоянно боролся. Я вот так вот воспринимал этого Закаева тоже, потому что они тоже везде всякие интервью давали, короче, вот эту тему толкали. А потом аккуратно, вот в преддверии вот этой русско-украинской войны, они четко маски скинули, короче, всю вот эту религиозную тему раскрыли свою, и уже полный рост начали в этом русле двигаться. В тот момент ты потерял эти 20%, да? В
тот момент я 20% не потерял, я просто остался на тех позициях, где я был, потому что я исламские государства, халифаты, шариаты нахрен нужны закаевы какие-то, которые в Европе у Христа за пазухой сидят. Если я какие-то джихады или исламские государства меня интересовали, я бы в Сирию куда-то туда бы направился бы давным-давно. Зачем мне какие-то прокладки, которые здесь про Чеченскую республику Ичкерия говорят, про политику, прячась за этим, да, там, используя вот эту трагедию там, чеченского народа, на этом паразитируя, как бы за этим прячась, там, такие делая, именно толкают за кулисье вот эту свою тему. Зачем мне эти какие-то половинчатые нужны, если бы я за это топил бы, я бы напрямую топил бы. Поэтому вот получилось так, что... А вот когда я в его, скажем так, команде был, да, я вот его популяризировал здесь. И получается так, что когда здесь с людьми всякими, которые там даже конфликтные ситуации вот такие создавали, да, потому что все его там чморили, и приходилось его оправдывать потом. А сейчас вот эти люди, они все наоборот там объединились, короче, именно на этом исламском деле. Вот, ну, никак они не хотят стать холопами, да, вот, чисто как в России. Он там своего какие Алема дебил. Только волка не корми в лес. Какие холопы, какие дебилы? Ты что такое вообще холопы, дебилы? Ты вообще кто такой воин? Нет, ты говоришь, они опять там вернулись на свое старое, ты это говоришь. А как же? Они же отдельный народ, да, даже не русские, не европейцы. На какое свое вернулись? Куда? Ты говоришь это. Не, я тебе сейчас полчаса объяснял, что если человек топит, хочет установить слово Аллаха, ты зачем здесь вообще сидел в Европе? Почему ты не пошел устанавливать слово Аллах? Я тебе приведу пример. Вот Израиль, чье слово установлено? Слово Яхве установлено там? Нет, а как? А что ты хочешь? Если им можно, другим почему нельзя? В Израиле, даже если слово Яхве израильтяне устанавливают, это их слово, понимаешь? Ну вот тебе... А ты вообще кто? Ты кто такой вообще? Они каждый день совершают теракты против соседей. Они угоняют их... Нет, ты кто такой вообще? Окей, шариат по-ихнему, да? Тот же шариат по-ихнему. Да, например, вот они по-своему свой шариат устанавливают. А ты кто такой? Мы тоже должны. Кто должен тебе? Ты кто такой вообще? Ты араб? Ну, не. Я араб, да, я араб. Араб? Тогда иди в свой Арабистан нахрен. Чего ты чеченцев подстрекаешь? В Палестину, Израиль, ты тоже иди. Я в Израиль не должен. Израиль это евреи, это их тема. Ты чеченец. Ты не чеченец. Если чеченец, у тебя свое должно быть. Что тебя делает чеченцем. А ты все, что чеченское, ты полностью его хочешь показать несостоятельность, хочешь провести параллель с арабским, с их идеологическим и показать несостоятельность чеченского перед арабским, и чтобы чеченцы отказывались от своего чеченского и принимали арабского, и потом еще чеченцам хочешь остаться. Шариата нет, да, я знаю. Не, ты можешь, подожди, ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты мозг можешь включить? Вот про это. Вот смотри, ты приветствие свое, имена свои, вообще религиозные заклинания, вообще самобыт какой-то, да, вот все тебе, вот взрослым, например, привставать у нас есть, да, там. У нас, например, есть традиции, когда соблюдают там невестка, потом зять, там тесть, теща, то есть вот эти все места ты полностью говоришь, пророк вот так делал, например, по сунне, если ты делаешь, что
пророк перед своим тестем с голым этим лежал, одним местом. Не лежал. Пророк никогда голым нигде не лежал. Вранье не надо. Иди вон, почитай хадисы, я тебе 100 раз здесь зачитывал. Просто там знаешь, как такие, как ты, вы вот, ты одно не понимаешь, ты вот это в пользу чужой идеологии своим самобытом жертвуешь, то есть это неправильно, вот это чеченское, оно неправильно, нужно, как пророк делал. То есть, как сегодня арабы все делают. Вся Европа под чужим идеологией. Вся Европа. Скоро Бача-Бази тут будет. Европа? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Ты хоть понял? Когда ты свое все ставишь под сомнение, делаешь его несостоятельным, а чужую притаскиваешь идеологию, говоришь, что это совершенно, и что все святое там находится, и даже святой камень там находится, святое, даже когда хоронишь, ты туда поворачиваешь человека, там святое все, то твое автоматически все вообще никакое не святое становится. И после этого ты еще чеченцем хочешь остаться. Ну, мне повезло родиться чеченцем, никуда не денусь. Вот этого. Нет, ты родиться можешь чеченцем, но ты же отказываешься потом в пользу чужого всего, понимаешь? Да, чужого. Конечно, откажусь. Не осознаешь. Вот смотри, 500 миллионов арабов, да, которые в этом мире, они все полностью отказались. Вот раньше там разные были народы, там марокканцы какие-то тунисцы, там какие-то йеменцы, какие-то еще египтяне. Они потихоньку в пользу вот этого истинного, так, как называется, да, истинное они приняли от своих всех культурных, каких-то языковых, там, всяких религиозных. Вот немцы, поляки, французы тоже отказались. Хэшуй, ты слышишь? Представь, от всего этого отказались, в итоге от языка отказались. И они теперь 500 миллионов. Ты хочешь вот этот чеченский народ, да, который 1 миллион, ты ему тоже говоришь, вот это вот нельзя, вот так нельзя, вот так вот надо, как эти 500 миллионов. И ты делаешь все, чтобы этот миллион уподобился этому 500 миллионов, и хочешь еще чеченцем, чтобы остаться, да, как-то, чтобы чеченцем. Нет, мы приняли ислам, потому что он во многом был схож с нашими традициями и законами. Так что тут особо чуждого нету. Как нету? Если тебе вставать нельзя при старших. В исламе нельзя. В исламе нельзя. Это ты установил или кто? Нет, это говорит твой ислам. Если бы твой это пророк. было бы в исламе, ты бы Это твой пророк говорит. ислам не критиковал такие вещи. То, что этого нет в исламе, тебя и бесит. Нет, представь сейчас, полчаса я тебя пытался вот объяснить. Представь, абсолютно, тебе вообще никуда не залетел, это вообще ты не понял. Могут удоваивать, что один хитита, что культура. А мы вок сказочник, а он дует себя. Еще раз, ты не понимаешь, просто видишь, из дуэха. Грузия, она один Грузия, она يحرنا لا تقول المو. Гюрджи шай полностью самобыт, тек шакиек, у них вот это, их вот эта движуха, она им не нападает на их вот это самобыт. Изам, в принципе, нохче полностью целятся. Никогда в жизни я это заявляю полностью, официально, скажем так, да, официально от себя уверенно, 100% заявляю, что чеченцы никогда никакую религию
в полной мере никогда не принимали. И я надеюсь, что никогда не примут, потому что им придется тогда отказаться от своего самобыта. Не христианство. Вот батмийцы полностью христианство приняли, они ушли он туда потом, в Грузию, полностью со своим христианством. Еще кто-то что-то принимал, там уходили. Чеченцы никогда полностью это все не принимали. То есть они ниже своего самобыта, то есть превыше всего ставили свои традиции, свои устои, свой самобыт. Вот даже сейчас, когда мы здесь общаемся, когда у нас стоит вопрос о двоюродных браках, там, о браке там, с бывшей женой брата, например, погибшего брата, да, там, со своей невестой. То есть вот это вот мы ставим выше, чем аллахское и пророкское. По сей день, запомни. Ибрахим, я могу ему прочитать про то, что вставать. Я уже нашел это для него специально, хадисы. Я хадисы не принимаю. Никакие. От сподвижника принимаешь? Сподвижник Анас ибн Малик рассказывал, не было для них человека более любимого, чем посланник Аллаха. Но когда они видели его, они не вставали, так как знали, что он не любит это. Пророк запрещал сподвижников вставать перед собой и из величайшей скромности, чтобы не уподобляться правителям тирана того времени. Другой момент. Пророк Мухаммед сказал, тот, кому доставляет радость, чтобы люди вставали перед ним, пусть займет свое место в огне. Неважно. Вот ты не мусульманин, от тебя ни один хадис не принимается. Сейчас тебе он зачитал достоверно. Не важно, что он зачитал. Если тот же хадис... это достоверно. Ищ труболет, мое. Если этот хадис мне приведет имам в мечети, я его приму. Но от него я этого не приму. Он так долго, ты помнишь, вот смотри, ты же все-таки вот такого возраста. Ты помнишь, когда и вирчли, лоши, война, и вахабизм, хаеч, да, сабахкична, ты целого церковь, сашиечун ты алеч, даях, цауне, что эллы, цавахабисто, эллы. Да, короче, твой даишь лилина, ищ дубош. Ты помнишь это? Ты вот это состояние помнишь, да, когда ты не мог донести, доказать вот этому какому-то старику, который, короче, придерживался какого-то своего, а ты ему явно, короче, пытаешься там, хадис что-то привести, он все равно на этом, как бы на своем стоит. Он так долго повторять, да, что и он. Мне пусть мусульманин приведет. Мне пусть мусульманин. Только они стояли на своем, на чеченском, а ты наоборот взял вот это вот буддизм, да, и тут тебе явно аяты, когда показывают, ты все равно стоишь и буксуешь. Я обосновал, что он врет. Я обосновал, что ты врешь, и все. То, что ты сказал, что традиции совпадают с исламом. Я доказал обратно, что ты за слова не отвечаешь. Тебе, как инородцу, нечего меня учить, понимаешь? Я, как принимал мой народ ислам, я знаю. Поэтому ты просто проходишь мимо этой темы, хорошо? Как твой народ принимал ислам? Какой ислам? Твой народ я не знаю, Ибрагим. Твой народ, наверное... Ты про Сюили говоришь? Ты про Сюили? Ну, Дудаев тоже оказался, Сюили оказался. Он из Дербента еврей, конечно. Остопила. Труболет. Ахсан нохче шиецин Мадикту и ДНК. Просто если бы этого ДНК тестов, вот этого сейчас не было, насколько бы вы этого ДНК тест, вот этого Джохара сейчас, кем вы только там не представляете. Это не я, это люди. Он какой-то, да, тогда вы о нем говорили, что он вообще кефир, короче, там 3 молитвы сказал делать, короче, дуа не умеет делать, короче, еще что-то. Да, там где-то до 10 посчитает, а потом говорит, короче. Вот так вот разные приколы, типа у него там жена христианка, там он сам вообще мусульманин, туда. Вот так вот вы его троллили. Представь, сейчас вы его обратно троллите конкретно. А представь, если вот этого ДНК реально вот этого не было бы, его сын не сдал бы ДНК, вы бы полностью его бы и
кем угодно называли бы и кому угодно приписывали бы. Но благо, вот это ДНК есть, и его сын давно сдал тест. Ты труболет не знаешь об этом? А там у всех и Шамиля сын сдал тест, и Гилаева сын сдал тест, и всех каких-то известных личностей, близкие, все там тесты. И четко там расклад лежит, кто там кому относится, да, чеченец он или не чеченец. А вот ты труболет, если ты тест сдашь, то ты где-то в Дербенте будешь. Ага. Буду, да. Да, Чечня доходила до Дербента когда-то, да, раньше, 1000 лет назад. Хажа хайнох чуко за дахуяч бешбуй хосан наше шух предательш ал керст мата ишт определение шу кето так хосан дал хулуйтул хосан нохчу хулуйтул дел не в этом но шуихина хайна хай хун ахчло بقى أخش تعدون كيسن أخش تعدون ها حيواخل حيبالغ بالول كول عموات بيتل بوش حدا يحكي ناخدو شو تندير حون محمد بامر إسلام وحرب وابن كتاهم تخيط عدنا نشوع هاي نحكي زع داخيات حكيتيو مش أحدو حدوينال حيح غلق مش أحدو حقوش داكا حقوش داكا هين حو عديسنا عديسني وأحجوش داكا منين سعادتنا حو عديسني عديسش دون لا سدسني عن سودالش لروير واسر سعادسن ده كبير وانا مش نجا كبير ده عوان جيز ونا هاي بقى حايس عشان مو بقي ها بقبو جابلك بوش هو واخي أعيد لك خلين ما يعيد مثلا ديله شنو أوكر ده زو بقبو جابلك بوش عوجن علش حاجة تحكوش تخده خده خير وصو يا اسكي خلاص وصو ده جورجي سن دين وعاتيس بوصو دين خير واتش خلاص بوصو ده جو свободный Саша خلاص Гюрж дин де Гюрж дин де моя цан християнство це пачо дин де яц доне це пачо це öde зроне Грузинский царь ошхазе он чеченский царь он цан хаздац а грузинский царь есть иудейский царь есть вот цари принимали эту хрен он сюлетан хумма эт по-русски по-русски там дагестана هم ياتي вообще цанна метод والله цан Гюржи там дол дуньяну признает государством. А вообще цанна метод والله хай балбалай бош бич et noch çıkam yaşay suyla ço ta hum liyalda ya ta günayat şu Я вот ночишка иди тацадит ночикам душ я тестел хал короче там вот саде что кудунен чё короче чудо гейтен да тишт вот айскаши кокелар хал дел дол что и балбалай хум нашитина да юне то айскаши келдуэлна балбалай а гюржи таган христиан швуй хунадна гуй ба гюржи таган шия махка шия государственный муаттабун شيء فلاج يون شيء валюта يون массу мета ходуне чё посольство консульство международный реестр чё шайл система чё бун то есть хауи вот сюли хау нихрена вот аш ночи бахан нормально короче тасбел да шаул мохка паргат бяхан нормально табахца битеш вот ихом مش دابا اجبر نوچي برات بل حقيقة تروات اسم جو باقي كيسنا ابو نوخش مش دابا اجبر نوخشي برات بل حانخ برات بل اجبر حقيقة تروات لاي وات استقيت عودهم просто Он просто барин сменить твердо, цукшу лайши, вообще. Российский барин, да, американский барин, валоч, вот держу. Русский барин, ну и хантир да вехкен,
تيجا قريشيتسكي بارين حوالو غيش حقيت قريشيتسكي ولا ودقو شيم امريكانسكي ولا روسيسكي قيدا اش تندل حون بليت يوتسق تيك دعما تسويدو امريكانسكي ولشك حوندو لا اش حبال بقوز عربي امريكانسكي ولشك حوندو انا في انا اش باكن ديال تخونه اش باكن حون باكنا حون غاسق الشاش بول لاتي دا حون بللت حون تبيتنا اشت حون بانا نوخشي قومن بيت بلا ازدات شيش نشا اوش دوينس نوخشي قومن حسن التوبالوتي شون بانا شو سنة التوبالوتي احاول تيجا تيوج حينش بولشيك تيوج التوبالوتي غيران امريكا حيددات غاسق الاشي هنا كرست بوش كرست بلات اخرسي هون سوغانا иди Воронеж, Волгоград, в Рязань, ну-ка туда поедь, ты чё к этим западным прибежал? حواتي بالله. Не, хажал тебе кафиры же все одни, почему ты тогда к западным кафирам прибежал? هو حان الحرم بوصلنا غدوين وصل بدين ديت بالله. حان الحرم هو يوتا بوصل ديناتا حان الحرم تاهم شو قيات شو شانكس ناس دلجع وقتو ام بوشو اول ناس كيس ناس شو تك ديلا اسي جيول لي لو بيجعوا كيس ناس شو تك هو عدو دغو اسي جوج اون تعمو كيس ناس ديلي واولين واعتدل شعار هو تعدو حدو يا قيات اشتا абсолютно لا تندل трубалет абсолютно табол бахкана буй цера нормально развивается дальше شو سويله اشتاتامشن полностью شيء وتسويله هم انت ذكليني تدين تندل اشت аш دوخشو просто аш трун тракегич наверное инсана шлиилш могу тракегич на подстекать вещи اشتا يوختان شين зулам прилети اشتات Узбекистанши Хусан Болчер Мадина Исуилова Бусов Вежджабуи Тига Бусов исламские государства Хильези там на один езде больше Тиг подстрекает бина аштат и что сам бы первый бауды Христос и памперс чучу был. Низгоен иштяун противоречиво ухо он массу метах керсна абу он вокруг. Но почему-то ты бежишь именно к определенным керснам. Не ко всем, вот, бусуднанам, это цаводо, а вот определенные керснам. Бусудна баца маха нех дахрёшбеш. Именно. Сабурне хау западный керснам был, чун хавет дешт, обосновать, долур дешт. Царса маха нефть грабит дешт через Россию. Невнятно, что объяснить цадалогик. Так вот, почему ты прибежал... 200 тысяч немцев убузу бендеец, христианство адитен. Вот царь годик хавин ухсо, что года и что хида что местный кафир шара. Бусул немцев сидя квартире, сидя медицина. А хода ты вахч медицина, хеек. Американцы муалер, но мы должны помочь. Бусудная организация кефирский ватсахуется. Нет, я миротворческий миссии юхсаука иште. Проблема в Юхевна, понятно просто, что объяснить далуш. Ты же понимаешь, что Ахдуич несостоятельный, лицемерный. Американцы для защиты меньшинства или чего, что любой пожар. Вот меньшинство авин ухсо. На аудалботе что просто на аудалбон да. Сама говорит я. Habes аудалбон. Дик из России аудалболдел их вош абу что. И так сойдет. Так из России Сундел, маба смил короче вокстеген. Элла ищтамагу что хол вок ищта трубалет, тем более. Вокстеген, более звонила, а он это хай трубалет, хиларца, да, ищта, чу улица общественная, метка, представь.
هنتو هو بايد بير بقى هنتو هو دو يزولان هو بيرن اشتا هو دير вообще اشتا دات هو حقيقة ويتا هو جوزا Поет бишь, вала, поет бибон, он бишь бати. هذا وشا أسرسي إنه هردين جو دوش نار ويس دوش دو قيمة دي الشارع و هين تخن أسرة ها هردنيس لكن على نختي ليخش إكر وقيتيو حسدك وردو سير أحبان شو إيش أبرا دوت باش إيش تبيت جرجي بيت عشاء برش بيت بزو دين دوت عشاء أسخي بيوسا تاير شو ده نبان ما ده حد شو حد حدوش دول بوسو بدين دوي حد شو حد حكير زور حوالا نبان ده بوسو بدين ده يش يات أنا عملت إيش بوسو بخلا buradan işte zor وقت İbrahim Dinçur dole jaarş koç وحكين دولة ну типа دولة ويبقى دول جاش كوش وحكي إيه حباخ وزا جاش كوش وحكي حو جاش كوش سأوحكي جش نرمالنا أدم خلق عم خلق عوالو شوات تقوات بزايتنا جاش شي تزكلنا نشي تنرمالنا ويخلق نرمالنا كموليش уже проходили Нормально, Адам хил, штаволу шуать, нормально, нахчу хил, хазиштав. Не, мы 70 лет были нормальными коммунистами, уже прошли это. ما بقى он пенсия واحدة 70 лет уже обрусеттен, короче, обрусеттен. Зачем? Больше некуда. Больше некуда обрусеть у тебя. Или же тебе нужно под коммунистами обрусеть, русским стать, или тебе нужно арабскую тему, или еще куда-то. Это нормально, но чего man da рада решаться, это обязательно, что да, хаветлуш. зарплаты имел долгом церлах туашсан ويتونو دق مادن توا чуде на бендат حكوات все равно ويدايش зарплаты да وخصان بولش нормально данистин خلاص اشتاتيزيت خدك تمزي كردوي خدوي اشترس وان دي كان اول دير دو اشتهر واخد بيد بالبات واخد بيد بارت حيالله شو ديك خلاوي كازت شادك تانا государство юқай тана наяға навязывать даши тана юқай тааш просто хер хинт вогуч делар чо тунде халх даже ол позиция шуй цуте ю хадах кордат хой унде халх так как традиция сан дел дур Hinter полностью, что чуть-чуть верзин, что куна динакар ишт Аллаху язинду ишт хада этинду кор гатюнс дабах везел уже цути шевок теха хинца цуни несостоятельность дагайтич и даже халхил позиции ше уже цути юхоэл руать полностью короче эртуа дизердух. Постоянно вас Бухари целуют. Сон обычно и хаху улиш худагакала Бухари эльча и кайте тухи Бухари куй кайте Бухарик. Ах зара диннат оч мич кайч вол хака. Цага сон диннат мич кайч ха халица. Худин мило вахаб бистуй ха мило диннат свица диннат си. Мич кайч вол диннат синт. Хар асвад бош вол трубалоч купой. شاب والصحيح قال دول لي تعب يحيى اللي شابك وحقيت ذات يا عطى اللي دويرنا وجايتي قد شابك اللي ارتبلوا شو كان سيسا ما ذات بوزو دين وشي نرمو يا قوسلش كده ديل عم عاوز دوي ديل عم يغر دو اوشو تشاش ذات حطيته في الوقود هلا ما هيدخل لك دو رادات احسن شور تبلوت
Лоха, дуй, хою я вообще, лоха, цалаха, я хо, я осенник, лохи, цалахи. Мэтр душу, на дуй, шифанеш. Шу наоборот, коз, хотя бы цогон тер халеч, да, еще юлшу, заю, короче. Мичар хаве на хайнс юх мехтегиц, на шедек полностью. بعدك ديش حسن وجونك وباتريكات بين شارع وباسترادات دير دو تيجان ويشت ده هم ده صح. Здравствуй, Ибрахим, как твои дела? Приветствую, Машу, нормально. Как у вас? Ничего, видишь. Тут нет, да, мусульман в твоем эфире? Ну, который поднимет. Вот только я мусульманин, 71%. Больше, чем я, тут пока нет никого. Какие-то труболеты там по 0,5% залетают. Никто не хочет. Короче, на языке все львы, как это было? На языке Лев Толстой, на деле какой-то хрен. درقة تحر زام نح هو الدنيا نشو عبوسو بتاق حلقة سنبوغ زام غرو ألدو اشتخزا سنجمشا أولا شديتن بوغش ده اخدونا هوت ادوش دوكا Хажла, сейчас они себя считают победившими, там всякие шакалами, псами, но кажется лишь. Дел дуадел просто шендендек шенхишу инзер. И псами милох башуешь. Я вот как это, я зациклился на Маугли и рыжие псы оли, и жаля что дед лучханкой уарцуал, да, цехалич. А ты довел рыжий на хабит. Рыжий нахца будет, как бы они там в этом мультфильме говорили, псы на нас идут, эльч. Пёрщу, натурально пёрщу. Рыжий, ла айз, ла сун, башхале. Дело не в этом. Псы это, просто натуральные псы. Хубал у нас вышел, походу. Ладно, наверное, эфир уже я закрываю. Отдыхать тоже надо. Ну ладно, давай так. Ай, да глубоко, да. Да лето было, ночью комана. عيق بلش دالا نيس بول قالوا لك دالا نتوال وول مقشوتك دالا مقشل وول شي نوخче полностью. Эллак, ты твой доктор, Леон у нас тоже в отключке. Так, ладно, тогда я закрываюсь. Я тебе просто пару слов хотел сказать. Знаешь, какой у меня аргумент против мусульман самый главный? Ну-ка. Мусульмане верят в том, что все человечество появилось от Адама и Евы. Человечество не могло появиться от двух человек путем инцеста. И также второй аргумент. Если ты, допустим, возьмешь жену, и у тебя от нее будут дети, да, твои дети возьмут группу крови либо от твоей жены, либо от тебя, да. По такой логике, если люди произошли от двух человек, у нас должно быть 2 группы крови, а не 4. Ну, да, короче, согласен. Ну, там тоже как бы научно не все чики-пуки. Со временем там человечество может сделать прорыв. Все равно, не знаю, я в этой теме занимаю такую позицию, что я не знаю, ну, я все не исключаю никаких этих вариантов. Потому что система, скажем так, опять-таки это доказать невозможно, но вот чисто такое предположение или верование, скажем так. Вот эта система, которая за все отвечает, да, там супер мозг, скажем так, или супер, или какое-то общество, да, ну, то есть то, что вне нашего такого понимания, да, за всей этой матрицей, то, что стоит,
Я не исключаю, что можно все что угодно в этой матрице делать. Поэтому, но при всем при этом у нас есть наука, да, которая все-таки, которую мы как-то исследуем, изучаем там и так далее. Короче, вот такая тема. Думаю, что со временем человечество куда-то продвинется, но то, что человечество познает суть вот этой матрицы, я все-таки скептично к этому отношусь, потому что считаю, что не для того этот мир запущен, да, чтобы ты понял, что за ним стоит, тогда весь смысл там пропадет. Ну, это тоже такое предположение, скажем так, вера. Так, друзья, я, короче, завершаю свой эфирский. Всем за подарки, за, короче, эти тапания, за поддержку, за комменты, за все, короче, благодарю, дайресхуй. И всем матершинникам, короче, в кавычках, доброжелателям, ну или без кавычек, недоброжелателям, все ихние, короче, вот эти, все их, там, я не знаю, мат, всякие оскорбления, все, как обычно мы говорим, амин обратно. Все вот это. Пожелания, да? Да, через Путина, передаем Путину и через него уже распределяем всем им назад в обратку. Давайте тогда, друзья, всего хорошего, спокойной ночи, марш, оставайтесь свободны. Jamal a dit tu vas faire Führer. Mein Führer. Mein Snippen. Enregistre le son, tu vas faire Führer. Ah, non, Ah, il est passé. Allez, là, t'inquiète. J'ai plus de temps à perdre, nouveau problème de base. C'est comme chercher, je suis ailleurs. Je suis loin de vous. C'est Orelsan, ça? Ouais. Il est pas Orelsan. C'est un belge ou un français, Orelsan? C'est un français, je crois, non? C'est un français, c'est un normand. Il vient de chez moi, lui. Toi aussi, t'es un normand? Eh ouais. Ah, les Vikings de France. Les Vikings. La Normandie. Tu sais que c'est grâce... T'inquiète. Ouais? C'est qui un type sur TikTok qui s'appelle le M? C'est qui? Tu le connais, toi? Le M? Ouais. Non, je vois pas c'est qui. Un type un peu dans la rue, là, tout il m'a attrapé comme ça, il me dit, ouais, t'es R32. Et je dis, comment ça? Oh là, l'adem. Non, la rue, il m'a dit, je t'ai reconnu à ta voix. Et je dis, subhanallah. Je le connais pas, il me connaît. Oh là, mais je le connais, m'a arrêté. Moi, quelqu'un qui a changé de blase. Je sais pas, oh là, je sais pas. Je connaissais un M, il avait une photo en vert, c'était un liégeois. Non, c'est quelqu'un qui vient de chausser dans Anvers, ça. Je sais pas. Il t'a allumé, Rouina. Je dis, qu'est-ce que t'as maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Il me fait, ouais, j'ai baisé un type, je l'ai dit, nanani, il me sort un nom d'un blase d'ici capitaine, là. Je dis, ouais, quoi? Il me fait, ouais, il me fait, toi aussi, tu m'as manqué de respect. Je vois, il serre ses poings comme ça. Oh là aussi. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, enfant? Qu'est-ce qui t'arrive? Connais pas. Des fous, like des fous. Bon, on m'a dit un truc, Oti. Dis-moi. On m'a dit un truc sur toi, on m'a dit que tu chantais une chanson. Hein? Sur un petit animal poilu. Non, rien. Ah. Une chanson, vous serez tout. Voilà. Vas-y, Francky, vas-y. Ah, il est où, Francky? Tu veux moi? Oui. On va appeler Francky, en vérité. Ouais, frérot.
On est devenu connus avec nos voix maintenant. Les gens, ils nous reconnaissent dans la rue rien avec nos voix. T'as vu, بعد nous, on n'a pas eu Ça, besoin non, d'être non. connus. 2 fois j'ai ça, 2 fois. Ce mois-ci. Le mois passé, Hey, c'était t'as avec le vu, Belge. celui-là que t'as dit, t'as vu dans la rue? Ah gros, je marchais dans la rue, je parlais sur le live avec GTI comme ça. Ouais, il est arrivé, il a dit R32. Ouais, t'as vu, même Hadi, il était là, ouais, t'étais là, toi, non? Ouais, j'étais là. Elle est je sais même pas c'est qui. Mais ta voix, elle est flag, hein. Il me dit coupe le micro. Je dis, il me dit coupe le micro, je dois te parler. Et je dis, vas-y. Après, je vois, il dit n'importe quoi. Mais c'était un mharhar. On s'est dit, ça y est, il va s'embrouiller. Il va se prendre la tête. Il me dit, 3e fois, tu me payes un verre. Il me dit, je t'ai vu 1 fois, 2 fois, maintenant 3e fois, tu me payes un verre. C'est pas si qui Un verre, carrément. C'est ça qui m'a dit. Ce TikTok, ils font les fous. Faut même pas les toucher. Ah là là. Tu vas le toucher, il va porter plainte, tu vas te retrouver à l'Hax. Ils sont tous en Garanti. ballon en fond. Un coup, il dort 3 jours. Il se blingue, il me dit, c'est un hnouche. Je dis, frangin, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, il me dit, c'est un hnouche. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Ah, Hey, wallah, un sketch. قسما بالله, un sketch. هكذا حمق. Un sketch of wallah, un sketch. Je le connais même pas, il est venu chez moi. Wallah. Rien qu'avec ta voix et ton air. Oula, le mois passé, j'étais assis comme ça. Tu vois, c'est qui le Belge, t'inquiète? Ouais, je vois c'est qui. Il vient d'Anderlecht, chez vous. Ah bon, il s'appelait Mokro Mafia, ouais. Ouais, lui. T'aimes ça, les silos. Ah, je suis là, comme ça, je vois, il me regarde. Et je le regarde aussi, mais je le connais pas, tu vois. Après, il vient chez moi, il me dit R32. Je dis, ouais. Il est resté avec moi 1 heure. Mais les drifts, c'est un gentil, lui. Ouais, ça va. Lui, ça va, pas comme celui que j'ai vu là tantôt. moche. Il ressemble pas à ton chat, Adolphe Litière. C'est quoi ce jeu? Adolphe Litière, il a dit. والله خذيت شي فوتو عريف انت. والله c'est pour le حمق ça. Adolphe Whiskas. Ça c'est les trucs que tu trouves chez Bouharien ça. Alhamdulillah, cette villa, alhamdulillah. Ah ouais, nous on est là que pour Qassar, hein. Comme ça les gens ils savent. Mais oui, bien sûr. Anti Benadem. C'est qui ça? Tu connais. Parce que je vois, on m'a envoyé un truc. Benadem, c'est la meilleure TikTok. Le mec t'as sahab là, t'inquiète, ça tantôt la Darbouga. Elle est gentille aussi, les deux ils sont gentils. T'as pas aimé la Darbouga ou quoi? T'as حماق. Ça t'a fait réveiller ton genou. إذا كان Darbouga, المهم. On juge pas. والله يا أخي, le dernier. شو Mais ça va pas. Itachi, t'es garé là, tu as tout d'abord. T'es Nourdine la BA, toi, c'est pas possible. Attends, t'inquiète, je vais péter de rire, gros. Tu vois, si je te raconte une scène que j'ai vue. Je suis assis comme ça. Il y a deux aïlas, des gamines, 20, 24 ans, comme ça. Elles viennent, elles s'assoient à côté de moi, mais à 20 cm, comme ça, à côté de moi. Elles s'assoient comme ça. Elles parlent entre elles. Et une des deux, elle parle avec un bouc, tu vois. Elle parle avec lui, elle lui dit, ouais, tu viens d'où? T'as quel âge? Je vois, ça se voit, elle vient de l'ajouter. Et après, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, monte ta tête. Et lui, il lui a montré sa tête. Et elle, j'ai vu, elle a fait une grimace à sa copine, elle lui a fait, non, il m'intéresse pas. Elle lui a fait avec les mains. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le téléphone à sa copine, elle lui dit, attends, je te présente une copine à moi. Elle a présenté sa copine, et l'autre, elle lui parle et tout, mais l'autre, elle lui a montré sa tête. Elle lui a montré, dis-toi la première. Elle lui a pas montré sa tête, mais elle l'a vu. Ouais. Elle l'a donné à sa copine, mais sa copine, elle a montré sa tête. T'as compris ou pas l'histoire? Elle a fait une passe D, ouais. Ouais, mais elle a pas montré la première. Ouais, parce qu'elle l'intéresse pas, donc elle va pas. Ah, gros, putain. Tu vois, elle est là entre elles, c'est une salle en rôle. Comment elle parle, quoi?
C'est normal, ça. Comment elles font des selfies, elles font C'est des normal. vidéos sur TikTok, ouais, net. Ils coupent le micro et disent putain, qu'est-ce qu'elle est moche. Ouais, gros, j'ai vu, elle a fait une grippe, elle a fait un truc comme ça, putain. T'as vu? Ah, Oten, c'est chacun ses goûts. Ben ouais. Les goûts, les couleurs, ça ne se Mais discute pas. le monde est cruel. Hein. C'est Le comme ça. monde est méchant. Mais non, ça marche pas avec une, ça marchera avec une autre. Bien sûr, on est tous beaux et belles pour quelqu'un. C'est aussi simple que ça. On est tous beaux et belles pour quelqu'un. Ah, et de l'argent, c'est tout. Voilà, voilà, habib, mec, la valeur Mais de même l'argent, avec c'est de l'argent, tminiyat. même avec de l'argent, il y en a, ils n'arrivent pas à débarrer. Ouais, ceux qui n'arrivent pas à te battre, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont pas, Non, je vais dire pourquoi. parce qu'ils sont pas faciles à vivre. Non, parce que tu sais pas comment. Quand ils parlent avec une faire femme, avec elle, ils sont vraiment. arrogants, ils font des idiots. Ah, ils sont bêtes généralement aussi. c'est vrai. Tu sais Il y pas en a, ils comment sont faire bêtes. avec elle. Sincèrement. Ouais, il y en a, ils sont bêtes. Ah, Draré, je vous dirais non, la aïla, tout dépend de la dhla que tu fais avec elle dès le début. Retenez bien ça. Tout dépend de la dhla que tu fais avec elle depuis le début. Si tu fais la dhla de méchant, reste méchant. Non, Si non. tu fais le méchant, après tu fais le gentil, elle va te dire t'es bipolaire, t'es un fou. Une femme, si tu lui plais, c'est elle qui va, Ouais, normalement, c'est elle qui s'intéresser te à colle. toi. Normalement, c'est elle qui te colle le plus. Mais Toi, ouais, tu crois que tu veux la débarre, c'est elle qui t'a débarre bien. mais ouais, ça se voit. Il faut pas coller les gonzesses. Jamais. Mais ah ouais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Règle numéro 1. Il faut pas coller les gonzesses. C'est tout. Voilà. Parce que tant que tu colles une gonzesse, ça marche pas. On est tous passés par là. Voilà. C'est des expériences. T'apprends avec tes erreurs. Ah, des fois, le feeling, il vient tout seul. Je vais t'expliquer, gros, on l'a tous eu. Je vais te dire c'est quoi. Moi, dans la vie, toi aussi, t'inquiète, il y a eu des aïlas qui t'intéressent pas. Tu leur donnes pas l'heure, on est bien d'accord. Ouais. Eh ben, eux, c'est la même chose. Eh ben, je me mets à leur place. Et eux sont Moi, plus méticuleux que nous encore. gros, moi, je me mets à leur place, ça c'est marrant. Tu lui plais pas, ça marche pas, ok. Parce que moi aussi, dans ma vie, il y a eu des meufs qui me plaisent pas, je leur donne pas l'heure, il faut dire ce qu'il y a. Et tu restes poli avec elle. Ouais, mais il y a plus Le d'Aïla problème- qui ont sub des gars que des gars ont sub Ouais, d'Aïla. mais le problème, c'est quoi? C'est quand tu colles une aïla, au début, elle va te faire comprendre. Comment? Avec le silence, numéro 1. Tu veux pas comprendre, elle va te le faire comprendre avec les mots. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, ouais, moi je suis pas là pour te barrer, ou là, je sors avec personne, ou là, je traverse une période difficile, patati patata. Ça, c'est des hadras qui veut dire, Zama, je veux pas de toi, Allah yaoun. Voilà, ça veut dire quoi, tu vois? Parce qu'une aïla qui veut de toi, même si elle est pas prête, Wallah, elle va se mettre avec toi. Parce qu'elle t'aime bien. Elle va t'appeler mon frère. Ouais, elle va si elle t'appelle mon frère, ou là t'es comme la famille, ou là des trucs comme ça. Oublie. Non, mais la plupart des temps, après, ça c'est mon expérience. Si t'as le feeling, ça passe tout seul. Ouais, mais je te dis comment ça se passe. Si les deux, il y a un feeling, c'est bon. Et j'ai pas terminé. Après, on n'est pas tous faits pour être ensemble. Le problème, c'est quoi? Parce que moi aussi, j'ai eu ça. Comment on te fait, tu feras aux gens, ils vont te le faire. Coller les mouillettes. Au début, quand tu colles une aïla qui veut pas, qu'est-ce qui va se passer? Au début, elle va être respectueuse avec toi, elle va te montrer qu'elle veut pas. Et après, elle va te dire non. Et après, elle va te dire je veux pas de toi. Comme ça. À la fin, elle va te manquer de respect. Pourquoi? Parce que tu as insisté. Et moi-même, je l'ai eu. Il y a des maras qui m'ont envoyé des messages et tout ça. Et au début, j'étais gentil avec elle. Je disais, oh là, je suis occupé, nanana. Mais à la fin, je la bloque. Je dis, Qawwad, en vérité, laisse-moi tranquille. Tu vois, ça amène au manque de respect. Ça amène au manque de respect. Moi, j'ai jamais eu ça parce que si, par exemple, la personne ne me plaît pas, j'ouvre pas de porte. Tout dépend d'ouvrir la porte ou pas, tu vois. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je lui réponds. Mais si je vais aller chercher après lui, je lui réponds, ouais, s'il m'envoie un message, je vais répondre. Mais si je vais aller chercher après lui et tout ça. Non, en vérité, c'est simple. Que ça soit un homme ou une femme, si la personne ne te plaît pas, tu lui dis je suis en couple. Et c'est réglé. Ouais. C'est réglé. Ouais. C'est tout. Attends, vous parlez de quoi? De cible des gens? J'ai pas compris. Si par exemple une aïla, elle te colle et elle te plaît pas, tu lui dis, même si toi t'es pas en couple, tu lui dis je suis en couple. C'est tout. Comme ça, elle va pas, comme ça la personne elle va pas continuer. Que ça soit l'homme ou la femme, les deux. Et une nouvelle mode, t'inquiète. Les aïlas, ils aiment désolé, les bien gars. les types mariés. Je suis désolé, la plupart des bras aujourd'hui, elles sont sadiques. C'est la clé.
Elles sont sadiques. Ah ouais, moi je suis là, t'inquiète. Vous m'entendez? Maintenant, t'entendais pas depuis longtemps, toi, صاحبي. Ah, c'est bien, la derbouka tsaïna nour al-madour. Mais le problème avec les bras, ce que vous savez pas vous, je vais vous dire c'est quoi. C'est que eux, elles ont tellement plein de bnedements en contact, elle sait que le type il veut d'elle. Mais elle veut pas de lui. Mais elle le laisse orbiter autour de lui exprès. Pourquoi? Déjà, pour monter son ego. Ben ouais, pour monter son ego déjà. Attention. Yasmine. Mais et le type J'ai dit salam alaikum, mais mets-toi dans le rang. Et le type qu'elle va vouloir, elle, subhanallah, il va pas lui donner l'heure. Wallah que c'est vrai. Vous parlez de Mektoub. Ouais, Mektoub. On parle de mojito. Du cours de morale. Hein. Non, pas de mojito, on parle de mojito. Nous, c'est pas le cours de morale, nous, on dit ce qui se passe dehors. Non, elle, je lui ai dit. Non, c'est pas du mektoub. C'est... Comment on appelle ça encore? Le destin. C'est une généralité d'une chose. Moi, je connais une copine. Makatib. J'étais. C'est qui j'étais? C'est qui? C'est toi? Moi, c'est GTR 34. GTR 34, moi aussi, je connais une copine. Et subhanallah, j'ai rencontré à la mosquée. Et subhanallah, je voulais me marier avec son frère, ما كسبش. Écoute, subhanallah, toi. Eh ouais, ما كتبش. C'est la vie. Non, ما كتبش, شوف ما كتبها. C'est la vie. Subhanallah, je l'avais appelé, j'avais pris son frère. J'ai appelé son frère avec son téléphone. C'est la désactivation. Ce qui t'est destiné viendra. Ça sert à rien de se En va chaussettes de gants, un sale legging, un sale cycliste, et tu marches chaussettes de gants, tu dois gérer tout là. En fait, celle qui est mariée, Yasmine, celle qui est mariée, ou celui qui est marié, c'est déjà dessiné, déjà dans le ciel. L'imktabine, ceux qui sont destinés pour l'un pour l'autre. Elle m'a dit, ma copine, envoie-moi des photos. On va lui les Je mettre. l'envoie et après. T'as déjà envoyé des bizarres photos. Hein. Ah, moi, je comprends plus rien, ce live. C'est mon Karen qui déconne. Mute-moi, t'inquiète, mute-moi. Ah, il y a que toi qui peux te muter. J'attends la réponse, j'allais connaître rien, puis Et moi, je vais vous dire une enrôle. Celui qui tombe ouais, sur t'es quelqu'un. dedans, toi, t'es vraiment en manque. Oh là. Salam tout le monde. Ça va ou quoi? Salam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va ou? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, il y a le match qui va commencer, je vais mettre le match. Mais moi, là, j'ai un conseil à vous dire, les gars, c'est le dernier truc que je vais vous donner. Celui qui tombe sur une bête qui lui respecte, ou là, une femme qui tombe sur un homme qui la respecte, ou là, c'est le meilleur. C'est le meilleur à nos jours. Faut voir ça dure sur le temps. Hein. Parce que fait ça, c'est dur de trouver ça. Elle peut te respecter 2-3 ans, t'as compris. Après, t'es du vice aussi. Ah, je sais, ça. Oh, mais ça, tu peux pas savoir. Comme ça. Ouais, mais ça, tu peux pas savoir. Mais tu peux savoir. Il a dit, comme c'était une chose sûre, entre guillemets. Tu vois comment... c'est vrai, j'avoue. Ah ouais, ça m'a c'est plus. Ouais. Au début, elles sont gentilles, au début. Au début, c'est pas de problème, oui. Il faut savoir. Et c'est vrai, la raison, ça peut durer 2-3 ans maximum. Il faut savoir qu'on appartient tous à Allah. Là, t'as sorti le max, ça, Azizé. On appartient à tous à Allah. Très bien, je t'aime. Il faut jamais s'attacher à l'être humain. Après, c'est toi le méchant. Voilà. Mais le problème Les activations, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Et vous avez coupé GTR, il est en train de parler. Allez. Non, ça fait. Vous êtes sérieux, quoi. Je sais même plus ce que je voulais dire. Mais faut pas parler trop des femmes. GTR 34, t'as donné tellement de conseils. T'es perdu dans tes conseils. Non, moi ça va, moi je m'en sors très très bien. Non, mais oui, mais toi c'est tes conseils à toi. R34 tranquille. Mais tu nous as donné tellement de conseils, collez pas les femmes, faites attention, nanana, qu'on s'est perdu dans les conseils. Comme ça, attends, désactivation, toi-même je vais te dire un truc. T'aimerais bien, toi, un type qui te colle tout le temps. Il te colle tout le temps, il t'appelle tout le temps. Mais ça va, tu fais quoi, nanana, t'aimerais bien? Déjà, je vais te dire un truc. Ouais, yallah, dis-moi, est-ce que t'es un homme comme ça? Couple hors truc.
Pourquoi tu vas coller une personne? L'être humain n'est pas fait pour être collé. J'ai raison. Mais des deux C'est un côtés. comportement d'enfant. Ça. Des deux côtés. Et on Un est comportement d'enfant, ça veut dire Il y en que t'as a un qui sont problème comme ça. émotionnel. Mais à un moment donné, à R34, t'as un certain âge, toi aussi, ou si tu vas vers les filles de 20 ans, 22 ans, il faut pas t'étonner. Quelle fille de 22 ans, moi je colle pas, ça bon. Tu racontes, toi. Jamais, non. Founara, elle doit voir Founara, c'est De quoi oublié. des activations? Founara, pas obligé. Mais une fois j'ai goûté à ça, tu connais. Voilà. Moi je l'ai respecté, ces foulards. Quand ça m'aide bide, quand je les voyais, je mettais ma tête par terre. Mais une fois que j'ai connu une, ça y est, elle m'a changé mon avis envers. Sur quoi l'admi, on t'a trouvé? Quel surcoût là, c'était un mollet, moi. Je suis dans sa tête, votre tadash. Lifestyle. Faute. Waouh. Les activations, ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah, et toi? En fait, nul ne sait ce qu'il aura demain. Nul ne sait sur quelle terre il va mourir. Regarde ça, le type, il avait Mbappé. Le frère Mbappé. Des activations, ça me dit quelque chose. Ils ont dit, il fait des rappels, il s'en rappelle plus. Ouais, ça me dit quelque chose. Ma vie? Ma vie. Ah ouais. Oui, ouais, ça fait Ouais, tu nous as redonné confiance, je me souviens. T'oublies vite, hein, t'as une mémoire courte. Tu donnes confiance aux gens, hein, des activations. Apparemment. T'as une C'est bonne qui énergie. C'est qui ça? Le Haj Mbappé. C'est un frère qui fait des rappels, mais il s'en rappelle plus. شو Mbappé avec la barbe. Vite, hein. Sans la mousse. Donc je disais, R34, nul ne sait ce qu'il aura demain, nul ne sait sur quelle terre il va mourir. En fait, Qui a bloqué? l'être humain, il doit demander, il doit à chaque fois faire une dua, en tout cas pour les hommes. Ils doivent à chaque fois, faire une dua, il doit faire اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La hasana de dunya, c'est quoi? C'est une femme صالحة. La hasana في الدنيا que Rabbi peut te donner, la seule hasana que Rabbi peut te donner في الدنيا, c'est d'avoir une femme pieuse, صالحة. Ça, tu as réussi de La dunya. descendance. Parce que le fait d'avoir, voilà. Par hasard, personne n'est passé. On était tous en retard sur la Hassanat. On n'a pas ainsi. En fait, c'est pour ça qu'il faut à chaque fois. Mais le problème, c'est quoi? Non, on regarde le match. Le problème, c'est quoi? T'inquiète, j'ai pas entendu. J'ai dit le problème, c'est il y a beaucoup d'hommes qui disent moi je veux une femme comme ci, comme ça, mais il n'y a aucune c'est ça qu'il y a. Et c'est la vérité. Non, c'est pourquoi j'ai dit ça, t'inquiète. En fait, moi j'ai dit ça par rapport. Parle comme ça, il n'y en a aucune qui le calcule. Dans le sens qu'il y a plus d'Aïla qui s'y que de types qui ne s'y C'est même pas question de Mais non, mais moi j'ai pas dit que tu dois faire la doua pour la femme. Hein. Regardez, Regarde. Ceux qui ont trop de critères. C'est pas question de trop de critères, t'inquiète. Il n'y a personne qui veut d'eux. Si moi je sais ce que je te dis par expérience. Le problème, les femmes, t'inquiète, je sais ce que je te dis. Et les types qui ferment leur bouche, qui sont normales, qui jugent personne, ceux-là, ils débarquent. Mais c'est même pas question de ça. Les gars, regardez, quand vous allez de bar, on va dire entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, mais quand vous allez pour chercher une aïla, regarde, vous partez directement dans quoi? Je vais la tester. Mais vous êtes qui, vous, pour tester? Non, moi je suis pas comme ça, moi je juge pas. Non. En général, je vais la Aïla sans passer, ils ont un passé composé, comme dit l'autre. Mais qui êtes-vous pour tester qui que ce soit, en fait? Exactement. Dès qu'il va vous mettre sur votre chemin. Changez vos culottes d'abord. Et après, vous osez dire, ah ouais, je suis tombée sur une foulardée, j'ai fait le déha avec elle. Mais vous êtes dans le même bateau que cette fille, en fait. Parce que la déha, vous l'avez fait à deux, elle l'a pas fait toute seule. C'est vrai, c'est vrai. Mais le type, c'est mécanique, elle a fait ses sentimentales. Moi, il ne faut pas me dire mécanique, c'est haram pour les deux. Et si Rabbi est haram pour les deux, Elle a raison des activations. ça veut dire qu'on peut combattre la chose à deux. Pour commettre ce péché, il faut être Tu me deux. dis, la femme, c'est sentimental. C'est normal, t'as vu les bluffeurs qu'on a maintenant?
Déjà, moi, le premier, des Eh ouais, s'il y a des bluffeurs, c'est qu'il y a des victimes. Pour moi, il faut être une bonne personne si tu Il faut veux être avoir une bonne personne, il faut avoir l'esprit sain. Combien j'en connais qui ont tu dois- des et tu bonnes dois personnes, ils sont respecter. tombés sur des bizarres. Ça aussi, c'est pas une censure. Arrêtez, hein. arrêtez de regarder les gens. C'est ce qu'on disait tout à Nombre l'heure. de gens, moi, je vous dis, الطيبون nombre de gens, on en للطيبات connaît tous. والخبيثون hein. للخبيثات. Le type, il a Les 3 bons pour les mariages, bons, 4 les mauvais mariages, pour 5 les mauvais. mariages. Chacun son Il n'y a destin. pas d'autre. Moi, comme je dis, avant de juger la personne, Sorti d'où? jugez-vous d'abord, vous. Même fois deux, Dans le cœur et dans l'âme. même fois deux. Le lion a sali. Barbarie, plus de valeur que de l'or. Oh, Et puis, c'est pas respect à barbarie, des ça, activations parce qu'elle m'a donné une de ses pistes. Oh, jamais je l'oublierai. Le khir qu'elle m'a donné, jamais je l'oublierai. Ah ouais, t'es conseillère, toi, en fait. hein. Qui a donné? Pardon, Attends, à qui je parle? C'est la Barbarie qui parle. Mais c'était barbarie plus de valeur que de l'or. Tu te rappelles de moi ou pas? Ah oui, je me souviens. Et Allah l'Adim, elle m'a donné une de ses pistes sur les deux jeux de mémoire d'Al-Hama ou Sa'aliha, je l'ai jamais oublié. Mais ouais, ça paraît. Ah, tu vois cet endroit où tu m'as donné? Alhamdulillah. Après, c'est que ça t'était destiné, tout simplement, tu sais, c'est pas. Mais toi, comment est-ce que c'est ces endroits, en fait? C'est quoi ça? Masha'Allah, alaikum tous ici. J'ai juste été Attends, il y a un compte là, non? Non, c'est Ils bon. nous mis des photos bizarres, Arifé, Wallah. Je sais pas, depuis là. On va consulter Arifé. Arrêtez, je Bouge vois les- sa galerie de photos dans son téléphone. Ah, t'as des bizarres photos. Ya Allah l'Adim. Ah, c'est un truc de fou, là. Je veux même pas regarder, je veux même pas une course sa galerie. Celui-là, on dirait un anus. Mais tu vois, le Une pièce où il plus doit gros. montrer, où il doit montrer Ah, il dit une que ça, photo c'est idée, ouais. à sa famille ou quoi. Il doit cacher son téléphone d'abord. On dirait, attends, Qu'est-ce qu'il a attends. mis à c'est quoi ça? Ah là, tu Attends. Arrêtez. Salam alaikum, Miss. Ah là, Comment vas-tu, Miss? Ça va ou quoi? Comment ça, Miss Mims? C'est Mims. 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 Allez, je remets ma tête. Ça y est. Ah, est-ce que tu vas repartir poilu? Poilu, hein. grave. Comme un Ouais, tigre, quand même. toi, hein, comme je disais. Elle est fait. Ressemble à un turc, hein. Ah, t'as pas de papier, là, hein. Tu vends du poisson, hein. Ça sent pas frais sur ton corps. Non, hein. Il y a encore les aisselles qui transpirent. Tu brosses pas souvent les dents, hein. Il y en a plus, hein. De toute façon, hein. Elles ont toutes disparu, hein. Tu me chahales, hein. Je m'en bien tranquille, en vérité. Je suis calme aujourd'hui. Les amis, moi, je vous laisse, je vais regarder le match. T'inquiète, bah, c'est nous regarde, pour quand ça marque en bas. hein. الله يحفظكم. Allah t'inquiète, salam. داما. Allez, j'ai petit sir. Résoujek. Tu vas où, t'inquiète? Tu vas où? Pose la même question. L'hdé, toi, un fan. Je vais dans le cul du loup. Tu crois qui va, tu l'hdé, là? يمشي خرا. Ah là, t'es... Bon. La Belgique, elle a failli marquer. Ouais. Purée, il a sorti vraiment la claquette qui sort, le gardien américain. C'est un Français qui commente la Belgique. Eh ouais. On aime bien Tranquille, la là, sahbé, on est là, genre, Tamara, avec des factures. Ouvre la boîte aux lettres, l'ONSS, tout le monde t'envoie des factures ici, pour la Belgique. Même la TVA, elle a augmenté. Alors, d'ailleurs, Attends de voir ce que la France elle a fait encore comme ils perdent. comme taxation. Ça arrive chez vous Wallah, aussi. ils perdent. Ces vieux Belges. Ah, moi, je suis pour personne. Je suis pour le beau foot. Moi, je suis pour le beau jeu. Ah, t'es un escroc, toi, t'es avec tout le monde. Faut se méfier de toi. Ouais. Je les connais, les gens comme toi. Ils ont On mange à tous les râteliers. Les centristes, on a un peu de ça. Oui, mais non, oui, je suis d'accord avec toi, mais non. Ils ont Je suis d'accord avec toi, mais avec lui aussi. T'as dit quoi? Désactivation? Ils ont autorisé les détectives privés maintenant. Ah, ouais, t'as les sections CPS à taper des pointes. Toi, quand tu marches dans la rue, retourne-toi. Ah oui, Retourne-toi quand tu marches dans la rue. Prends une trottinette. Fais le khfif. Je suis pas conseillée. Nous en France. Nous en France, je les gens, vous ai ils font dit, des vous détectives gratuitement. T'as dit quoi, Réfi? J'ai dit, vous, les gens, ils prennent des détectives. C'est pas Nous, les ils le gens, font. c'est CPS. Ah ouais, nous, ils le font. C'est les gens qui le font gratuitement. Allez, fais, c'est quoi cette photo? Une trisomique azère. Bon, on me l'a déjà fait, cette histoire-là. Sérieux? Bon, on m'a déjà shkum une fois à l'honneur. Voilà, elle fait côtier.
Ici, Non, voilà comment je c'est fais les gens que tu l'ONEM. connais, hein. Ils te prennent en Mais photo. avec une truc, hein. Non, non, ils sont en Belgique, hein. Avec, comment on dit ça? Une lettre, comment on dit? Dénonciation. Ouais, Anonyme. dénonciation avec les horaires et tout, où vous pouvez me Ah trouver, ouais. qu'est-ce que je Ah faisais et ouais. tout. Ah ouais, ils me l'ont montré tout. À l'époque, l'ONEM, elle était à Chaussée de Charleroi, c'était il y a longtemps. L'ancienne ONEM. Louise, ouais. Ouais. Ah, tu sais comment ils m'ont fait? Moi, j'arrive. Ah oui, quand j'arrive normalement, c'est le rez-de-chaussée, puis tu montes au premier étage. Quand j'arrive au rez-de-chaussée, je vais chez le gars, je lui dis j'ai rendez-vous. Il me dit ouais, c'est au 3e étage. Je dis c'est bizarre. Il me dit peut-être ouais, c'est un nouveau système, ça va plus vite. Et je monte en haut, 3e étage. Et je vois il y a les portes anti-son là, avec du cuir dessus. Ouais, c'est pour antibactéries. Voilà. Ah, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans le bureau. Ah ouais, non, il y a une sonnette avec les 3 points. Attendez, patientez, je sais pas quoi. Entrez, je rentre. C'est bien, moi je la fais. Merci, Mouche. Je rentre. Ah, je vois devant moi, il y a le directeur de l'ONEM. Il y avait une secrétaire. Il y avait la secrétaire de l'ONEM. Il y avait, comment on appelle ça aussi? Celle qui tape tout à la machine. Un genre de greffière. En tout cas, elle représentait la loi. Je sais pas ce qu'elle faisait là. Il y avait un avocat et un syndicaliste. Je rentre. Ah, je les vois en face de moi. Je dis, c'est pas possible. Je vous ai trompé. Non, asseyez-vous. Écoutez bien. Et là, il me dit. C'était préparé, hein. T'as senti qu'il y avait une préparation déjà. Ouais, quand je vu le regard, je me suis dit, ils vont m'embarquer. Je serais le premier type qui vont m'embarquer à l'ONEM. Ça va ou quoi, des activations? Attends, moi, quand je parle, faut pas parler, hein. Laissez parler les gens, Il y a une histoire à Sahab, écoute, rentre dans le film. Mais ça parle de quoi? Comme ça, je suis dedans, frère. Alors, ils mangent que Malonem, voilà. Écoute, c'est l'histoire. Donc, je rentre dans le bureau, ils sont en face de moi. Asseyez-vous, je m'assieds, je dis, c'est quoi cette histoire? Ils me disent, regarde ce qu'ils me disent. Telle date, ce que vous faisiez. Moi, c'est bien, je regarde dans ma farde. C'est une fausse farde. Je dis, telle date, j'étais au Pizza Hut. Je tourne, telle date. Il me dit, ok. Gaulle. Ah, Waltahar me dit, je pourrais avoir votre farde. Il me prend. Il me dit, cela est une pièce qu'on va rajouter au dossier. Je dis, pardon, quel dossier? Ah, je vois l'avocat, il se lève. Ah, vous avez commis, je sais pas quoi, un travail au noir et tout. C'est la baisse, ça. Oh, putain, écoutez bien comment ils m'ont baisé. Je dis, non, moi, c'est pas possible, je travaille pas et tout. Il me prend juste des photos et il me sort la lettre et il commence à la lire. La lettre, ils ont pas, non, j'ai pu voir la lettre. Pour la Belgique. Mais j'ai pas pu voir de près, entre guillemets. Ah, le type, il mâche que, main sur le habab. T'as remboursé Ouais, j'ai remboursé beaucoup. C'est quelqu'un qui habite... au chômage. Ça, c'est un voisin, ça. C'est quelqu'un qui habite près du local où tu bossais, alors. Non, c'est un voisin, parce que moi, je travaille dans le quartier, pas très loin. Le traître, c'est toujours la personne la plus proche de toi. Mais oui, c'est un voisin. Une personne qui va vous trahir, c'est jamais une personne loin. C'est quelqu'un qui te parle et qui se jalouse en secret. Voilà. De plus que la trahison, elle est rare, elle est plus détaillée, de plus que la personne, elle est rapprochée. C'est vrai. Parce qu'il y avait trop de détails. Voilà. Moi, je connais des gens, ils les ont pris en photo aussi depuis un café. Sauf que j'ai eu aussi. Les gens, ils sont un peu bêtes. À Molenbeek, il y a des gens qui ont oui. leur propre famille. Attends, j'ai oublié, c'est terminé. Attends, il y a la fin. Wallah, il y a une de ces fins. Écoutez bien. Donc, je commence à me justifier, etc. Donc, le type A plus B, il me dit que ouais, c'est vrai. Moi, ce que je dis à la fin, je dis non, vous savez quoi, c'est vrai. Je faisais les recherches, donc je disais comme quoi que ma farde, elle était juste. Sinon, on reconnaît l'usage de faux aussi pour tous les fausses demandes, soi-disant. Écoutez bien. Donc, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Je lui dis, effectivement, moi, je travaillais à mi-temps. Donc, ils m'ont donné l'amende à mi-temps. Ensuite, je sors du bureau. Écoutez bien. Je travaillais pas très loin de cet endroit-là. Je vais au boulot, j'arrive chez le patron et tout. Je dis, ils nous ont niqué, regarde, tac, je viens d'aller et tout. Ils m'ont donné une amende, comme c'est bien, je retrouve une solution et tout. Écoutez bien l'histoire. Je vois la porte, elle s'ouvre. Ok, il y a 5 clients qui rentrent dans le restaurant. Moi, je mets mon tablier, je vais dans la salle. C'est qui les 5? C'est le contrôle de l'honneur. Ah, c'était les 5 qui étaient là-bas. Ah, la tête. Oui, Et quoi, vous avez pas de caméra? Ah, y a rien, RTC, on a pignon sur rue. C'est rien. Ah, écoute, les 5 en face de moi. Il me dit, là, vous travaillez pas. Et je dis, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, wallah, là, je me rappelle. Ah, c'est une sale tête. Wallah, là, je rajoute pas un mot, j'enlève pas une lettre. Non. Ouais. Il fallait lui dire non, je suis venu rendre mon tablier.
Je suis là, téléphone, quoi, j'arrive dans la salle. Bonjour, monsieur, dame. C'est quoi cette histoire? Après, ils sont rentrés dans le resto et qu'ils t'ont dit, je travaille pas là. Après, je tombe dans les pommes. Ouais, je serais tombé, je vais faire tomber dans les pommes. Allez mettre un masque de Covid. Faut travailler avec un masque de Covid. Voilà, dernière histoire que j'ai eu avec l'ONEM, c'était quoi, moi? C'était quoi? Je travaillais comme ça, après je me retrouve au chômage et tout. Quelques mois plus tard, il m'appelle. Je vais convoquer. Qu'est-ce qu'elle me dit là-bas? Elle me fait, ouais, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez arrêté de travailler? Je dis, ouais, madame, je cherche du travail et tout, mais je n'ai pas trouvé. Elle fait, ouais, les preuves. Je dis, moi, il y a un problème avec moi, c'est que je sais pas utiliser les ordinateurs et tout ça. La recherche d'emploi, je connais pas, moi, je cherche avec la bouche. Comme ça. Elle fait, ah bon, c'est vrai. Elle fait, ouais. Elle fait, tu sais, il y a des formations pour ça. Je dis, ok, madame, je savais pas. Elle me donne un papier. Elle fait, oui, vous allez chez Axiris. Ils vont vous aider pour ça. Là. Elle fait, mais vous êtes exclu du chômage pendant 6 mois. Elle fait, on va avancer comme ça. J'ai dit, comment on s'exclut? Je dis, en fait, depuis là, toi, tu me dis oui, pour me dire ça à la fin. Je dis, fallait me dire ça au début, Kouad. Je dis, va te faire foutre. Je dis, va. Je dis, ça veut dire, il y aura pas, il y aura rien. Je vais manger quoi maintenant? Okay. Va au CPS. Je dis, ouais, CPS, hein, CPS. Je dis, moi, au CPS. La vérité, de nos jours, vaut mieux être CPS, entre guillemets, qu'au chômage. Moi, je te parle, c'était en 2017. Bah ouais, moi aussi, c'est ça date. Bah ouais, moi-même, t'es fou, quoi. Ça date. C'était à peu près comme ça. Oh, la R32. Fais la fleur, fais la Mouche, tu bouges, s'il te plaît. Mouche, mets-toi à ma place, dans ta place. Ça va ou quoi, les coupes de choc? Ça va. J'ai vu, il y avait du bon monde, tu montais, hein. Du bon monde, wow. Ah, tu m'as vu, hein. Waouh. Je peux pas te voir, je suis myope. T'as vu, Oti, tu montes, hein, tu vois, un œil direct. Oti. Je suis myope. Ah ouais, c'était la Haoura, la dernière fois. Ouais, tu respirais sur le téléphone quand tu regardais ta respiration, je dire que le téléphone, ça me... Oti. Quoi? Tais-toi 2 minutes à la fac. Vas-y. Merci. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Oui, vous m'avez manqué, R32, Blotza. À la place de soucoupes, ça fait des alliés maintenant. Et ouais. Ils sont où les soucoupes? Ils sont où? Ah ça y est, j'ai plus de cardio R32, voilà. Ta dernière photo de profil me fait rire avec la soucoupe avec les 2 petits bonhommes à l'intérieur. T'as vu? Je les ai kidnappés. T'étais où sur Mars? T'étais où? Ouais, je visite en ce moment les baisses. Bien. Tous les 2 minutes sont passées. Enfin... Non, encore 2 minutes, attends, encore 2 minutes. Et la story de Bolo aussi, je l'ai pas oublié avec les dessins animés. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Le meilleur, c'est ce Mogogo. Je crois que je vais remettre. T'as vu quoi? Ah, tu nous as cassé, nous on est en train de discuter là, t'es venu là avec tes histoires là de Scarapapao là. Il veut quoi, Ochi? Vous l'avez adopté? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez adopté des animaux de compagnie ici, en fait, c'est un nouveau level. Attends, non, demande à Antibna2, elle va dire qui je suis. T'es qui? Antibna2, elle me connaît. Ouais, et on s'en fout. Ah, elle est là en plus. Attends. Il a fait sa place. Mais c'est pas, il parle à la... C'est le meilleur. Subhanallah, j'ai parlé Arrête de jeter des bouquets de fleurs. Wallah, c'est la meilleure. Anti-Bnadem président. Heureusement que j'ai pas la modo, je t'aurais déjà scié à l'époque. T'aurais pas fait long feu. Qui, moi? Oui. Même ce Sarah Z, vous lui donnez de la valeur. Ah, t'es bizarre. Je t'ai dit ça, j'échange. TikTok. Ah, R32, commande-moi un baïgon, s'il te plaît. Un quoi? Un baïgon. C'est quoi ça, c'est quoi? Baïgon, tu sais quoi? Ah, Bégon, tu te rappelles de Bégon? Ouais, il y a deux qui va pas le connaître. Ah, j'aime pas les insectes, j'ai horreur, moi. Bex la mouche. J'ai horreur des insectes. Depuis que je me suis fait piquer par un insecte bizarre dans ma vie, j'ai rien. Blota. Oui. Oui, maintenant c'est Otto, la star de TikTok. Apparemment. Otto quoi? Apparemment. C'est quoi, moi? Normal, c'est normal qu'il te bourre, عليهم كيجي تفلى عليهم. Ah, t'es toute myope, tu vois même pas avec qui tu parles. Hein.
Wallah, que je t'ai dit, t'aurais pas fait l'enfer à l'époque dans mon live. Maintenant, adapte-toi au temps d'aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Hein. T'aurais même pas fait 2 secondes et demie. Braque, frac. Oublie le passé, ouais. Oublie le passé. Hein. Mais il sort d'où ce Benadem bruxellois? C'est le pote à clé du cadenas. En fait, la clé du cadenas, il a trouvé qui lui donne son live, il venait déposer ce petit sarak zé et il lui fait monter son algorithme. Qu'est-ce que t'as ouais. Il a acheté un animal de compagnie, je comprends. Ah, Belota, comme ça. C'est méchant. C'est méchant. Ouais, c'est évolutif ici. Parce que j'ai vu que t'étais avant 2 à Oti. Ah, Oti, c'était Pokémon évolutif ici. Tu t'associes avec tout le monde, t'as pas de kilma. T'as une part partout. بلوطة moi je voulais juste te dire بلوطة زعما انا واش جيت درتيني السلم باش تطلعي فوق منه ولا ديريكت هو وانا كنهضر معاه ديريكت هذا تدخل تجيب بزوان توا جي ديك لي دي كادنا le copain du cadenas le copain du cadenas T'as un ami, moi aussi j'ai envie d'acheter un. Moi aussi j'ai envie d'acheter un TikTok. ديالي بوحدي بلوطة الله يهديك معليش هذا سي دي افير سانز افير هذا بعدا. Envie d'acheter quoi? J'ai dit, moi aussi j'ai envie d'acheter un animal de compagnie, t'as pas un ami? On voit des girafes à clé du cadenas, après on va voir. Toi, je connais Jordadala. Je vais acheter. Toi, payer quoi? Ochi. Tu vois des chipettes ou quoi, toi? Ah, toi, tu vas à la gare Scarbeck, toi, je crois des chipettes. Hein. Je crois que tu zones, toi. Moi, t'as vu ici, c'est bancal pour moi. Attends que j'ouvre avec Scrapapa et viens. On fait un VS1. On se la donne, moi, toi. Dis voilà, tu faire des matchs. Et tu verras mon cardio. Moi, je te dis, wallah, mique sur moi avant que tu pleures. Vous donnez beaucoup d'importance à un animal de con. Ah, il y a toi, Anti-Bnadem. Ah, wallah, présidente. Billah, viens, je vais forcer tout le dire à voter pour toi. Toi, t'as besoin d'une aïla pour te défendre. Déjà, tais-toi. Ah, oui, c'est pas un homme. T'as même pas ton mot à dire. Moi, je vous parle calmement. Non, t'es pas un drari de molem. Pas ton mot à dire. Ah, ouais, si tu savais. Tu as bien raison. Je voulais hagar Belota. Belota, c'est mon asso, ça qui me mêle à toi, va. Rapproche-toi, tu vas pas prendre l'un à côté de l'autre. T'as cru que c'était toi, quoi. Tu vois pas que je suis à côté d'elle ou pas? Rapproche le téléphone. Tu t'es associé avec ça, Belota? C'est eux qui s'associent avec moi, t'as pas compris. Ah, toi, tu veux t'associer avec nous, à Scarab Papa ou... C'est moi qui fais signer les contrats. Ah, tu me regardes, t'es une croûte, y a rien pour toi, hein. Reste en haut, hein. Belota, dis-lui, je suis qui? Ouais, dis-moi t'es qui. Allah, le dernier qui m'a dit faire encore à l'hôpital. Dis-lui, je suis qui. Allah, ya. Dis-lui, je suis qui? Ah, je suis qui? On va écrire une chanson, écris une chanson. Belota, dis-lui, je suis qui? Il va aller dans un coffre à mon Allah, lèvre. laisse-moi Hachem. On va venir معك sa mini camionnette. R34. On en berlingot, ça va méchante maintenant. Tu vas couper les téléphones. Attends, faut pas être susceptible à sa place. Il sait qu'on rigole avec lui. Ochi, tu veux être mon petit khaddam ou pas? Non, Arthur, je suis déjà associé. بلاتي اسكراب بابا وبلاتي عاوتاني c'est qui تقول نيكسل tu connais R34? Ouais, je connais. Moi, je connais. Je sais pas. Moi, je connais. Naïla, c'est un type. Je sais pas. C'est Naïla, elle est gentille. Qui ça? Qui? Naïla, elle est super. Oui, elle est super. Pixel? Non, Tronit XL, c'est Naïla. Tronit XL. Non. C'est qui? C'est Tronit? C'est Tronit, son ancien blaze. Je sais pas. Ouais, c'est une gentille, On a des doutes. C'est une gentille. Tronit, c'est la petite fleur, non? Je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est la petite fleur à Tronit. À vous abakhar ici. Ça va, R32 ou quoi? Non, parce qu'elle a marqué un commentaire. J'ai rien. Si je dis je te fais pas confiance, me fais pas confiance. Ouais, franchement, ils sont TikTok avec du cadenas. Alhamdulillah. Mais oui, elle te bakhar, c'est juste pour savoir c'est qui. Et ouais, ça parle de quoi ici? Parce que je vois, il y a des gens, ils veulent faire les fous. Mais non, il est gentil aussi. Ah, t'es là, toi, hein. Ils veulent prouver. En plus, tu regardes vers moi en bas. Tu retasses pas, Ochi, pour voir c'était quel genre. Non, waouh. Là, on est des figurants, d'ailleurs. Outil, tire avec des flèches à Scrap Papa, tu peux pas tester. Non. Tu l'as trouvé où? Et en plus, juste avant de tirer, Scrap Papa, il fait...
Wallah, c'est deux Non, fous. ça va pas, on est des bonnes personnes. Tu l'as C'est un trouvé où, Indien, Cléo? wallah, Ça c'est un s'entend Indien. pourtant, non? Ça s'entend que je suis une bonne personne. Hein? Ça s'entend C'est que quoi je suis une bonne personne. T'es bancal, hein, t'es bancal, le tien. Il y a une personne dans les commentaires, Outi, qui t'avait dit, t'as dit, J'ai Outi, t'es pas un latino. يا فين عطي بنادم تكوني tu as fait les éloges sur toi. Mais c'est l'autre. Ouais, moi je vois que c'est pas R32, moi je vois pas que c'est réciproque quand tu Benadem il a même pas fait une éloge sur toi. Il a même pas dit t'es une bise. Mais l'autre. Elle. Et ouais, je vois que c'est que dans un sens, ça Sahabi. Ça va pas quand Ibn Adam, elle sait ce que je pense d'elle. C'est une vaillante. Hein. Vas-y, dis-nous. C'est une vaillante. Hein. Déjà, va t'acheter un œil avant de parler avec moi. Chouf, t'entends là deux, tu vois pas, qu'est-ce que je te dis? Celle-là, elle était bonne. Celle-là, elle était drôle, voilà, celle-là, elle était drôle. Je la valide. Il a pas besoin de moi, il a pas Je la besoin de moi. valide, je la valide, celle-là, voilà, je la valide. Celle-là, elle est tarpa drôle. Ah, voilà, elle était bien. C'est fort. C'est Wallah que j'ai Non, Voilà, je sais que ce qu'elle c'est a gentil, pas. je sais que c'est gentil. Ça va ou quoi? Ça va, Wallah. tu vas bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, et toi, vous voulez pas dormir? Ça va, je vais y aller, moi, wallah. En plus, t'as raison. Wallah, ah là, tu sais, j'aime pas. J'avais une team mal Oh, écrit. Ben Adam, c'est qui ça? Ah, et à chaque Mais, fois, tu me poses la même question. J'étais, wallah, chez toi, À chaque fois, une nouvelle mémoire. C'est à Pouloulou? Ah, j'ai toi une mémoire. Clé, comment ça s'appelle? Colis piégé, juste avant. Ah. R32, il a pas de mémoire, Non, quand je Ah, sais pas. Baden, à chaque fois que je le vois, il me dit t'es qui? 9, 9. والله 99. De retour. Et on a Ah, l'impression. t'es de retour à Zogo. Belota, Elle, c'est Belota, parlant Ibn Adam, Belota. elle vous parle, écoutez là. On dirait pas, c'est le panel de, il y a 2 ans. Je te jure. 9, 9, Mona, il y a tout le monde. On peut pas Voilà, se rappeler Oti, de tout le monde. j'étais Comme R34, salam, ça Mona fait Lisa. 1 an. Ça fait 1 an, il me dit t'es qui? 1 an. Chaque fois que je Ouais, le mais vois, R32, c'est D'ailleurs, comme ça. c'est Il oublie, il Ibn oublie, Adam. il oublie. Après, vous aussi, vous changez de place tous les 2 secondes, alors. c'est un peu- Voilà, Anti merci Benadem, beaucoup, mon- merci Là, vous beaucoup, ne vous merci. laissez même pas Anti- s'habituer au blast, que vous avez déjà changé de place. Il m'a Merci, connu lui, avec merci, Anti-Blindé, merci. justement. Merci. Belota. Ouais, mais t'as changé entre temps. Ouais. Il a déjà Ouais. oublié. Tu débite, Mais il s'était Belota. rappelé, il y a pas longtemps, il s'était rappelé. Il m'a dit, ah ouais, c'est toi, c'est bon, je me rappelle. Il a fait semblant. T'as fait semblant, j'étais Et moi, j'ai fait semblant parce que. Ah, bah, voilà, tu voulais pas que ça. ça me. Hey, hey. Anti Quand Benadem, je c'est fais un petit semblant, cher. c'est pour. C'est un petit charef. Je la reconnais parmi 1000, moi. Voilà, allez, allez. Direct. C'est un petit charef, il oublie. C'est un petit chaleur. Ouais, Ah, oui. comme salam, Mona Lisa. Alhamdoulilah, et toi. Je peux Il pas. boit des tisanes, il boit des Je vois tisanes. pas ça, Mona moi. Lisa, t'es Petit. partout, toi aussi. Hein. T'es un latino, Outi. Je suis un latino. Elle a Je peux dit pas me non. rappeler de Faire son la nom. bachata. Allah qu'il y a de tout sur TikTok. On va faire la bachata ici. Lui, il est vraiment fou, lui. On peut Moi, pas je se le vois dans rappeler les de tout le lives. monde. Des fois, il est rendingue. Non, non, la vérité, avant, il y avait des pépites sur TikTok. Ouais, ouais, on était des pépites. Mais il y avait aussi des pépites. Voilà. Ah ouais, tu vis dans le passé, hein. Ouais. Non, parce que Toi, on est le en présent, il est 2026, mort. hein. Hein. Le futur, il y a que des fous. Des Vous êtes, pécates et vous maintenant. êtes éclatés au sol. Hein. T'as vu, nous, à la minute, il y avait des fous rires. Ouais, à la seconde. Wallah. Moi, je me rappelais des lives. Mona Lisa et Souli, il y a personne qui parle dans le live. Il y a juste les commentaires. Et Souli. Eh, Ouais, c'est la Sully, vous meilleure vous rappelez période. quand? Non, non, la meilleure Oh là, période, que c'est c'était quand une Sully. période de dingue. Ah, la meilleure Ouais. période pour moi, c'est quand Sully racontait des jacouilles. J'ai arrêté de respirer. C'était bien, voilà, Bah c'était ouais, bien. mais Mais il Mona a toujours Lisa, c'était la raconté que seule des qui... couilles, celui-là. Il y a Tu te rien rappelles de qu'elle avait qu'il mis... raconte. Belota, tu te rappelles quand il avait mis sa cam à Zren, où est-ce qu'il habitait? Avec Ouais, sa avec son gondora? sidéré, son tapis rouge. Son sidéré par terre. Et puis là, on va Jamais raconter j'oublierai mon ça. sidéré, Mais jamais j'oublierai ça, il allait au Hanout. Mais t'as fait 4000, j'ai dit t'as fait 4000 kilomètres pour manger des zréas. Fallait rester à BX, ça, frérot. Et ah ouais, Ah il bouteille de non. sidéré, il a toute sa tête. Ah non, c'était un truc de fou. Là, la sollicitation. Après, il me disait, mais non, tata Blota, je t'ai fait ma. Ouais, Wallah, ouais. t'as Et le honte, soir même, on le voyait dans ce dadar, truc fou. Ils l'ont Non. puni, ils l'ont puni, ils l'ont mis dans... بلوطه Ah, À certains moments, il a des بنطيب. J'ai عشار une merco, بنطيب. والله celle-là, c'est la meilleure, celle-là. à 27,80 €, قال لك لا Il a dit quoi, il a dit quoi, il a dit... j'ai acheté les voitures à 27,80 €. Non, non, c'est un fou. 270 dirhams. بلوطه Ouais. C'est un fou. Un jour, j'ai vu sa story sur Snap, ce qu'il avait.
Il a mis quoi? Il était à la mosquée par terre, assis sur un tapis. Il avait un seroual bleu, plus le tapis bleu. Gueulek, seroual a sorti au tapis de la mosquée. T'appelles ça une story? Tu mec, seroual a sorti au tapis de la mosquée. Belota, te rappelles du Zouat qui nous rentre. Non, c'était autre chose, Aouti. Wallah, que c'était un de ces trucs. Je suis pas venu à cette époque-là. Belota, écoute. Te rappelles du Zouat qui nous rentrait fou? Ya Vander truc. Qui ça? Le Zouat qui venait chez Banks. Ah, Madame Soleil. Oh, je sais pas qui. Je l'oublierai jamais. Agent Van Lint. Agent Van Lint. Il me suivait partout, ce gars. Je me rappelle. J'en pouvais Il avait une tête de rocker comme ça. Il avait mis sa cam. On dirait un gothique comme ça. Ah, il a fait des vidéos. Oui, on est de ces chefs de TikTok. On est de ces chefs de TikTok. C'est gênant. Chibeni. Il m'a envoyé un message en prière. Il m'a dit les heures où il était libre, pour boire un café. R32. Il a dit à Belota, je t'invite à boire un verre, Belota elle avait peur. Non, c'est pas que j'avais peur. Non, c'est pas que j'avais peur. Non. C'était bizarre, ouais. Non, il était trop bizarre. Il était dans l'astrologie. Il était dans des trucs bizarres. Et je bute les cartes. Ouais, je vais vous faire le voyant ici. Fait là, moi, ce genre-là, je me mélange pas. J'avoue. Il va me saharer si je vais tomber amoureuse de lui. Voilà, tu vas voir ton Tu vois quand il arrivait, Belota. En fait, quand il arrivait dans le live et qu'il y avait Belota. Tu sais comment il était concentré sur Belota. C'était Maël qui me suivait partout. C'est moi qui reviens qu'un autre partout. Belota, tu te rappelles quand t'as fait Belota psychologue? On avait un, il t'appelait tous les jours. Ouais, mais moi j'ai eu beaucoup de fans à l'époque. Ouais. Ah, t'es une star, hein. Ah, t'as bien. Vous vous rappelez, R32, vous vous rappelez des abeilles, cœur noir, cœur vert, cœur bleu? T'es gang. T'es gang. À la fin, maintenant c'est cœur bleu maintenant. Je suis resté en Il n'y avait pas que lui demander à R32, il y avait l'autre là avec ses slams là, Pelota, je voulais dire Pelota. Il y a un type, je l'ai vu la toto, il m'a arrêté dans la rue, il m'a reconnu ma voix, oh là, de TikTok. Il a dit quoi? Mais il y a plusieurs le M. Il s'appelle le M, C'est qui le M? Le M, il y en a plusieurs à R34. C'est un gars qui venait tout dans le live, le M à Sahbé. Et ouais, je l'ai vu la toto, je l'ai vu. Mais oui. C'est lui, Marco, il m'a dit, je t'ai reconnu avec ta voix, Sahabé. Il me dit, t'as vu? Je dis, puis. Mais tu sais c'est qui R32? Non, je sais pas c'est qui. Mais ici à l'époque, il montait avec nous, c'est je crouse du B. Écoute, un cerveau humain, il y a des cerveaux, ils retiennent ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai marre de toi, t'es un cher. Je retiens pas n'importe tu venais de maladie, ça fait un an qu'il me connaît avec ce blason. Mais non. C'est un gars qui faisait des lives tous les jours avec nous, le M. Mais non. Ouais, le M, il venait tout le temps. Ouais, voilà, t'abuses, hein. Ouais, Maestro, c'est une autre personne. Le M, c'est tout seul et Maestro, c'est tout seul. Oui, non, mais le M à la fin, il s'appelait le M à Mona Lisa. Non, c'est le M, il avait un truc vert comme ça. Regardez, Makhla, l'autre, il me fait, la troisième fois, tu m'as invité à un verre. Je dis quoi? Je dis, t'es qui, frérot? Il me fait, ouais. C'est un gentil. Après, je sais pas si c'est lui, hein. Parce qu'il y a beaucoup de M. Il m'a dit, il a 35 ans. Je sais pas, frérot, là. En tout cas, il y a eu des cassos ici. Moi-même, j'ai regretté d'avoir affiché ma voix ici, c'est tout. Ah, je n'oublierai jamais le Pokémon. Je regrettais. Les Pokémon. Ah, lui, j'aimais bien, lui. Il a affiché tout le monde sur TikTok. Il a affiché toutes les Pokémon. Pokémon. Ah ouais. Mais non, je te parle des Pokémon. Dans son mur. Ah ouais. Il venait dans le live des fois. Ah, je te parle des Pokémon. Il y avait un Ramadan, c'était le meilleur Ramadan. Wallah, il y avait un Ramadan, je sais pas si vous vous souvenez. C'est le premier Ramadan. Ah ben Wallah, on a passé jusqu'à le Fjr. Ouais, jusqu'à le Fjr, même après le Fjr, il y avait des jeux. C'était les meilleurs lives, c'était mon live. Ah mais là, toi, tu veux rigoler avec Pokémon. Pokémon, il avait affiché mon live. Non, c'est pas mettre lié le hout. C'est que j'ai abandonné les lives. Parce que si demain je reprends les lives, je vous éteins tous.
Belota. Les Ah, t'es uns sûr après de les autres. toi, hein. Ah, t'es trop sûr de toi. Bien sûr, je suis sûr de Belota. moi parce que je sais ce que je vois. Ah, Moi, clé du je- cadenas, il va te laisser derrière. Aïe. Ça va pas ou Belota, quoi? tu veux rigoler يا صاحبي Moi, à cause de toi, à que cause de quelqu'un- toi, j'ai remarqué Attends. maintenant Belota, elle devient un hater, ça صاحبي. c'est Attends, ça, que là. quelqu'un Purée, dise, outil. attends, Elle que veut- quelqu'un dise le contraire dans ce live. Ah, je t'ai dit, je suis associé Non, par toi, je Artex. sais Que toi, jamais. je suis associé aussi avec nous. Puis je reviens dans les lives au titre. Tu vois, c'est le Moi aussi, Qzit je du Maroc. reviens. Tu vas devenir c'est le Qzit de Belgique. Ah On va ouais. plus te voir. Ah, wallah, Artex. bloqué tous les lives. Je suis pas là, y a rien. Vas-y, je relève, ouais. Oh, Belota, Ouais, ouais, tu veux je rigoler sais. Il est de retour à mon avis. Ah. Je l'ai vu, il fait des lives. Ouais. Elle parle de qui, Belota? Le B. Ah, je sais pas c'est qui le B. Mais oh, tu te rappelles de Pokémon? Il avait affiché mon live, mais c'était pas pour moi, c'était pour les voix qu'il y avait. Je dis, Salem, tu peux enlever ou... Il me dit, d'accord, moi je t'aime bien. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fait le même truc et il m'a caché ma tête, tu vois, mon carré, il avait mis un cœur. Je dis, voilà, il est tout fou, ce Pokémon. Non, c'était lui, la vérité, c'était. Ah, putain. Il travaille pour le Non, mais le FBI. B, lui, il était... Il était fort. C'est qui le B? Ah, ouais. Le B, Hardaïr. Le C'est B, bon, lui, c'est il bon. était un peu... Ah, il Mona était Lisa. bloqué chez moi. Mais il est de retour, hein. Il refait des lives, hein. C'est qui le B? Allez. Non, on veut pas Ah, dire il est son bloqué blaze, chez ça moi, se je le vois pas. Attends, B, cœur vert? Non. Toi, tu le. Je sais pas si tu l'as Ah, il a connu. pas de cœur, non. Reda, il a pas. Ah non, je connais pas alors. Non, le B, je vois c'est qui, le B. Il a pas de cœur. Non, je connais pas. Vas-y, bisous les drali de Molem, je vais aller naïs. Bisous, Scarpapa, ouais. Ah, vas-y, arrête. Pourquoi tu nous fais des enroules comme ça, Scrap Papa? Ouais, Eh ouais, c'est bon, c'est bon. attends. T'as du bon monde, t'as du bon monde. Forum psychopathe. Mais non, tu vas partir après, on va te voir dans un autre live. Reste avec Je nous, crois que c'est en explique à Outi, là. psychologie. مشات هربات الله في اللوطا نسيت ما قلت لك شنو؟ هاد السيد اللي كتهضري عليه تلاقيت به هي با لونتون الله يلقى لي في الليل يلقى لي كون شديتي تلاقيت به هنا في بلاجي وانا عيطت ليا كنت شتفت عليه واحد الشتفه ديال اليهود هو اللي شدني هو اللي عقل عليا قال لي واو ولد الحرام. Il a remis sa dent ou l'a pas encore? Je sais pas والله je sais pas. Ouais, je t'en parle avec lui, t'as pas vu s'il a remis sa dent. il fait pas attention. والله R34 c'est شي حاجة il a rien à foutre. C'est le M. Oti, il y a une question pour toi. Ah non, c'est pour moi. Ah non, Mona Lisa, c'est mon alcoolique, t'es fou, quoi. Jamais de la vie, elle saute, De Mona. quoi? De quoi? Elle m'a dit fais attention. J'ai dit moi je suis son associé. J'ai dit c'est toi qui dois faire attention. Jamais de la vie. Mona, il faut même pas. Merci. Mona... Non, non, je parle de Mona. Si, si, Toi, je te parle de fais-toi. moi. Vas-y, arrête. Jamais de la vie, Mona, elle saute. Vas-y, on en est ensemble, Lotin. Ah, Mona, elle est là depuis mes débuts. Ah, que je te dise, moi je suis là pour signer, Max. On est les Et ouais, pionniers. tu vas c'est ça, signer ton Blota. arrêt de mort si tu continues comme ça. Blota, nous on est les pionniers, c'est ça. C'est qui les plus anciens ici? C'est qui? C'est qui les plus anciens? Ah, vous avez des sales couronnes. Ah, je veux plus. Moi je dirais pas que je suis le premier. hein. T'as dit quoi? R30, je rigolais, moi, le commentaire de Mona, il m'a fait rire. J'ai dit on était les pionniers de TikTok, nous. Ouais, c'était bien à cette époque-là. Des coups de briquet à 6 h du matin. Là, c'était waouh. Des Kinder Bueno. Des vrais mangeurs de Ramadan. Tu vas te J'avoue. Mais t'as vu Rabbi, hein? Rabbi, les gros, ما داش عليهم العام. اللي دخل الحب. Enfoiré, اللي Mona دار Lisa, t'es un السيدة. enfoiré. تحبوا في رمضان, t'as cru quoi? T'es un enfoiré. Ah là, t'es. téléphone en fait. Ah, Mona Lisa, t'es sûr au moins. Hein. Ah là, t'es. Ah, t'es en train de m'aider. Hein. Hey, ok. On va rajouter. Ouais, t'es forte, hein, Mona Lisa. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais t'es forte. T'enquêtes sur les gens, hein. T'enregistres. Hein. C'est des rapports, toi. خشي روح. كل شيء روح كل شيء ودع. كل شيء روح كل شيء ودع. تنزخ لا c'est pas entré que salam alaikum toi. Non, je suis rentré. عليكم التساع. Toque à la porte. Hein. Moi, je rentre par la fenêtre. Ah, je vois ça. Ouais, tu passes. T'es sûr que ça va aller par la fenêtre? T'as cru que j'avais ta forma ou là? Par la fenêtre. Aïe, par la fenêtre. La fenêtre de la cave ou la fenêtre d'en haut? Non, la fenêtre du grenier.
Oh, pardon, Ah ouais, pardon. celle qui grince, c'est Spider-Man. Je fais la mère Noël. moi. Et tu montes par où? Tu montes par où? Je fais la mère Noël. La mère Noël. Oti, La mère Noël. Ouais. moi, Wallah al-Adim, j'avais un autre blaze. C'était pas clé du cadenas, c'était un autre. C'est quand j'avais blaze. 8 ans, je croyais qu'il y avait le Père Noël. Y'a rien. Je passais discret. Y'a rien. Y'avait rien. C'est quoi? À l'époque, ouais. Moi, je me rappelle Casaoui. ton blaze. Attends, je vais demander à Mona Lisa. Attends, Des Casanegra, va te rappeler. Hein. La mère Noël. À qui tu vas demander. Elle, c'est une vraie archive. Hein. Mère Noël. Elle, moi, il y a des trucs non, que je j'ai pense oubliés, pas me que les Mona Lisa se rappelle. rappelle. Bien sûr qu'elle va se rappeler, t'inquiète Non, pas. Bello, t'appelles-toi comme ça. Wallah. Je m'appelle comment, la mère Noël? Mère Noël. Il y a plus Ouais, comme ça, je vais commencer à distribuer des cadeaux. J'ai rien à Mère Noël, donner. appelle-toi comme ça. Qui ça souvient? Touli, tu le connais pas, il vient plus, on l'a traumatisé. Tu veux me traumatiser, la Mona Lisa. À toi, Ah, t'as vu, je te dis, elle se rappelle plus. Ah, c'était Casanegra, mon Non, ami. c'était. Non, c'était pas Casa Negra Blota, c'était Casa Renova. Casa Renova, ouais. C'était le nom de la société. Il rénovait. Maintenant, c'est lui qui se fait rénover. Et à chaque fois, je me rappelle, on me disait, ouais, pourquoi t'as choisi Casa Renova? Je dis, ouais, Casa parce que je viens de Casa, Renova parce que je rénove les toitures. Je suis un driwish. Quelle présentation, on dit. Oh là, t'es un escroc. Rappelle c'est la clé du cadenas. Wow. Bah ouais, je me rappelle que c'est belle. Ah, Si je te dis que je me rappelle Madame Soleil, là, ça. Tu vois, Madame Soleil, il monte. Il dit, c'est quoi ton signe astrologique? Une fois, je lui ai dit, il m'a dit, Casarenova, c'est quoi ton signe astrologique? Tu me l'as jamais dit, je t'ai déjà vu. Et moi, j'ai clair que ça. Il l'appelait R32 Twin Endertuk. Ouais, ah, ça c'est quand il est passé à Valide. Quand il est passé à Valide, il voulait me que c'était pas lui, Madame Soleil, mais on l'avait grillé. Ouais, Valide. Il faisait le flamand. Ah, mais l'empêche, c'était drôle quand même. Ah, tu sais que moi, j'avais pas ça, là. C'est juste quand toi, tu l'avais dit, l'autre. Tu as dit, Hein? C'est Madame c'est Madame Soleil. Moi, j'avais pas ça. Ouais, il disait ça. C'était Madame Tu Soleil. sais pourquoi il a changé de blase? Parce qu'il s'est fait bloquer par tout le monde. Mais moi, je l'ai grillé. Hein. Je dis à tout le monde, c'est lui, Madame Soleil, c'est le Valide. Il est venu dans un personnage. Madame Soleil, il faisait directement du rentre Tu sais que c'était un Khoroto? Il disait toujours ça. Ouais. Ah, ça va. Ah ouais, ça. Blota, tu te rappelles quoi il disait? Tu vas aller au Tu sais cachot. comment il faisait? Ouais. Il faisait trop bien l'accent. T'as vu Ah, quand c'était Madame Soleil? Il faisait toujours Ah la même voix. ouais, que c'est vrai, R34. Il avait une voix chaîne comme Des ça. fois, on dirait que c'était un azé. Ouais. Quand il est passé Valide, on dirait un flamand. Parce qu'il voulait pas montrer sa vraie voix. Alors, il parlait, il changeait. Putain, il était dans un personnage, hein. Ah, Wallah, que c'était un sale personnage. Wallah, qui jouait bien le rôle. C'est lui le meilleur. Eh, Blota. Ouais. Je voulais dire. C'est lui le meilleur. C'est bien, moi, des fois, je publie des vidéos sur TikTok, des publications et tout. Il y a des gens, ils aiment mes publications. Tu vois, je vois quelqu'un a aimé, quelqu'un. C'est mal comme Bruxelles. Il a publié ta publication, Bolot? Mais aujourd'hui, j'ai publié quelque chose. Est-ce qu'il a publié? Parce qu'il avait dit qu'il allait publier ta publication. Non. C'est des republications, en fait. C'est des republications. Et aujourd'hui, j'ai republié une vidéo. C'est une vidéo importante, en fait, pour moi. Parce que toi, c'est pas important, hein, Bolota. Ouais, je sais, c'est pas grave. Vas-y. Et j'ai remarqué par tous ces gens-là, il y a quelqu'un de très très intelligent, il a liké cette vidéo. C'est qui? Voilà. Je sais plus c'est qui, je me rappelle plus. Zama, tu vas pas travailler, tu te rappelles Ça, pas. je me rappelle plus. Ah, Je me rappelle juste que c'était intelligent. Très bien. Rien que t'as dit une personne, c'est que tu te rappelles bien de cette personne. Et tu veux pas nous dire. Exactement. Je sais plus c'est qui. Ah, va raconter les kharak à quelqu'un d'autre. Il rigole. Bon, fait. Oui. C'est une republication importante, il parle. Tu veux que je te dise que Je vais aller voir maintenant qui a liké ta vidéo. Ouais, et Non, tu peux pas savoir parce que c'est une republication. Bien sûr. C'est pas une publication. Si tu peux voir quand quelqu'un il like, tu peux. Et c'est qui parle? C'est Soufiane Panda. Tu connais Panda? Ah, j'ai vu que t'as republié.
Et c'est à propos de quoi? Mais c'est moi qui t'ai envoyé, parce qu'à la base, tu savais pas c'était qui. Non, 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 non. Puis je t'avais envoyé, À tu m'as dit, propos de papa, quoi? c'est qui? À propos de quoi? À propos de quoi? Et plus, je t'avais envoyé une vidéo en privé, je me rappelle pas. Non, Je suis tombée c'était sur lui, pas je t'ai celle-là, envoyé, je t'ai l'autre. dit, c'est lui Panda. Je sais, mais moi j'ai republié une vidéo de lui qui dit un Oui, truc très, rien très à important. voir, je sais aussi, j'ai compris. Ouais. Ouais. Et cette personne, je trouve qu'elle est très très intelligente d'avoir aimé cette vidéo. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais, ouais, ouais. Allez. Elle est très très intelligente. Toi, tu fais la maline. Une Hein. fois, il y avait Soufiane, il a ouvert Qu'est-ce un que live. toi? Moi, je Il y a eu une regarde pas, débise. Je te laisse parler, mais tu fais la maline. Il y avait une débise t'as un dans ton problème? live à Ouais, dis-moi. 34. Ouais. Ah, tu sais comment ton live, il est monté, il était presque à 100. Et Soufiane, il dit, maintenant le shaitan. Et puis il se mute. Il se dit qu'il est dans mon live, il est en train de T'as vu Mona Lisa, wallah, même moi, cette phrase, elle était banale. Elle est devenue mondiale. Quelle phrase appelle l'autre? T'es là où tu dois être. Aïe, Quelle phrase? La phrase de tu es là où tu dois être. Tu es là où tu dois être. Ouais, Panda, il fait que le dire dans ses vidéos. Non, tu sais, c'est qui me fait rire à Mona Lisa maintenant? C'est plus Panda. C'est quoi là? Pas lui. Ah, Ouais, toi, là, moi, bien, depuis des quoi. années, il me fait rire chausser dans Anvers. Non, Je parle pas de chausser dans Anvers. non, je crois que c'est un français. Mais Ah, non, il c'est pas fait, belge, quoi. C'est il un belge, imite, hein. je sais pas. Bon, en tout cas, il imite Panda. Mais Ne t'énerve pas ici quand tu expliques. comment il me tue de rire. Le Panda, Je quoi. vais t'envoyer. C'est quoi là? Aïe, laisse tomber. Il a percé celui-là aussi, grâce à Panda, je crois. Ah ouais, je vois c'est qui, je vois c'est Prends les qui. vidéos Il s'habille de aussi Panda. comme lui. Il met les petites Non, lunettes. wallah qu'il est drôle, il est Mais drôle. tu sais lui, comment hein. il est drôle. C'est il tombe bien en dérision. Ah, wallah qu'il est drôle. Ah, il est hard, Mais il il a est hard. bloqué à Panda. Il bloque tous ceux qui l'imitent. Eh ouais, c'est normal, mais Ils c'est sont pas tous grave. bloqués. Il a bloqué toute la France. Eh, Blota. Ouais. Comme je te disais, Oui, dis-moi. j'ai écouté une vidéo, je l'ai Ouais, mais elle republiée. disait quoi la vidéo? Vas-y, parle. Je l'ai republiée. Il y a quelqu'un ici parmi Ouais, mais nous. maintenant il a tu vas nous dire envoyé c'est Mona qui ou tu Lisa. vas pas Non, nous dire non, c'est lui, quoi? Tu c'est vas un nous fort. faire mijoter là maintenant. Je pas compris. Ouais. Il y a quelqu'un parmi nous ici sur ce live a aimé cette vidéo. Dès que j'ai vu cette personne a aimé cette vidéo, j'ai dit pas. C'est Mona Lisa. Cette personne est intelligente. C'est Mona Lisa. Elle est forte. Voilà, je savais que c'était. قول لهم الصباح c'est Mona Lisa. Donc tu nous fais mijoter. Va, viens, reviens. C'est bon. Mona Lisa, on sait que t'es intelligente. Mais non, Blota, Tu connais avec la vidéo, je suis l'intelligence. Ça, Oh, fait tu es ça. l'intelligence. En fait, ah ouais, vous avez passé une bonne Ah, journée. aujourd'hui. Ça a été- Shakira, Maintenant, il ça essaie se de passe à mieux que Shakira. maintenant. Ça a été votre journée. C'est ça celle va, qui ça a dit été- Anna. Ah non, Anna Il a que chaud, là, tonton. Anna Mickey Minaus. Mickey Minaj. Mickey Minaus. Elle a l'intelligence. Ah, ça va, tu connais la vidéo. Ah, je peux plus. Ah, Blota, il y a une caméra cachée, Rif, on adore. Si tu l'aurais vu, tu comprends le Rif, tu aurais pété de rire. Ils ont fait croire à un padre qu'il allait aller faire des films en Amérique, à Hollywood, avec Sylvester Stallone, avec les acteurs et tout. Miskin. Parce qu'il il a cru. Oh, c'est méchant. Wallah que c'est méchant. Bah oui, c'est méchant. Il a cru le pire, ils l'ont pris de Tmenette et tout. Zama, tu vois, ils l'ont pris de Tmenette parce que, voilà. Tu vois, je l'ai vu au moins 10 fois cette vidéo, j'ai pété de rire. Et ça te fait rire. Jamais Laurent a quel âge, ça te fait rire. Mais écoute, ça te fait rire, tu veux que je pleure ou quoi? Ah, c'est drôle, tu sais C'est une pourquoi? caméra Tu sais cachée, pourquoi ça hein, lui fait rire? Je C'est une caméra t'expliquais en cachée. Ibn Adam. Ça se voit, tu regardes C'est trop parce les que séries, toi. c'est le rôle. En fait, tu sais, c'est qui qadi ala الطماع. C'est le kidab. Ouais. Voilà, tu vois. Et le fait qu'ils ont, lui, il a tma, et eux, ils ont qdi sur lui, en lui faisant inventer toute une histoire. Ah, bon Dieu, Un type, une fois, ce qu'il m'a dit. Allumardar. Un type, une fois, il vient chez moi, il me fait, ouais, ça va, frangin, bien. Je le connais. Il me dit, Alhamdoulilah et tout. Il me dit, moi, je travaille au Cora. Il me dit, La R32, SPF Finance, il est là, moi je vais aller dormir. oh là, écoute, il voulait m'arnaquer. Il voulait m'arnaquer. Impossible de m'arnaquer, impossible. Il me fait, t'as besoin d'un petit crédit? Il me dit, t'as besoin d'argent? Je dis, non, j'ai besoin de rien. Il fait, Zaba, t'as pas besoin d'argent? Je dis, non. Il dit, oui, il y a une tarte si tu veux gagner. Je dis, c'est quoi? Je lui ai laissé parler. Je dis, moi, à la fin,
il y a un crédit, c'est moi qui vais le payer, c'est ça. Et moi, je vais te donner la moitié de mon crédit, c'est ça. Il me fait, je dis, ouais, il me fait ton dossier, après je vais le suivre, je dis, qui va suivre mon dossier, toi? Je dis, t'es le directeur général, toi. T'es qui? Il fait, non, moi, j'étais un recruteur. Je dis, non. Je dis, vous voulez me baiser, vous voulez faire un crédit sur mon nom, et toi, tu prends la moitié, et après, c'est qui va payer le reste? C'est qui? C'est Hamnak. C'est qui? Et il a ce qu'a dit. Eh, maman, dis-lui. Moi, on m'arnaque pas. À propos de fisc. Wallah. مرضنا هذا Waouh. طلعوا الموضوع لا SPF Finance, والله j'ai mal à la tête, billah, les impôts, les factures. Là, je lui veux monter. Moi-même, je suis dans le S, c'est bon. Non. J'avais ouvert un live. L'autre. Il était 7h du matin. قال لهم عندي واحد جايين الصخرة à 9h du matin. Mais il est 7h. Ouais, je vais dormir. Merci. Oula, j'attends 9h. Putain, il nous a fait la même chose la dernière fois. Il était là, Outi. Ah bah on a eu la même chose la dernière fois. Tellement qu'il jactait, il a ouvert sa caméra sans faire exprès, les gens ils l'ont capturé. Et toi, après, il leur t'a dit. Ah non, c'est qui a fait ça? C'est Oti. Oh là, أنا جاي منك ça va quoi. Il est hypocrite. Ça va quoi, أنا جاي منك مليح. Ça, c'est Outi. Regarde comment en fait, regarde juste son œil, tu vois. Salam alaikum, Ben Tayyib. Ouais. Ouais, puis l'autre, je sais, tu vois, dans ce monde, il y a beaucoup d'hypocrites. Wallah que c'est vrai, t'as raison. On vit dans un monde. Là. Malheureusement. Oh mon Dieu. Comme ça, c'est la vie. C'est la vie, ouais. C'est la vie. Eh, je peux te dire un truc. Il y a de tout. R34, il faut s'adapter. L'être humain, il est adaptable. Blota. Joker. Tu vois, maintenant, quand je prends ma vidéo. Tu l'as de tous les côtés. Tu vois ta musique là. Tu sais qu'elle tourne dans ma tête depuis 2 jours, ton refrain. Ah ouais, c'est quand que tu vas la poster en fait et tu vas partager comme les gens. La poster sur quoi? Ah, ou tu veux faire une vidéo, mais la musique. Je fais une vidéo, je mets la musique. Dans le live où tu étais tout à l'heure, comme ça, il y a écrit le truc comme ça, les gens quand ils appuient, ils voient le son. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui fait des vues. Et ouais, vas-y, fais une vidéo et elle est disponible sur TikTok. Hein. Tu mets juste le nom et tout. Elle a un bon snap, هذيك اللي كنتي عندها قبيله. Elle a pas mal de personnes. Qui ça? Puis que tu قبيله le live de tout à l'heure, je sais plus comment le blaze. L'avocate? Ouais. Elle a un bon snap, hein. Blota. Ouais, elle m'a dit. Ouais. Elle a un bon snap, là. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai republié une vidéo et tout ça. C'est vrai, t'as raison, c'est elle qui l'a publié. Je voulais pas dire où c'est. Moi, j'avais compris. Elle est pas là. Oh, mais elle sait que c'est elle a rigolé. Non, elle sait pas. Ouais, il y a moyen qu'elle est là, elle parle pas, qu'elle aime, hein, mon avis. Il y a moyen qu'elle est là, elle parle pas. Non, pour moi, elle commente pas, elle est pas là. Non, c'est pas forcément tout le temps qu'elle commente. Hein. Quand il y a rien à dire, elle commente pas. Allez. Allez. Oh, là, si, je suis là, t'as vu? Ça y est, en vérité, c'est moi qui va plus parler maintenant. Tu as choisir un petit بنادم comme acolyte, comme associé. اللي ديالو عرفتي فيها البركه. Ouais, je sais. والله الا اللي ديالو فيها البركه. ايوا بلوطه صافا بيان صافا. الحمد لله. Un partage. Oh là, le zin. Je vais la partager, Inch'Allah, ta vidéo, ouais. T'as dit quoi? J'ai entendu mon nom. T'as dit quoi là? Tu téléphones à 7h du matin, rendez-vous, on a J'ai rien dit à... C'est Mohamed. Je t'ai dit, tout le monde il a parlé, t'es venu chez moi. Outi, البركه Outi. Sofiane, ça va? Ça va, je vais me remettre. Fais le zin. Eh, la petite, c'est bien. J'ai aimé ce que tu as aimé que j'ai publié. C'est bien. Et tu sais de quoi je parle. Personne n'a liké ça, elle a liké ça. Parce que, comme si elle savait que j'aimais bien ça. Putain. Sur moi, elle a vu, R32 a republié. Ben c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai vu R32 a republié. C'est ça. Je suis toujours à 0. Je vous envoie 4, 5 cadeaux, 20, 1, 2, 3, et moi je suis à 0. شكرا انا نجيب شكرا
بارك الله فيك. جيب ماشي يبقى فيك الحال. ما تردوا الكادو ديالك اصاحبي مالك. راه جاي مشوم. كنضحك معاك ماشي معصب اليوم ولا العصب يجي الكليان المعلومه صاحبي. اخي اليوم راك ترانكيلا بن طيب ها. لا والله عاد il m'a vomi dans la voiture il m'a loué la voiture صاحبي. Voilà, et que ça se plaint. Rendez-vous 9 الصباح non. Dis-moi que t'as un client à 9h du matin. Quel client? J'ai dormi, Allah يعاون. Comme l'autre fois t'avais un client à 9h du matin non. والله je me suis dormi الله يعاون ديريتي فوق. Tu بنادم راه trop. Et le problème à Blotat, je suis pas content, tu sais pourquoi? C'est qu'elle a liké cette vidéo. Oh, tu vas rester. Oui, il y avait quoi dans la vidéo? Ils sont là pour dès qu'elle a liké cette vidéo. R34. Mais il y avait quoi dans la vidéo, صاحبي? En fait, je l'ai republié sans faire exprès, quoi. Sofiane. Ah, maintenant c'était sans faire exprès. Non, non, parce que t'as appuyé sur partager et il y avait republié tout en bas. Pas possible que tu te trompes. Sofiane. Ouais. Il veut pas acheter un tracteur. Un tracteur, mais j'habite dans un champ. Ah, les gens ils viennent avec des idées improbables. الله يجعله في كرك انا جالي lui dire. ليش تراكتور؟ والله il a un tracteur, il est là. Où je veux le mettre? Tu la vois pas? Ah, c'est sans permis ça un tracteur les amis hein. Attends. Mais tu peux pas rentrer un tracteur à Bruxelles, tu dois rester vraiment en agglomération. L'autre, tu veux rigoler? Un jour, je sors de chez moi, je vois ma voiture, elle est griffée, on me l'a pété. Et j'appelle mon père, je pète un camion. Non, c'est lui qui m'appelle. Et je le réponds, je dis, ah ouais, on m'a pété ma voiture, c'est un camion de poubelle. Il me l'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit, bah? Il m'a dit, enlève les plaques, appelle-la des panneaux à la poubelle. Après, il me dit, on voit la photo. Et quand je vois la photo de la voiture, il fait, toi, tu me dis, le camion est là. Il me dit, mais c'est juste une griffe. Il me dit, mais c'est rien, ça. Tu fais la drama queen. Ouais, il m'a dit, tu l'as vu le type qui t'a fait ça? Je dis, non, il m'a dit, t'es foutu. Il m'a dit, laisse tomber, c'est pas grave. Wallah, je vais péter de rire. Mais pourquoi t'es pas content? Ah non, parce que c'est, j'aime pas dévoiler mes secrets, moi. Wallah. J'aime pas ça. Elle m'a cramé dans un truc. En fait, c'est comme si je vois un truc. Eh ouais, attends. À partir du moment que tu republies, tous tes amis voient. Alors, je vois pas pourquoi. Oui, mais ça n'a pas été fait exprès. Non, ça a été fait exprès. Non, parfois, il te marque en barre ou publié automatiquement. J'ai vu. Et tu peux appuyer sans faire exprès. Je suis pas sérieux. Ah, mais là, t'as voulu republier. Ah, tu vois, c'est comme si moi, j'aime une vidéo à moi. Je l'aime, je la garde pour moi. Et je la fais republier. Elle a vu ça. Et subhanallah, comme si elle savait que j'aimais bien ça. C'est un truc de fou. Ah ouais, Qatar. Alors maintenant, ce qui est fait, il est fait. Ce qui est fait, t'as raison. La nouvelle. Merci pour les cadeaux, les gars. Merci. Abonnez-vous à mon compte, s'il vous plaît, pour plus de contenu. Merci. À l'époque, il faisait que dire ça. Ouais. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre. Abonne-toi à mon compte, abonne-toi. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est à moi que tu parles là, ou j'ai une nice. Je suis abonné à toi, moi. J'ai rien dit. Si t'as dit Chibani, il y a du live, c'est à moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Il parle à toi, hein. Obligé. Ah là, tu parles maintenant, ça raconte toi aussi. C'est réveillé. Ah, t'es revenu. Outi, fais pas des disparitions comme ça. Wallah, que je vais vraiment te prendre pour un latino. Hein. Et ouais, je débite, je fume. T'aimes bien le côté latino, Salty. Il faut manger un peu, ça. Il t'a mis à découvert, hein. Mais je sais pas c'est qui a marqué ça dans les commentaires, hein. T'étais avec une brésilienne. Qui m'a fait rire. Hein? C'est quoi? Moi que c'est un truc fort, hein. C'est une avec des pigeons, tu vas péter de rire. S'il me voyait. T'aimes bien les pigeons, R32? Non, je suis tombé dessus sur TikTok. Non, mais comme les pigeons, c'est Maïra, frère. Je t'ai pas dit. Hein? La dernière fois que j'étais assis, c'est dans ma cuisine, je bois mon café. Le pigeon طلع عليا من السرجم دخل كيشوف فيا après il est monté sur la table.
Sincèrement, Billah, il est monté sur la table. Ils ont jamais rentré comme ça. Elles ont faim maintenant. Il fallait le garder. Hein. Il est rentré. Ah, ils vont comme c'était l'âme 212. Après, Non, il faut le garder. Hein. L'erreur que j'ai faite. C'est quoi l'erreur que j'ai fait depuis que j'habite là? Et Wallah, c'est ça l'erreur que tu leur donnes du pain. C'est d'avoir les nourris une fois. Mais juste une fois. Une fois. C'est une faute de malade parce que ils reviennent, même si tu leur donnes pas, ils restent 5 minutes après, ils repartent. En fait, subhanallah, ils savent quand je veux leur donner ou là quand je veux pas. Moi, je leur donne plus. Allah, Allah, c'est bon, ils m'ont usé. Hein. Mais non, mais de plus que tu le... Oh, yo, Oti, à ton frère qui vient d'arriver. Et qui? You. À la fin, il hammak à la fin. Il est où mon frère? Ah là là, je suis fatigué. Ah là là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais investir un perroquet si je voulais quelqu'un qui répète après moi. Je vais investir un perroquet si je voulais quelqu'un qui répète comme moi. Wadi, je suis un rieur. Dis, Wadi, je suis un rieur. لا لا بلوطة الفريغ الفريغ والله الفريغ une fois avec Zerjoul elle a dit il est là il est là celui-là il venait tout le temps dans le live hein. Un jour elle a dit jamais monté hein. Il aurait dû monter nous aurait donné un peu de force clochard. Un jour tu m'as fait rire tu t'as dit parlez pas de Dieu s'il vous plaît quand il fait que monter là où j'ai tombé. Ah, dès qu'on parlait de lui, il faisait apparaître comme un jeune. Ouais, Wallah que c'est vrai. Une dinguerie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois qu'on parlait de lui, il débarquait dans le live. C'était une dingue. T'as pas vu maintenant, il fait des vidéos avec Mounir. Non, mais je regarde pas sa gueule, fais pas Wallah. Pas possible. À qui? À toi, Koubir. Je sais même pas. Moi, je le remets pas, ce Mounir. Je sais même pas comment ça se fait qu'il a autant d'abonnés. Et c'est Maïqa, frère. T'as vu quand il court? Mais c'est le Khoual. Je sais même pas qu'est-ce qu'il raconte. Non, c'est en fait. Non, assalamu alaikum. T'as vu la voix qu'il a ou quoi? Non, en fait. Rien qui va. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Hein. Tu fais des abonnés, Sofiane? T'as dit quoi, Najim Nour? T'as dit quoi? Des abonnés? Non, là, c'est juste que c'est un compte que j'avais avant, c'est tout. Subhanallah, regarde, c'est un compte. Regarde, c'est un truc de fou. C'est un compte, il a 29 abonnés, 12 suivis. Vlota, elle en fait partie déjà. C'est la base. Depuis longtemps. C'est la base. Qui je trouve dedans? Vlota, même la petite, elle est dedans. C'est comment il parle tout de Louis avec lui. Ouais, je sais pas il m'a dit de dire bonjour. Taximan, c'est ton pote, 34. Mouchouchi. Ah, bien sûr, je les connais, c'est ma pote. Tous. Ouais. On va faire monter un peu ce compte, non? Abonnez-vous à R32. Abonnez-vous à moi, s'il vous plaît. Merci. Donnez de la force. Ouais, parce que Ronald Reagan et tout ça, j'arrive plus à le récupérer. Il est dans les autres téléphones. Mchao. Je peux plus les récupérer, ces comptes-là. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas. ثلاثة الصباح. Putain, je dois dormir. Je peux te donner un compte, deux comptes, un compte de 2000 abonnés. Ah, moi, ils me disent, ce compte est déjà connecté, ils me disent. Quand je le connecte, ils me disent, ce compte est déjà connecté aux autres je sais pas comment ça se fait. C'est bizarre. Normalement, tu peux te reconnecter. Les abonnés dans 2-3 minutes. J'arrive pas à les trouver. Non, ça veut dire que c'est un autre téléphone. الدولية التليفونات ديالي مشاو تو والله الا داك هو اللي فيه الكون. J'avais des souvenirs dedans, j'avais tout, maintenant j'ai plus rien. C'est bien avec Sofiane. Ah, Sofiane. Ouais. Ça m'a comme le dépanneur. Change ton profil et اسم طحرات. اسم طحرات avec cette voix. Non, il monte avec le frais, tu vas recevoir 10 000 abonnés. Ah, mais t'auras des mecs à R32. Ah ouais. Et puis, t'as vu Non. Mais dès que si tu parles pas ou tu fais n'importe quoi, il direct il descend. Et
Et déjà, tu dois montrer ta tête. Déjà, lui, il regarde, chauffe. Lui, il demande direct. Exactement. Il dit, j'ai la caméra. Elle est bizarre. Hein. Après quelques secondes, si tu fais rien du tout, hop, il te descend. Je m'en fous de ces On abonnés. n'a pas de temps, lui, il a voilà, plein de bien demandes. joué. Moi, je suis pas là pour être un artiste. Ouais, en fait, Je suis il pas a un pas le artiste, temps. moi. Moi, je suis pas un artiste. Ouais, il a tilté. Et en plus, les réseaux, ils l'ont fait tilter. Ah oui, il va dans la piscine et tout, il fait des trucs bizarres et tout. Avec sa abeille, sa guidora, là. T'as pas vu la vidéo que j'ai partagée avec 2 femmes? Mais c'est un haram. Non, c'est tout, c'est bon. Hein. Une lui a dit, une allait monter en live, il lui a dit, t'es sûr que t'es pas de l'IA? Il me dégoûte. Ah non, c'est pas de l'IA. Mais non, c'est une Aïla, il lui a dit, Zama, elle était belle, t'as compris? Hein? Mais tu sais, hein, Wallah qu'il y a des Aïla, ils montent. Tu sais comment ils font du rentre dedans. Et il y a Ouais, des mais personnes comme ils ça, savent ils très montent. bien, c'est juste pour le buzz, ils en ont rien à foutre. Bon, Ça, moi, pour tu sais- monter là, il y a du buzz. C'est quand j'ai Kéline, aimé, ils veulent se marier avec lui. Wallah qu'il y en a qui veulent jouer avec T'as lui. vu le Il y en a restaurant une, il a dit clair et net. de Dubaï. Il y a un type, il est monté Combien avec un costard, avec une cravate. Même la Aïla l'a critiqué. Elle lui a dit, Akhoya, wesh, nta ghadi al-muqata'a ou la? Ah ouais, mais il lui a dit, lève-toi, il avait pas mis le sarouat. Je l'ai vu. Toi, tu me rigoles. Il s'est habillé juste en haut, costard, il a pas mis le sarouat, il était en short. Ah là, tu Même lui, le frère, salopard, tu sais comment il a... C'est lui qui a fait le commentaire, hein. Ah, Wallah qu'il a des yeux de lynx, hein. Il a fait le commentaire. Il lui a dit, attends, R34. Il lui a dit, راه واحد كتب لك في الكومنتير واش هاد الحوايج غادي المقاطعة. Tu sais quoi le muqata'a R34? المقاطعة، Tu vas à la commune. Elle a fait de l'argent. Bah ouais, il a fait de l'argent, t'avais tous les abonnés qu'il a ou quoi? C'est pas les abonnés. C'est les cadeaux. Le psychopathe, là, le Rifton, là, le refuge là, de Dubaï, là, il a envoyé une fois 30 ou 40 lieux dans une live. Ah, moi j'ai entendu, il a 25 modos. Wallah, il est, tu sais comment il te du live. Ce type, quand il ouvre le live, il faut pas oublier, Wallah, que c'est toute une organisation. Moi, j'ai un Des fois, concept. il bloque le live. J'ai un concept. Wallah, que c'est un sharika. Wallah, que c'est sharika. Des fois, il bloque le live. Attends, بلاتي. Des fois, il bloque le live. Qu'est-ce qu'il dit? صيفطوا واحد 5 الحوتات. Envoyez 5 poissons. عاد نكملوا الجواج. والله العظيم. Bah ouais, les gens, ils envoient. Tu sais que le live, il continue pas, باللوطة, والله, mais il continue. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit صيفطوا 5 الحوتات, mais والله qu'il y a 10-15 حوتات qui rentrent pendant 10 minutes. عاد il reprend. يلا طلع شكون يبغى يتزوج. حط التليفون. هذه كاميرا. Et c'est pas des vrais vies. Ouais, il est de فمك. Il a fait, C'est pas des vrais vies. Voilà que c'est un truc de fou, hein. Ça achète. Bellotta. Il y a quelques jours. Moi, j'ai entendu 30 000 balles. Je voyais, il y avait un live. Ça parlait de problèmes, t'as les couples et tout, ça y est. Et j'ai fait ma demande, il m'a fait monter le type. Et j'ai donné mon avis. Qassaman billah, je te jure. Tu vois ce type-là, chez qui j'étais en live. Lui-même, il fait des vidéos, il donne des leçons sur les coachs en amour. Et Ah, tout tu ça. m'avais dit, ils t'ont fait monter. Et tout. Ils m'ont fait monter, j'ai parlé. Je te hleuf, quand j'ai quitté ce live, il y a 3-4 personnes qui m'ont contacté en privé. Ils avaient des problèmes en relation. Ils me disent, ouais, t'es fort, nanana. Comment je vais faire avec... Ouais, je vais faire coach en séduction, ouais, je vais faire ça. Ouais, fais coach là. Comme salam, Kama. Enlève GTR, la bazar, fais coach là. Tu vois, à 5 heures du matin. Ceux qui cherchent l'amour viennent ici. C'est pas des vraies vies. Hein. Najib aussi sera là. Najib. Non, il va pas. Tu vas pas gérer R34. Ah non, il faut changer de communauté. R32, la belle. Ah là là, d'aller. Ah, il va envoyer Bnadem, il va lui dire, روح تشتخنا direct. Moi, je le connais. Il va l'asser, il va lui dire, chauffe. Elle était bien placée, celle-là, wallah. Elle était très bien placée. Bah ouais. Ah, il faut complètement changer de compte. Non, il faut changer de communauté. Il faut changer de communauté. Moi, je trouve que peut faire partie de la communauté. Ah, de manière juste de ballotte, il faut faire les étarts dans les commentaires. Là, mais s'il veut se marier et tout ça, là, s'il cherche, il peut. Ah, les gens de Belgique, ils veulent pas se marier, t'as pas compris ou quoi?
مقود على خوه. والله. L'autre fois, attends, Eux, ils veulent l'autre pas, fois, mais tu ils sais ce qu'il voudront dit. pas que toi Il est aussi, muté, tu vois. Outi. L'autre fois, Outi vient dans mon live. Il dit, les gars, il y a un live Moukabala chez Clé du Cadenas. On va faire un live Moukabala. Ah, on a parlé et de tout. ça tout à l'heure. Lui, il fait rien du tout. Oti, il sait pas gérer. Regarde, je veux venir mon associé. Il sait rien gérer, Hada. Il n'a même pas géré un Non, live. gère, Et il veut gérer une société. Belota, s'il te plaît, s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu le défends? Je savais pas qu'il avait besoin d'un Je le défends avocat. pas parce que je le connais. Et ouais, il a une Je le bouche, défends il veut se pas. défendre à l'aise avec les du cadenas. Le dépanneur. Non, Ouais, mais il j'ai nous a juste ramené dit. une équipe, il y a toi, il y a Anti-Bned. Calmez-vous à l'aise. Non, frérot. Ah, il y a le dépanneur avec nous à Belota, il y a le dépanneur. Eh ouais, j'aurais besoin de toi, le dépanneur. Tu vas dépanner quelques. Tu fais la nuit, tu Ah ouais, c'est vrai, on a que c'est vrai, Belota. Ah, le dépanneur, Taoun, à Belota, elle doit ramener. Ah ouais, c'est vrai, j'ai une voiture à dépanner. Au port d'Anvers. Non, non, j'ai mis pas de Je suis interdit du port d'Anvers, frérot. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il Ah, ment. je rigole. Le dépanneur. Ouais. T'es indépendant ou là? Moi, non, mais j'étais. Presque. Non, maintenant il dépend. Ouais, je Il est plus dépends. indépendant, il dépend maintenant. Combien Ouais, vous mais j'ai faites trouvé, pour Sofiane. J'ai trouvé, frère. Privé, il veut pas parler de Taïeb. Il peut parler J'ai qu'en la vérité, privé, non, le j'ai une dépanneur. question. J'ai une Je peux te question. trouver des clients à Sahbe. Ah, en vérité, j'ai une dépanneuse, mais elle n'est pas encore prête, frère. Celle que j'ai, c'est du travail. C'est bien, elle est pucée, c'est bien. Appelle à Sahbi, appelle à. Ouais, Les le clés du dépanneur. Appelle cadenas. le numéro que je t'ai donné à Sahbi. À Ouais, clé du dis-moi. cadenas. Vous connaissez pas quelqu'un, je dois scier ma voiture. Elle est où, ta Elle est devant voiture ta porte. Elle est devant chez moi. Ah, Belota, je t'ai C'est dit, je où te donne le numéro, il y a quelqu'un Pas qui vient. exactement, mais quelle région? Faut arrêter de parler tous en même temps, un à la fois, ils zonnent. Ah, dès qu'il y a un billet, tout le monde saute dessus Toi, ici. ta Hein. gueule, C'est toi. grave. T'as quoi comme voiture? C'est une Opel Zafira, 7 places. Oti, je me mute. Ouais. Et pourtant, je suis la personne. Mais c'est une à qui Euro la question, 5 elle a été diesel. concernée, Ouais, ça, Je me me suis mute. la casse. Moi, je dois la scier. Le clé du cadenas, il va prendre la voiture. Direct la casse. Non, il va export, n'importe lesquels, je dois la scier, c'est tout. Elle doit partir là, c'est Clé, il bon. va passer la prendre. Je la prends. T'habites sur Bruxelles. Ah, c'est bon. Ah, il y a clé, Najimi va la prendre. Najimi, tu la prends? Wallah, je la prends, wallah. Ah ouais, c'est bon. T'as trouvé. Il est en bon état? Non, elle est pas en bon état, elle est pas en bon Très bien, état. Euro 5, elle a le carpasse. T'as pas dit qu'elle voulait la Elle a le jeter, papier frère. On rose. jette, t'as- Zaki. Elle a le papier rose, hein, frérot. 60 000 km. Ben Taïeb. Ben Taïeb, 60 000 km. Arrêtez de faire là, je rigole pas. Mais va dans le chauffant. dis ouais, mais je vais aller samedi. Belota, regarde, Belota. Elle a les Ah ouais, je vais aller ballons. samedi, mon Alisa. Ouais, il faut. Ah, Belota. Ah. Belota. Je connais C'est ce que j'allais quelqu'un, te dire, en il va fait. venir la déposer ici, dans mon terrain. Qui ça? Elle va être installée là. غدا ولا بعد غدا. Moi et Oti, on va la démarrer. On va Voilà, mettre les moi, je suis tiramisu dedans. On ira avec. Voilà. Arrête de faire là, arrête de faire là, là, je dois venir. Wallah, mais je te fais là. Blota, je vois qui tu es maintenant. Je connais quelqu'un, il va venir, il va Je vois il qui va la tu es. prendre. Eh, arrêtez de parler en même temps. Attends, c'est moi qui va parler. Blota, je vois qui tu es. Hein. Je t'ai déjà vu. Hein. Une fois j'ai claqué sur toi, tu m'as roué. Eh? Wallah, c'est toi qui m'as roué une faux feu rouge. Ouais, ça se voit que c'est une petite rouine, celle-là. Ouais. Oh, La voiture est Ça se voit que c'est une, elle va te dire sors, je m'en ça- face. Non, je sais Elle parle pas avec ses comment. Je mains. rigole, c'est voilà, un je truc rigole. à moi, vous. ça. Ouais, je parle avec mes pieds aussi. Je sors même les orteils par ma Sur fenêtre. les petits orteils, j'allais le dire. La voiture, elle démarre ou pas? Ouais, elle démarre pas. Il est assuré ou pas? Elle est HS. Non. Est-ce que il est assuré? Est-ce que l'assurance- Bien sûr qu'elle est assurée, ça, qu'elle n'est pas assurée. Et ouais, ça fait un constat, ça, merde, direct. Demain, je passe. Wallah, je suis pas sérieux. Ah, c'est vieux plan, Blota. Oui, je crois que l'expert, il est con ou quoi? Non, il a raison, attends. Explique-nous, Abenta. Ouais, elle va se cramer pour nos Opel Zafira, vous êtes sérieux quoi? Ouais, wallah, je vais me griller pour une vieille voiture. Est-ce qu'elle va toucher? Non, mais non. Est-ce qu'elle va Belota, toucher? Attends, il va expliquer. Il veut un constant tu vas droit, faire quoi à Ben Taïeb? Benti, vous avez déjà vu le film qui était fait à le barreau? Ouais.
A priori, t'es droit. Combien on doit payer pour... Le constat A, B, il était déjà rempli. Ça veut dire, c'est le démarre, il y a des pistons, c'est les total. معليش نطولكوا كانت الديماريا les pistons. Ben Taïeb, combien Un constat, c'est 1000 faut balles. payer? Mais on va pas se cramer pour 1000 balles pour toucher 2000 balles. Combien vous le donnez pour la Opel? Réfléchissez. Ça dépend de la valeur On va faire un leasing, la tu vois, tu défaille. m'appelles, là je te dis ok, tu prends l'argent en cash. Mais à quoi ça sert de répéter une Opel sur son nom en sinistre? C'est pas. Écoutez, les gars. Je ne veux pas, je veux m'en débarrasser. Non, moi je te dis Bolota, tu vas faire. Clé du cadenas, il va passer la prendre. Il va بعد dire, مني Si la il va mettre ses coques et ses poules dedans. ça va te coûter 70 euros, même pas. Ah, il va mettre ses coques et ses poules dedans. Vas-y, va la prendre la clé. Ce sera la dalle du coq. والله Ben Taïeb, fallait dire plus que 70 euros parce que là t'es pas crédible. Il a dit quoi, 70 euros? 90 euros واش غد À la casse, voilà. الحولي À la casse. Je dépasse même pas 100 euros. Ben Taïeb الحولي داير 300 اورو صاحبي انت تخلي ديك 70 اورو واش غنشريو الدجاجه في الروف عندي وجوج دجاجات اسمع غادي تباع بالكيلو يقول لك حيد لا باتري si tu vas chez Autosadet والله ما te donne 150 euros maximum. Blota, je vais t'envoyer un numéro, il va venir, Ouais, il va la envoie, prendre, il va la envoie. déposer chez moi. Ça fait? Ouais, envoie mon numéro. Frère. C'est des outils. Ouais. Il y a eu une époque. Quoi cette histoire? Aïe, astaghfirullah. أنا 34, le coq, il va maintenant commencer à se faire. Hein, je dois Non, le انت ما mater, باغيش تعاوني، باغي ترزيني. لا والله حتى نعاونك والله. Qu'est-ce que tu veux? R34. نعاونك. فاش تعاوني؟ Voilà, la voiture, coq, il va il maintenant est à commencer à l'arrêt, elle démarre pas. Ah, c'est un curry comment? Tu vois ce que je peux dire? Ouais. Moi, je peux Il va te- maintenant je bientôt peux commencer, il va trouver un commencer à hangar, ouah. Tu peux laisser la voiture là, et tu fais la radiation à tes plaques. Mhm. Et puis? Et puis, Ouais, et puis? tu la vends au PS détaché. Wesh, tu crois que je suis mécano? Et moi, ça, je le fais moi-même. T'inquiète. Toi, tu vas la vendre pièce détachée. Ah. هو غيخلصك. Combien tu vas donner à Blota, Ben Taïeb? Maintenant, on est dans le live. شحال غتعطي البلوطة؟ سواء تبيع لي الحالة المدنية. تبيع لك هي شوف. لا سفيان رعاف تبيع لي الحالة المدنية، أنا غادي نديرها ديمارتو. الحالة المدنية tes enfants dedans, non? Non, زعما de la voiture, de la voiture. لا Ah, carte grise, la carte grise. Ouais. باك خامي يا صاحبي. Ah, t'as compris. بعد ندير vas-y, كمل. هذا انفال الحبس المشاكل. Ouais, vas-y, tu crois vraiment qu'on a Ben Taïeb, toi? Vas-y, termine. كنبيعو l'opium. 70 اورو غنمشيو للحبس. سير بركة بن طيب. والله ما اشوفي راه مشاكل هذا. واه كله مشاكل بالله. سفيان وانا نجم قول لي سي كوا بنتياب بنطيب مافيا خطر بنطيب. ايوا دابا كانت مافيوزا وعف 70 اورو. لا سفيان بلوطة فهمت فواتير بن طيب. بلوطة ديال الواقع. سبتوتو لا ديفي سبتوتو تصيفطنا للحبس كاملين. الناس كيهضروا على الملاير وحنا ما كنهضروا على كتمافيوجو على 70 اورو. اسمع ماشي 70 اورو. سي تي لافو على كاس كتباع بالكيلو باغ كيلو. J'ai pas dit que j'allais la vendre à la casse, sinon je l'aurais déjà ramenée à la casse. اكسبورتاسيون. Exactement. شي العوازه ولكن Il n'y a pas que des Ouazans qui sont dans ce domaine. اسمع
العوزة تويوتا نيسان نيسان والرجال توسكيليا جابوني. Attends, Blota, il n'y a pas moyen de changer le Opel en Nissan. Si, je veux l'enlever, je veux le قلاع, je veux mettre... Berlota. Ah. C'est comment ils appellent les riffs Rambo. 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 رامبو يدبرها رامبو والله بلوطة والله العظيم je vais نعاونك. Je vais pas que tu perds de l'argent. Oh mais là tu me parles de 70 euros, moi je te donne 70 euros ديك الساعة il va la prendre. Non. ابعد مني. والله كنت فيك. Non, بنت طيب regarde ce qu'elle veut. والله العظيم c'est la vérité. والله là on rigole à part. دي من عندها الطوموبيل شري وبعداي الرازو تقطع. صافي تسد. لا تخلي خدام كارت ميموار خدامه. Tu demandes combien? واه بن طيب. Tu proposes combien? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Euro 5, diesel, quel moteur? Je sais pas, c'est un moteur japonais, je sais pas comment il s'appelle là. Isuzu, voilà. Isuzu, c'est Opel. Il y a soit moteur, Opel, soit moteur Isuzu. Non, c'est Isuzu. C'est comme ça. Isuzu, j'ai une Opel Astra à l'époque. Voilà, ouais, on s'en fout, voilà, on a compris. Isuzu. Et c'est une 1700. 1700 CDTI. Okay. Ah les gars, wallah, je vais tous vous descendre du live, hein. Je vais faire monter que des P4, c'est encore mieux. On est déjà des P4, tu vois pas? روونتوني دابا طوموبيله 70 اورو بغينا غير بن طيب تعطينا 70 اورو تديها بعد منا. ما فهمتنيش 70 اورو قلت لك à la casse, c'est toi la casse. Ouais, j'ai jamais parlé de la casse, c'est toi qui as parlé de la casse. Ouais, la petite, je suis sûr que c'est vrai, la casse en fait c'est 200. Combien on va tirer à Ben Taïeb de la casse? Hein? Elle est là la petite, elle est là. Ici bien joué R34. شحال غتجيبني لنا في الكيلو؟ غنحيدوا الباتري كومبيان اي بي كومبيان؟ تحيد لا باتري تي فيديو مزيان maximum تجيبك نكتب 120 euros. Oui, je vais t'envoyer une vidéo, tu vas péter le rire. C'est rire. Il a dit 120 euros à 150 euros maximum. Regarde-la bien. واحد النصاب هذا باللوطه. Ah, je sais. بن طيب. Peut-être tu l'as déjà vu. C'est bien, elle connaît tout, elle. Ah, moi je suis dans le domaine. Ah, samedi, je vais aller chez tous les Azza rue Evart, je vais faire tout Clémenceau, je vais faire tout Chaussée de Mons, ونجرد عليك ناجي. زيز عليك تعذبي. انا je t'ai dit je t'envoie un numéro. Mais je t'ai dit envoie le numéro, demain je l'appelle. Ouais, je vais t'envoyer dès que je coupe le live, je vais t'envoyer. Après il va venir, il va la prendre. Comédie. Ouais. Il va venir, il va la prendre, il va l'amener à un truc. Comment elle s'appelle? Il va t'amener le ticket, tu vas toucher 200, 250 euros, qu'est-ce que tu veux? Combien? Ouais, c'est déjà ça. Ah ouais? Wallah, il va la peser, il va tout peser. Il va enlever ni batterie, ni zan, ni crâne, ni rien du tout. Il a combien de frères? Il démarre. Juste en cuivre, il y a pour 70 balles. Juste en cuivre. Il y a 5 kilos de cuivre. Il démarre ou pas? Dans une voiture. Ah, il comprend pas, je venais de moi. C'est quoi que tu comprends pas, Ben Taïeb? Ouais, je l'ai ramené chez un garagiste, il m'a pété ma voiture, tu comprends pas? La voiture, elle avait rien. On est venu me la casser. Voilà, c'est tout. Allez, Outi, il est parti. Il est où? On m'a cassé une voiture, je vais pas me sentir baisé. Ah, je vais la vendre à 70 euros, pas ailleurs. Elle est où, Mariam? Je vais envoyer l'autre, tu vois, qui s'appelle Soufiane Panda, là, qui fait des vidéos sur TikTok. Ouais. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu, ce benadmi ici à XL, wallah. Il travaille ici, un truc, il a un magasin chez cette mousse. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. L'autre que t'as dit, je pense qu'il est aussi, c'est un salon. Le premier, c'est que tu crois, mais c'est ce que je vais faire. Je vais aller samedi, j'ai pas le temps la semaine. Samedi, je vais aller faire le tour de Ouazza. Celui qui me donne le plus, je lui donne. Viens la chercher. Voilà quel mouskila, comment tu vas la prendre à Liverpool? Ils vont venir la chercher, ils ont des dépanneuses, hein. Ils vont venir la tracter, ils se démerdent. Voilà, quand tu vas aller,
quand tu vas amener la voiture, c'est pas la même chose que quand tu vas leur dire j'ai cette voiture. Bah bien sûr, je vais leur dire j'ai cette voiture, tu veux, tu viens reprendre, tu veux pas Kawood, je vais me casser la tête avec eux ou quoi? Moi ça me prend 2 secondes, hein. Voilà, tac tac tac, il va me dire ah ta ta ta, la aoun, au prochain. C'est où Liverpool la petite, c'est où? Ouais, c'est Rivard. Mais Benota, c'est le prologue اللي غادي عندك ولا؟ En face de l'abattoir, à droite. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois les lions à R34? Moi je sais, je sais c'est où. Demande-lui. C'est bon, arrête de me je vous ai posé une question, de me tourner. Je regarde la plaque. Ben طيب. طيبتني هذه. Attends, je te mets en petit, والله, parce que ça m'hammak, ça m'en... Mais frérot, c'est quoi, Bentayeb ou pas? Ouais, je connais Ben طيب, صاحبي, je t'ai dit. Moi, j'ai fait, attends, c'est quoi? Gressif, Saka, Driouj, Ben طيب, Bouqayawa, Saïdia. Eh la petite, tu te rappelles, je partage une vidéo. Il est connu dans quoi, Bentayeb? T'as même dit le nom de la rue. Quand la police m'avait arrêté. Deggan. Douk. Demande immatriculation voiture. Wallah, un jour j'ai fait une vidéo. Ben طيب, elle est connue, le fait qu'il y ait numéro de châssis. Voilà. Rue, je sais plus c'était quoi la rue. On a sorti le nom de la rue, exact. Je suis en face du cadavre. Je connais, c'était rue des Megui. Allahu Akbar, wallah, c'est ça. Qasaman billah, c'est ça. Elle travaille avec Waze, Mona Lisa. Elle s'est rappelée à Pelota. En fait, la Khla, ils m'ont arrêté là-bas une fois. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont laissé partir, tu vois. Et je mets la vidéo comme ça. C'était story. Et elle m'a écrit le nom de la rue. La Khla, سمعتي اسمها la Khla. La Khla, ouais, c'est la passate noire, ouais. Je connais bien le quartier à la je connais bien. Là, waouh. Rue de Miguizier, regarde Miguizier. Ouais, c'est ça, c'était ça. Faudrait la night, moi je dois me lever tôt demain. Pelota, elle s'est rappelée d'un truc il y a 2 ans, Pelota. Bien sûr qu'elle va se rappeler, elle se rappelle de tout, elle dit. Quoi? J'ai pas compris à Bentayeb. On fait du business ou pas? Quel business? Toi, tu parles septembre, on t'appelle ça du business. Ah, même mes tiramisu me ramenait plus. Sur la tête de ma mère, je vais t'aouer. Wallah, je vais pas te faire chier. Ah ouais, ça reste à voir, ça. بلوطة قول لي الله يرحم يماك والله تدم ما نعطيك 70 اورو بعد مني والله. اتساع انتي قحبة تيك توك دي نانا سير سول امك سير سول امك. Bien vu Mona Lisa. Merci. R34. Ouais, dis-moi. J'ai plus de briquet. Je suis tombé en panne. Ouais. Y a pas de night shop. J'étais dans la misère. Là, Toto, je me dis. Pourquoi tu nous as fait quoi, l'homo sapien? Attends, j'ai l'attaque électrique. Il faut ruiner pour Cha'al et tout. Mais si, je vais chercher tu vois les chalumeaux de plombier. Dans la camionnette, je vais le chercher. Chalumeau. Ça veut ça que Cha'al Magaro. Une fois, ça m'a brûlé la main, ce truc. Ah non, R34, là, il a ça Cha'al Magaro. Chalumeau. Moi, je parle de chalumeau pour chouder le métal. Non, c'est des petites bonbonnes comme ça. Pelota. Bon, les amis, moi, R34, là, je vais fermer. Et ouais, ça fait. Ben طيب والنينجا. يلا استقلاح وتشاو. يلا بسلامة. سمحايي بن طيب سمحايي سفيان. هادشي بنادم. الله يعاونكم. والله سمحوا لي, je vais fermer parce que demain خدام. Non, t'as raison. Moi aussi, j'allais partir. والله, je suis vraiment désolé. Mona Lisa, بسلامة عليك. الله يعاونكم les amis. السلام عليكم.